Нет, ну а что? У нас все хорошо, мы даем рабочие места. Если только у нас хоть раз в жизни все было хорошо на деле, а не на словах, было бы хорошо. Ну, самое главное, это мирное небо над головой. Хотя нас готовят к войне каждый день, так что я уже и не знаю. Мы депутаты, свой выбор уже сделали и курс страны определили. Вообще-то никто из нас уже давно ничего не выбирает без четких указаний сверху. Главное, чтобы детки хорошо учились. Правда, нам все меньше нравится то, чему мы их учим. Власть – это порядок и сила. Но, насколько себя помню, наш суд не имеет власти, мы просто исполняем волю руководства страны. Не надо нам, как в Европе, у нас тут все бесплатно. Правда, работаю я тоже, можно сказать, бесплатно. И зарплату обещают повысить, так что я за стабильность. Если бы только они еще цену каждый раз вслед за зарплатой не поднимали. Нех. Так выглядят выборы людей, которых убедили, что они ни на что не влияют. Хочешь начать влиять? Начни с координационного совета. Мы выберем своих представителей, которые будут защищать наши интересы за пределами страны и приближать демократические изменения в самой Беларуси. Ваш голос, ваш унесок у демократи. З 25 по 27 мая выборы у Координаційную Раду Беларуси. Дорогие гости, участники нашей конференции. Действительно, это мероприятие называется «Большая политическая конференция 2024». Посвящена она выборам в Координационный совет. Товарищ Мартынова, съемка ведется и без телефона. Спасибо. Все нормально, все хорошо. Много знакомых лиц, много незнакомых, так или иначе, все они светлые, какие-то добрые. Спасибо, что пришли. Меня зовут Константин Каверин. Я помогу провести эту конференцию в силу своих возможностей. Уж не знаю, насколько этот день, 19 мая 2024 года, важен в истории Беларуси, но что-то такое есть в воздухе. И я немножко волнуюсь, признаться, чтобы преодолеть это волнение, чтобы помочь преодолеть его представителям фракций, которые баллотируются на выборах в Координационный совет. Я попрошу вас, ну и может быть, чтобы и сами вы тоже сильно не волновались, ну похлопайте как следует. Мы начинаем. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. Очень важно отметить, что наша конференция идет в прямой трансляции, и сразу на нескольких каналах в Ютубе зрители тоже все это видят, имейте это в виду. Мы разделили нашу конференцию на условных 3 блока для облегчения, для простоты коммуникации между теми, кто будет выступать, между теми, кто баллотируется на выборах, и между зрителями, то есть вашими избирателями. Первый блок начнется совсем скоро, и это, условно говоря, такой мотивационный блок, когда представители групп, команд, фракций, объединений, которые баллотируются на выборы, называйте это как угодно, постараются, может быть, как-то мотивировать избирателей, вас, то есть, дорогие друзья, поделятся своими соображениями относительно будущего Беларуси, стратегий, планами. Конечно, у каждого из вас могут возникнуть какие-то вопросы. Для этого существует, я забегаю в самый конец, 3-й большой блок, когда представители 12 фракций окажутся на этой сцене, и вы можете запросто задать свой вопрос. Любой. Это будет 3-м нашим блоком. А 2-м блоком будет, это очень большой, это самый большой блок, и там мы предложили представителям фракций, баллотирующихся на этих выборах, поделиться своими соображениями относительно 3 тем. Первое. Мирный протест или все-таки силовой сценарий. Вот так звучит эта тема. Вторая. Каким образом мы, белорусы, которые выступили и продолжают держаться этого, выступили когда-то против насилия, против фальсификаций и продолжают придерживаться демократических ценностей, да, они у каждого свои, тем не менее, мы знаем, против чего мы здесь. Каким образом мы, белорусы, можем вернуть внимание международного сообщества к нашей стране и к нашим проблемам. И, наконец, третья тема этого 2-го блока – политические заключенные. Страшное словосочетание. Что делать? Какова наша стратегия в этом вопросе? Как освободить людей? Как освободить людей без... А дальше пусть на эти вопросы отвечают представители тех фракций, которые баллотируются на выборах в Координационный совет.
Вот, собственно, и все. Это будет разбито некоторыми паузами. Не переживайте, перерывы будут. И сейчас, прежде чем мы начнем, я хотел бы для такого еще вступительного слова пригласить на эту сцену представителей избирательной комиссии Коалиционного совета, а именно Елену Приходько и Ярослава Бекиша. И им я попрошу тоже поаплодировать. Прывітанне, паважанае спадарства. Мяне зовут Елена Прыходько, і я старшыня выбарчай камісіі. І спачатку я хочу вас усіх падзякаваць і выказаць вам павагу за тое, што вы вырашылі прыняць удзел у гэтых выбарах. Вакол каардынацыйнай рады і саміх выбараў і хадзіла, і зараз ходзіць і гучыць шмат крытыкі, канструктыўнай, неканструктыўнай, тым не менш. Усе мы з вами здесь прысутныя і якія далучыліся да вашых спісаў, мы ўзялі адказнасць за тое, каб гэтыя выбары спраўдзіліся і здзейсніліся. І на дадзены момант я магу сказаць, што пакуль мы зрабілі ўсё ад нас залежнае і магчымае, каб наблізіцца да кульмінацыйнага моманту выбараў, непасрэдна самого выбарчага працэсу. І на дадзены момант у камісіі няма ніякіх нейкіх такіх звыш страхаў ці запалохванняў наконт таго, што нешта пойдзе не так. Прынамсі з тэхнічнага боку, з бюракратычнага боку. Мы досыць добра падрыхтаваліся і дагэтуль мы праводзім розныя тэсты і абмяркоўваем розныя сітуацыі, то бок мы дагэтуль у гэтым працэсе гатуемся. Але, канешне, самае галоўнае, каб да выбарчага працэса далучыліся самі беларусы. І гэта той складнік і чыннік, які зробіць гэтыя выбары сапраўднымі. Канешне, я тут пагажуся з Паўлам Латушкам, які ў адным інтэрв'ю сказаў, што нават калі гэта будзе 100 чалавек, але гэта будуць сапраўдныя 100 чалавек, і для нас яны каштоўныя і важныя. І гэта насамрэч так. Але ўсе мы з вами спадзяемся і хочам, каб гэтых людзей было больш. І таму ад выбарчай камісіі мы вырашылі ніякім чынам не ўплываць і не спрыяць на працэс агітацыі падчас саміх выбараў. Просто заклікаем вас з павагай ставіцца адзін да аднога і не ўжываць якіх-небудзь брудных, непрыемных сродкаў, папулярызаваць сябе, свае спісы і не тапіць канкурэнтаў нейкім непрыгожым чынам. Гэта тое, што з нашага боку. Тое, што тычыцца беларусаў, то мы, канешне, заклікаем людзей далучацца да гэтай выбарчай кампаніі. Заўтра, 20 траўня, у Apple Store і ў Google Market з'явіцца дадатак, які можна будзе спамаваць, называецца ён «Беларус ID». І ўжо ад заўтра гэтым дадаткам можна пачынаць карыстацца, прынамсі, зрабіць вось гэты токен, хэш свайго электроннага пашпарта, каб 25 числа прагаласаваць з яго дапамогай. Беларусам у Беларусі мы раім зрабіць гэтую спамоўку не раней за 25-26 траўня, каб у вас у тэлефоне нічога не было, каб менавіта падчас выбараў вы яго спамавалі, аддалі свой голас і выдалілі адпаведным чынам, адпаведнай інструкцыі, пачысцілі ўсю гісторыю з Apple Store ці Google Market, і гэта ніякім чынам не пакіне ніякіх лічбавых слідоў. Расшыфраваць гэты код і асабістыя дадзеныя немагчыма. Нагадаю, што мы іх нідзе не збіраем і нідзе не апрацоўваем, то бок яны выдаляюцца ў той момант, як толькі ператвараюцца ў гэты токен. Гэта што тычыцца боку бяспекі. І тут я хочу зрабіць акцэнт яшчэ раз і адказаць на пытанні, якія апошнім чынам досыць гучна гучаць у медыа, што праз тое, што мы ідэнтыфікуем і валідуем людзей праз беларускі пашпарт, тым самым мы дыскрымініруем тых людзей, у каго пашпарта зараз на руках няма. Мы разглядалі розныя
варыянты з выбарчай камісіяй, і гэта быў працэс, і мы раіліся з адмыслоўцамі, і ўсё ж такі мы вырашылі, што пытанне бяспекі у нас прыярытэтнае, на першым месцы. І вось калі мы на першае месца ставім пытанне бяспекі, то тады мы свядома паступаемся нейкімі іншымі чыннікамі і магчымасцямі, якія маглі бы быць падчас выбараў, але мы фізічна не можам іх апрацаваць так, каб гэтыя галасы былі сапраўднымі і валіднымі. Таму мы пакінулі толькі адзін дадатак, і таму мы пакінулі толькі ідэнтыфікацыю праз беларускі пашпарт. Ідэнтыфікаваць іншыя дакументы на кшталт жэнеўскага пашпарту, ID там любой краіны, у якой зараз можа знаходзіцца Беларусь, і не мець на руках беларускага пашпарта мы не можам, таму што гэта патрабуе велічэзных высілкаў, гэта патрабуе рэсурсу на ўзроўні дзяржавы, калі ў цябе сістэма можа ідэнтыфікаваць абсалютна кожны і любы дакумент, які ёй паказваюць. Такіх магчымасцяў у нас няма. У нас сістэма дакладна можа ідэнтыфікаваць толькі беларускі пашпарт. Гэта што тычыцца пашпартоў. Што тычыцца іншых спробаў зараз арганізаваць там нейкія альтэрнатыўныя выбары, паралельныя, там на паперках, яшчэ на чымсьці, то тады вернемся да пытання сапраўднасці. Калі ў нас ёсць два галоўных чынніка гэтых выбараў, бяспека і сапраўднасць, то несці адказнасць за тое, што гэты голас, гэтая персона з'яўляецца сапраўдным грамадзянінам Беларусі. І ён сапраўды выказвае сваё волеіз'яўленне. Вось менавіта за гэты спіс мы можам зараз толькі тымі інструментамі, якія мы прапанавалі. Усе іншыя інструменты, там, кагосьці валідаваць па паперках, ксеракопіях, там, па іншых дакументах, гэтай магчымасці ў нас няма. І таму браць адказнасць на сябе за тое, каб гэтыя галасы ператвараць у сапраўдныя галасы сапраўднага выбарчага працэсу дэмакратычнага, мы такую адказнасць на сябе ўзяць не можам. Таму я заклікаю спадарства вельмі крытычна ставіцца, па-першае, да ўсіх экзіт-полаў, якія адбываюцца, у любых нават там вядомых медыа. Стаўцеся да гэтага крытычна. Гэта ўсё роўна не ёсць нават папярэднія вынікі. Гэта ўсё для прываблення ўвагі, можа там хтосьці робіць нейкія высновы для сябе, але выбарчая камісія не звяртае на гэтага ніякай увагі, і я вельмі спадзяюся, што гэта не паўплывае на тое, каб выбаршчыкі змянялі там свае меркаванні, гледзячы на гэта ўсё. І ад сябе яшчэ заклікаю беларусаў прыняць удзел у гэтых выбарах, таму што калі гэтыя выбары спраўдзяцца, дзякуючы вам, дарагія беларусы, якія прымеце ўдзел у іх, то на маё меркаванне і на маю шчырую веру гэта можа стаць новым вітком, новым этапам у развіцці беларускай дэмакратычнай супольнасці. І гэта вельмі важны і адказны этап для нас. Я разумею, што зараз наше агульнае неба, яно расколата на мільёны дробных кавалачкаў. І кожны з беларусаў панёс гэты кавалачак з сабой па ўсім свеце. Мы рассеяны па ўсім свеце. І мы ў цяжкіх умовах, мы выжываем, шмат стомленасці, шмат бездапаможнасці, шмат недаверу. Але тым не менш, час ад часу мы усе маем патрэбу, каб вось гэтыя невялічкія кавалачкі свайго неба, якое мы носім з сабою, мы аб'ядноўвалі і супастаўлялі адзін з адным. Мы патрэбны адзін аднаму. У гэтым наша сіла і ў гэтым наш спадзеў. Таму я заклікаю, дарагія беларусы, прыяднайцеся, калі ласка, да гэтай выбарчай кампаніі, абярыце спісы, якія вам даспадобы, аддайце свае галасы. Вашыя галасы будуць пачутыя, яны не будуць скрадзеныя. Вашыя галасы будуць сапраўднымі. І вашыя галасы будуць мець наступствы, таму што тыя 12 каманд, якія ўзялі ўдзел у гэтых выбарах, яны ўжо на дадзены момант узялі на сябе палітычную адказнасць за тое, каб выканаць тыя планы, якія прапісаны ў іх праграмах. І у канцы нагадаю
Ну, асабіста для мяне вось гэтая лічба 12 з'яўляецца вельмі сімвалічнай. Я нагадаю, што больш за 2000 гадоў таму Христу спатрэбілася толькі 12 чалавек, каб надзяліць іх місіяй і пусціць па свеце. І гэтая місія была выканана, нягледзячы на тое, што ў гэтых людзей не было грошаў, рэсурсаў, іх білі, гналі, іх не прымалі. Тым не менш, місія спраўдзілася. І таму я бачу ў гэтым вельмі прыгожы сімвалізм і веру ў то, што нішто і ніхто не спыніць ідэю, час якой настаў. Жыве Беларусь! Спасибо, Елена. Мы приглашаем также представителя избирательной комиссии Координационного совета Ярослава Бекиша. Добрая раніца. Бум-бум. Чутно, так? Я скажу 5 хвілін некалькі пафосных словаў, звяртаючыся да беларусаў, якія зараз прымаюць рашэнне для сябе ці ўдзельнічаць у выбарах гэтых. Но пачну са словаў падзякі сваім калегам і сябрам з выбарчай камісіі за данную працу. Дзякуй вам. Мы ўсе бачылі, да чаго прыводзе, калі дзесяцігоддзямі не ўдзельнічаць у палітычных працэсах і не цікавіцца імі. Нават больш за чвэрць стагоддзя. Гэта вядзе да таго, што у нас няма сваёй публічнай палітыкі. І калі мы жадаем мець сваю краіну, незалежную, вольную, нам патрэбна ў яе інвеставаць. За ўсё, што мы хацім атрымаць, патрэбна плаціць. І калі ў 2020 годзе мы выходзілі на вуліцы, мы дабіліся таго, што гэта было пачута, і зараз весь свет ведае, чаго мы жадаем. Але гэта яшчэ не прыносіць нам сваёй краіны. Каб у нас была свая краіна, трэба вельмі шмат часу, вельмі многа укладаць у тое, каб яна ў нас была. І таму, калі вы прымаеце зараз рашэнне ці галасаваць не ў гэтых выбарах, хтосьці там з пытанняў бяспекі, хтосьці з пытання даверу ўвогуле, што гэта за Координационная рада такая. Памятайце аб тым, што гэта, магчыма, ваша інвестыцыя у тое, каб у беларусаў была свая краіна і ў нашых нашчадкаў таксама была свая краіна. Калі мы гэтага не робім, то гэтага і не будзе. І яшчэ я б хацеў звярнуцца да тых, хто балатуецца. Па-першае, дзякуй вам, што вы гэта робіце, гэта рызыка, як мінімум. А яшчэ гэта адказнасць. Прабачце, яшчэ раз скажу гэта слова адказнасць. Таму што калі вы пачуеце, што Координационная рада гэта інструмент, дзякуючы якому вашыя галасы будуць пачуты, гэта толькі частка праўды. Вашыя галасы і меркаванні прафесійныя па розных пытаннях тэматычных, рэформаў у розных сферах і так далей, сапраўды будуць пачуты. Але Координационная рада ні зараз, ні ў будучым не з'яўляецца адзіным палітычным інструментам. І вам патрэбна будзе думаць пра ўсю палітычную сістэму, якую нам трэба адбудоўваць. І дэмакратыя, як кажуць, гэта заўжды канфлікт. Па гэтых пытаннях канфлікт павінен быць. Альбо гэта не дэмакратыя. І вось калі вы будзеце абраныя, я думаю, што шмат хто з прысутных будзе абраны. Памятайце аб тым, што вам трэба памятаць не толькі аб сваіх тэматычных накірунках, але яшчэ і аб тым, як павінна быць пабудавана на сёння адпаведная нашай сённяшняй сітуацыі палітычная сістэма. Не будуйце, калі ласка, недэмакратычную сістэму. Памятайце аб тым, што мы гэта ўжо атрымалі, нам гэта ўжо не патрэбна, і менавіта аб гэтым мы казалі ў 2020 годзе, і нам патрэбна альтэрнатыва. Я не думаю, што хтосьці калі-небудзь вам падзякуе за ваш унёсак, таму я зраблю гэта загадзя зараз. Дзякую за тое, што вы балатуецеся. Я жадаю вам всім поспехаў. Сустрэнемся на выборах. Жыве Беларусь! Спасибо, спасибо, Ярослав, спасибо. Как и на всяких уважающих себя выборах, у нас есть и международные наблюдатели. Я просил бы еще ненадолго. Вы поднимитесь к нам, зачем же госпожу Елену объявить эти имена, пожалуйста.
Так, паважаныя прадстаўнікі выбарчых суб'ектаў і сродкаў масавай інфармацыі, у нас сёння працуюць два прадстаўніка ад французскага і нямецкага парламентаў. Яны тут і цягам усяго электаральнага працэсу з'яўляюцца міжнароднымі назіральнікамі, якія пасля будуць рабіць справаздачы аб гэтым. Таму, калі ласка, калі вы хочаце пастасавацца, яны могуць взяць у вас інтэрв'ю, задаць пытанні, можа у вас ёсць нейкія скаргі, заўвагі, что заўгодна. Усё, што у вас ёсць, вось там, дзе ў нас кейтеринг, злева у куточку стаіць стол, і там два спадара, я попрошу так, Ніколя Повелье і Фредерік Пеці, калі ласка, звярніце увагу, зараз яны тут. Давайте іх так. І таксама, калі вы хочаце пастасавацца, сёння ў нас тут працуе, зараз я яе не бачу, але ёсць журналістка з французскага выдання «Le Monde», Элен, не бачу Элен. Элен, калі ласка. Так, можете таксама даць інтэрв'ю ёй. Ну, все. Дзякую. Спасибо. Конференция только началась, а мы уже устали. Поэтому, я понимаю, очень быстро переходим к первому блоку. Еще раз я его так называю, мы так решили его назвать, такой мотивационный блок, когда представители своих фракций, команд, групп, как угодно, баллотирующихся на выборы в Координационный совет, поделятся своим видением, своей стратегией. И для меня, например, не знаю, как для вас, для меня было бы важно, чтобы в этом первом выступлении я услышал ответы на 3 вопроса. 3 главных для меня вопроса. Во-первых, зачем вы идете на эти выборы? Во-вторых, что вы будете делать, если вас изберут? Грубо говоря, речь о программе. И в-третьих, каким образом ваше участие в Координационном совете способно повлиять или, может быть, даже изменить жизнь белорусов, которые сегодня живут в стране, которая называется Республика Беларусь. Белорусов внутри Беларуси. Вот 3 вопроса, на которые я бы лично хотел услышать ответ. У каждого из представителей будет всего лишь 5 минут. Это немного, я понимаю, тем не менее. В этот график нужно уложиться. Здесь есть монитор со временем. И как только заканчивается 5 минут, мы останавливаем выступление. Учиться говорить быстро тоже важная штука. Я говорил уже о том, что в нашем 3-м блоке, уважаемые избиратели, я обращаюсь сейчас к вам, уважаемые белорусы, вы сможете задать любые вопросы представителям команд, баллотирующихся на выборы в Координационный совет. Для того, чтобы задать эти вопросы, ну, разумеется, те, кто присутствует в зале, смогут это сделать вживую, а те, кто смотрит сейчас нашу трансляцию в Ютубе, а может быть, вы не хотите, если вы находитесь в зале, не хотите вживую спрашивать, вы тоже можете задать свой вопрос, перейдя вот по этому QR-коду, обратите внимание на экран, а те, кто смотрит в Ютубе, уже на экране есть этот QR-код, вы перейдете в специальную программу, в которой вы можете писать все, что угодно. Вот прям все, что хотите. На протяжении всей конференции мы будем собирать ваши вопросы и в конце, в последнем блоке, зададим эти вопросы представителям команд, участвующих в выборах в Координационный совет 2024 года. Еще раз, QR-код и вот эти циферки — это пароль. Ничего сложного, даже не требуется высшего образования. Спасибо за внимание. Итак, открываем первый блок, и первым в списке Евген Дудкин, представник «Солидарности». Давайте его подтримаем. Ён перший, это заўсёды тяжко. Нагадываю, у вас есть только 5 хвилин. Дзякуй за увагу. Але па-першае, што хацеў бы сказаць, гэта прывітаць усіх беларусаў, хто сёння тут, і таксама хто бачыць онлайн і слухае нас. Прывітанне ўсім, шановнае гаспадарства, госці і удзельнікі сённяшняй канферэнцыі. Аб чым хацеў бы пагаварыць, гэта наперш за ўсё пра тое, што блок «Солідарнасць» гэта аб'яднанне 2 палітычных партый.
беларуская хрысціянская дэмакратыя і сацыял-дэмакратычная партыя «Народная грамада». Нашы лідары гэта Павел Северынец і Мікалай Статкевіч. І мы змаглі дамовіцца. Мы, маючы розныя ідэалогіі, змаглі знайсці агульнае і падпісаць мемарандум, які вызначае галоўную каштоўнасць. Гэта наша Беларусь. Каб дасягнуць вольнай Беларусі, дэмакратычных выбараў і абароны інтарэсаў кожнага беларуса там, каб усе мелі роўныя магчымасці ў Беларусі. Але аказалася, што не ўсе палітычныя гульцы гатовы на падпісанне такога мемарандума. Для кагосьці барацьба з Лукашэнкам – гэта магчымасць скінуць на яго усе праблемы, што ёсць сёння ў Беларусі. Рэпрэсіі, гвалт. А для кагосьці і спісаць усё тое на Расію. Канешне, гэта знешні вораг. Гэта і ўнутраны вораг ёсць у Беларусі. Але ці гэта не ёсць наступствы таго, што грамадства і не толькі дапусціла з'яўлення дыктатуры і змены канстытуцыйнага ладу. Я бы попросил наступный слайд. Львовские шлюбы. Не сил у нас мало, а пали мы духом, от подлости гине айчизна. И сегодня мы мусим вернуться до истории традиций наших продков. Там наши отказы. Только тогда, когда мы вызначим все причины диктатуры, мы сможем их ликвидовать и привести до того, что громадство, политики будут разом, будут иметь агульную цель и будут идти до ее. До гэтага мы шли. І узгадаем каласка паўстання Кастуся Каліноўскага. Як атрымалася? У 2019 годзе. Працуе. Дык вось, прашу наступны слайд. 2019 год. Памятаем, як все мы былі разам. Памятаем, як мы задаваліся пытаннем, што рабіць. І наш беларускі класік адказаў: людзьмі звацца. І менавіта гэта адбылося ў 2020 годзе. Аб'яднанне «Салідарнасць» таму сведчанне. Таму сведчанне кожнага дзейнасць ваша тут, на эміграцыі ў Беларусі. Але вельмі важна тое, каб, прашу наступны слайд, каб мы змаглі захаваць вернасць народу Беларусі, быць адказнымі. А вось гэтым вялікая праблема. Праблема тым, што з'яўляюцца фінансавыя скандалы ў фундацыях, ёсць недавер, у людзей зніжаецца зацікаўленасць да дэмакратычных працэдур. У гэтым вінаваты палітыкі, незвычайныя людзі. Да, можам спісаць на то, што нізкі ўзровень самасвядомасці і прававой палітычнай адукацыі. Але мы, палітыкі, нясем за гэта адказнасць. Як размаўляць з беларусамі, як даносіць ім нашу ідэю. Таму на сёння выбары УКР – гэта магчымасць вырашаць тры асноўныя задачы. Захаваць беларускую нацыю на эміграцыі і дапамагаць тым, хто знаходзіцца ў Беларусі. Вызваліць Беларусь і аднавіць канстытуцыйны лад і вызваліць палітычных вязняў, якія сёння не маюць такога дару і ласкі, як мы, дара свабоды. Таму хацеў бы згадаць тыя словы, якія папа Ян Павел II сказаў палякам у барацьбе з камуністамі, у барацьбе з сістэмай. Не бойцеся. Мы не даем гаранты тым, хто галасуе ў Беларусі. Мы ўвогуле нікаму не можам даваць гаранты за гэтую сістэму электронную. Але мы маем дар ласкі, свабоды тут, за мяжой. І наша актыўнасць – гэта залог поспеху, што мы удзельнічаем, несем адказнасць, дзейнічаем у розных ініцыятывах. Салідарнасць адкрытая да розных палітычных сіл. І гэта атрымліваецца рабіць сёння, гэта атрымліваецца рабіць і ўчора. Я ўпэўнены, што толькі праз сапраўдную салідарнасць мы можам дасягнуць вольнай Беларусі. Спадар Дудкін, час падышоў. Дзякуй. Дзе сапраўды будуць роўныя ўмовы
і все будуть дома. Живе Беларусь! Дякую, господар Дудкін. Нагадую, Євген Дудкін, об'єднання «Солідарність». Зараз запрошую на сцену представника об'єднання під назвою «Воля» Сергій Кідишка. Господар Кідишка, у вас 5 хвилин. Калі ласка. Вітаю вас, поважані удзельники, вітаю вас, поважані білоруси. Живе Білорусь. Маю 5 хвилин, тому виставлю таймер. Мої колеги казали, що це зашмат, я лічу, що це замало, каб сказати все те, що хочеться. Я звичайний чоловік, який буде хвилюватися, можливо, буде дрижати у мене голос, але ж я лічу, що це буде голос білоруського народу. Тому що я, удзельник демократичного руху з 2001 року, бачу весь час безконце дежавю. Я бачу весь час безконце проведення конференцій, ті самі мети, які оголошуються, які не реалізуються, і народ білоруський губляє в оголі розуміння того, що відбувається. Мы ведаем, что в наших реалиях белорусских, еще Беларуси до 2020 года, народ в оголе не разумел, что такое выборы парламентские, мясцовые, только и крыху разумели, что такое президентские выборы, активовались на той час, были протесты гублялись, люди губляли надею, расчаровывались, сыходили, и так отбывалось от кампании до кампании. Проявы ты, коли, например, мы выходили на площадь, бачили лідерів, які були заарештовані, репресовані, але ж ми так само розуміли, що ці лідери не бачать розуміння того, що робити далі. І коли спиняли їх рух гвалтовними посадками, ще чимось, ми розуміли, що коли б цього не було, коли б їх не арештували, вони б не ведали, що робити далі. Не ведали, куди закликати, ці брати адміністраційні будинки, ці не брати. Ось, я нагадаю, шмат хто не пам'ятає, була така акція, був такий Андрій Клімов, депутат Верховного Совета 13-го скликання. Ось, вельми спречная фигура, але ж подається в 2009 году, и он сказал, что я обещаю революцию. И все политики вокруг казали, все партии, да он варья, да он съехал с глузду в этой тюрьме, да какая революция. И в тот день, когда была эта революция обещана, в город вышли тысячи людей попросту, потому что один человек обещал революцию. Ось. И мы так само бачили акции, які робили політичні наші партії, які приходили і відбувалися по одному там самому сценарію. Затримання, відсікання людей, арешти. Ось, 20-й год показав нестандартний, білоруський народ показав нестандартний варіант, і влада не ведала, що робити. Влада розгубилась, ми бачили ці марші шматисячні. А Губазик стояв в загоні, ми пам'ятаємо вулицю Інтернаціональну, де Губазик стояв за щитами, і вони глядели на ці тисячі людей. Вони були в гетто, вони були в резервації, ці Губазикові ОМОНи, які збігали 16 жнивня, і ми просто не вірили, ми були не підготовлені, що вони збігуть і будуть сидіти в своїх базах. І треба було брати владу в свої руки. На жаль, люди, які на той момент були Координаційна рада першого скликання, вони не здолели зреалізувати можливості, вони не здолели скерувати народом. Ось, і я хотів би нагадати мети, для яких була скликана перше скликання Координаційної ради. Це заховання територіальної цілісності, так само передача влади, ось, і в оголі заховання миру і негвалтовний якби протест. Були в Координаційній раді люди, які закликали і казали, що Лукашенко треба дотиснути. Але ж голос цих людей піднаднув тим, що ми будемо робити не гвалтовний супротив, ми будемо розмовляти, з ким розмовляти. Нам потрібна сила, яка дотисне цих терористів. Ми зараз всі відаємо, що сказано, що сказав Лукашенко, це усатий комічний персонаж. Він сказав, забудьте про свою майомість і подумайте про своїх свояків. І люди навіть тут в еміграції, які могли поудільничати, вони бояться. Ми маємо в Білорусі терористів. А скажіть мені, коли ласка, коли відбувається терористична атака, люди що роблять? Люди телефонують в поліцію. І приїжджають контртерористи. А де наші контртерористи? У нас нема. У нас є політичні структури, у нас є штаби, у нас є офіси. Контртерористів у нас нема. Я представник Посполитого рішення, були. Ми були створені, нас всі потримали на словах, але ми не отримали ніякої матеріальної підтримки. І ми потиху розвалювались. І всі робили вигляд, що ви, хлопці, молодці, звісно, робіть, ну, як-небудь самі. І як самі? Ось зараз ми, ось наша програма, моя програма, моя предвиборна речь. Програма «Воля». В этом все сказано. Наши червоно-білий колір. Ми зараз основним пунктом
бачым стварэнне беларускай вызвольнай арміі. І час дэбатаў, падрыхтоўкі да выбараў, я шмат чуў ад апанентаў, а як вы гэта зробіце? Неправільнае пытанне, недакладнае. Вы мусіце ўсе запытаць у нас, як вам дапамагчы. И нас запытывают, а что такое белорусская вызвольная армия? Як это так? Мы мусим все отказать. Я скажу, что белорусская вызвольная армия – это белорусский народ. Политики наши, Тихановская, Павел Латушко и все остальные мусят призвать белорусов, как белорусы рихтовались сами. Не чекали структуры таких, как Посполиты Рушения, ці ще неких, а попросту кожен брав за свои гроши, шел до тира, проходил войсковую подрыхтовку, вывучал зброю, не только мужчина, а лишь и женщины так само, и в Беларуси, и за межами. Попросту абавязковая вайсковая падрыхтоўка, як мы бачили гэта в Украине. И народ украинский оборонил свою державу и обороняя свою краину. Пришел час вызволять Беларусь. Про что мы и кажем. Падтрымайце белорусскую вызвольную армию, рыхтуйтеся. Прыйдзе час, и Беларусь будзе вольнай. И только нашими руками. Ни спадзяваний ни на Украину, ни на Европу ничего не атрымаецца. На жаль, час скончыўся. Дякую. Жыве Беларусь. Дякую, спадар Кідышка. Нагадую, об'єднання «Воля». Зараз я запрошую на сцену Аліну Ковшик, представницю європейського вибору. Калі ласка. Зеленая кнопочка, попросту ее натиснуть. Добрый день, шановные белорусы. Привитание сябры. Живе Беларусь! Нам часто кажут, что беларусы зараз у апатыі, у крызісе, у дэпрэсіі. Але я цалкам з гэтым не згодная. Ад 2020 года мы прайшлі велізарны шлях. І гэты шлях у тым ліку прывёў нас сюды. Такіх розных, але з адной мэтай. З мэтай вяртання нашай краіны. З мэтай зменаў сістэмы на дэмакратычную. З мэтай годнага жыцця. Я не згодная з тымі, якія кажуць, што мы прайгралі. Я ведаю, як гісторык па адукацыі, што гістарычныя змены вымагаюць часу, але таксама вымагаюць смелых, нестандартовых рашэнняў. Каб дасягнуць перамогі, трэба пра яе размаўляць. Калі мы не будзем зараз размаўляць пра перамогу, то мы яе, напэўна, не дасягнем. Гэтыя словы я пачула літаральна некалькі дзён назад у Познані ад Тимати Снайдера, сусветнага вядомага мысляра. І гэтыя словы моцна мне адгукнуліся ў маім сэрцы. Сёння, калі нашу краіну пераўтвараюць у Паўночную Карэю, здзекваюцца над людзьмі, трымаюць у страху мільёны, і тысячы закладнікаў за кратамі. Быць можа, цяжка уявіць, што сітуацыя можа змяніцца. Але нават цяпер, і магчыма менавіта цяпер, вельмі важна добра ўяўляць тую краіну, якую мы хочам пабудаваць, і тую будучыню, якую мы рыхтуем для нашых дзяцей і для нашых унукаў. Таму сёння я буду казаць пра нашу перамогу і пра наш еўрапейскі выбар. Думаючы пра будучыню Беларусі, мы абіраем такія каштоўнасці, як незалежнасць і еўрапейскі вектар развіцця. І гэта наш падмурак перамогі. Важна, каб людзі, якія кажуць пра перамогу, былі не проста летуценнікамі ці папулістамі. Важна, каб словы не разыходзіліся са справай і каб справа прыносіла вынікі. Таму бачанне будучыні нашага спісу «Еўрапейскі выбар» мы грунтуем на ўжо падрыхтаваных дакументах. Гэта і Канстытуцыя Новай Беларусі, гэта і стратэгія пераходу да Новай Беларусі, гэта і стратэгія нацыянальнага адраджэння і развіцця. Для нас таксама з'яўляецца вельмі важным аднаўленне справядлівасці і пакарання злачынцаў. Ужо цяпер падрыхтаваны праект канцэпцыі кампенсацыі шкодаў рэпрэсаваным асобам, і праца гэтай вядзецца далей. А наш спіс выступіў з праектам рэзалюцыі аб вяртанні незаконна адабранай маёмасці, і мы будзем гэтай справай займацца. Мы прапануем таксама ўзмацненне супрацы паміж асноўнымі палітычнымі органамі дэмакратычных сілаў, Координаційнай радой, Об'єднаним переходним кабінетом і Офісом Світлани
Ціхановскі. Наш слоган «Разам да зменаў» павінен працаваць. І я перакананая, што мы гэтага зможам дамагчыся. Святлана Ціхановская на дадзены момант, падабаецца нам гэта ці не, але гэта галоўны рэсурс дэмакратычных сілаў, які мае міжнародную і перадусім беларускую легітымнасць. Яна дае вам, нам, усім тут сабраным легітымнасць і суб'ектнасць. У нашых інтарэсах падмацоўваць і ўзмацняць яе працу і яе лідарства. Святлана Ціхановская на дадзены момант гэта адзіны беларускі палітык, які ў выпадку транзіта мае права заявіць права на ўладу. І яе задача будзе хутка правесці сапраўдныя выбары ўжо ў вольнай Беларусі. І таму выкарыстанне гэтага рэсурса легітымнасці дзеля нашай супольнай перамогі з'яўляецца нашай агульнай задачай. Але бачанне Беларусі – гэта не проста візія, гэта канкрэтныя крокі, якія мы робім ужо зараз, каб яе наблізіць. Беларусы самі ніколі не абіралі шлях гвалту, але мы ведаем, што наша нацыя гатовая да зменаў. І праца над зменамі вядзецца сістэматычна. І паверце мне, дыктатуру не можа абаліць і зруйнаваць штосьці, што адбудзецца проста раптоўна. І мы з вами разумеем, менавіта таму ў 2020 годзе у нас не атрымалася. Таму вельмі важна правесці сістэмную працу. Мы, спіс «Еўрапейскі выбар», спіс нумар 3, бачым Беларусь як незалежную прававую дэмакратычную дзяржаву. Бо толькі самастойная краіна, дзе ў аснове грамадскага жыцця ляжыць закон і яго выкананне, дзе асноўныя рашэнні прымаюцца выключна дэмакратычным шляхам, можа забяспечыць годнае развіццё і жыццё беларускага народа. Спадарня Коўшык, час надышоў. Шаноўнае спадарства, беларусы будучыні ўжо тут і зараз. І гэта вы. Вы адказныя і актыўныя. І мы не падзяляем нашу нацыю на тых, хто застаўся, і тых, хто з'ехаў. Гэта робіць толькі лукашысцкая прапаганда. Аліна, прабачце, калі ласка, 5 хвілін скончыліся. Яна верыць, сеяць недавер і ненавісць. Але дазвольце мне скончыць сказ. Мы не можам это зробіць, таму што ўсе ў аднолькавых умовах. Дзякую вам вялікі. Шаноўнае спадарства, мы ствараем Беларусь, якой мы ганарымся. Я ганаруся тым, што я беларуска. Я ганаруся тым, што я еўрапейка. Жыве Беларусь! Дзякую вялікі. Прабачце, але не дзеля гэтага мы тут сабраліся. Закон ёсць закон. Так. Номер 3. Еўрапейскі выбар. Аліна Ковшык. Номер 4. Наша справа. Роза Турарбекова. Спадарня Турарбекова, 5 хвілін ваши. Дякую, великий. Уважаемые белорусы и белоруски, единомышленники, друзья, коллеги, я переехала в Беларусь почти 27 лет назад, и для меня она стала настоящим домом. Я здесь пустила корни, родила 2 детей, которых воспитала как белорусских граждан. Сегодня мы оказались в эмиграции в результате чудовищной концентрации власти в руках одного человека. В 2020 году белорусское общество сказало Лукашенко: «Уходи». Но в ответ было развернуто насилие, массовые репрессии, соучастие в войне. В 2020 году был основан Координационный совет, первый представительный орган за 27 лет, который я там живу. Большая часть основного состава сейчас в тюрьме или в эмиграции. Так зачем нужен Координационный совет? Нам нужен Координационный совет для представления белорусского гражданского общества и даже всего общества. За годы политической эмиграции дистанция между основными политическими акторами демократических сил и обществом увеличилась. Ее необходимо сокращать и развивать обратную связь. Не через разовые разговоры, а постоянную связь и ответственность перед своими выборщиками. На первом месте должны быть интересы белорусов и белорусок, а не кого-то другого. Объединение «Наша справа» идет в Координационный совет с уже имеющимся опытом работы в нем. Мы были в меньшинстве, но тем не менее смогли организовать 2 комиссии – по образованию и студенческую.
во главе с членами теперешнего списка Александром Паршенковым и Павлом Терешковичем. Обе комиссии работали с обращениями белорусов, помогали в вопросах верификации документов, писали письма поддержки, добились продления виз для студентов Чехии, создали рабочую группу с кабинетом, чтобы решить сложности в рамках программы Калиновского. Всегда были на стороне простых белорусов в сложных вопросах легализации и визовых вопросах. Какая у нас программа? Отсюда и наша программа, и лозунг «Нет железному занавесу между Беларусью и Европейским Союзом». Это не только про материальные ценности, но и главное, про укрепление европейской идентичности и противодействие русскому миру, ползучему захвату Беларуси. Потому что главной угрозой является именно угроза суверенитету и независимости. Основные пункты нашей программы известны: визы, мобильность, помощь, санкции. Как мы думаем ее реализовывать? 3 уровня реализации программы. Первый – общественный. Петиции и обращения через Координационный совет, помощь в работе НГО. На нашем счету БААН и ветеранская организация. Далее. Второе. Переговоры. Опыт работы Международной комиссии, в частности мой, свидетельствует о том, что можно использовать эти форматы. Стратегический диалог с США, контактная группа с Европейским Союзом, двусторонний уровень, в частности, например, с Украиной. Обязательно необходимо сделать представительство Координационного совета в Украине и полка Калиновского в Координационном совете. Экспертный уровень, влияние на европейских экспертов, дипломатов, политиков и бюрократов через рекомендации и совместные семинары. Каково наше участие в Координационном совете и как же оно может повлиять на жизнь белорусов внутри страны? Надеюсь, что позитивно. И если удастся реализовать все основные пункты программы, то белорусы не останутся в изоляции за железным занавесом. Белорусы и белорусские смогут приезжать в Европу, чтобы учиться, работать, посетить родных и привезти с собой в Беларусь современные знания и навыки, которые укрепят их конкурентоспособность и европейскую идентичность. О том, нужен ли Координационный совет, красноречиво говорит реакция Лукашенко. Живи Беларусь! Дякую велике, спадарня Турарбекова. Нават неяк нечакана, так быстро. Перед тем, как я представлю следующего спикера, я хотел бы попросить тех людей, которые находятся как бы немножко за залом, за стульями нашими. Очень большая просьба от тех, кто находится в зале, чуть-чуть потише, потому что иногда бывает трудно услышать даже спикера. Там сзади очень громко. Спасибо вам за понимание. Мы продолжаем конференцию. Роза Турарбекова, номер 4, наша справа. И сейчас я приглашаю номер 5, объединение «Закон и правопорядок», Александр Азаров. Александр, 5 минут. Добрый день, уважаемые белорусы. Закон и правопорядок. Только вдумайтесь в то, что для каждого из вас значат эти слова. Хотели бы вы жить в стране, в которой установлено верховенство закона? Хотели бы вы, чтобы милиция соблюдала законы? Странно звучит. Не правда ли? Милиция соблюдала законы. Но ведь именно этого не произошло в 2020 году. Наша основная задача – это работа с силовиками, потому что благодаря именно им уже более 30 лет Лукашенко удерживает власть. Диктаторский режим рано или поздно падет. И каждый силовик боится того, что будет дальше. Какое будущее его ждет? Поверьте, они очень боятся этой неизвестности. Наша задача – предложить им альтернативу, чтобы они поддержали народ. И именно для этого мы планируем разработать проекты реформ правоохранительных органов, используя опыт европейских государств. Мы сами из этой системы и очень хорошо знаем ее плюсы и минусы. В демократической Беларуси силовики получат достойную заработную плату и комфортные условия труда в соответствии с международными стандартами. Станут уважаемыми членами общества.
Я сейчас не говорю про тех силовиков, кто совершал преступления. Я говорю про тех, кто перейдет на нашу сторону, кто, несмотря на репрессии, до сих пор оказывает нам помощь. Без силовиков невозможно функционирование государства. Нужно найти компромисс, как в новой Беларуси народ будет взаимодействовать с силовиками. Почему Азаров идет в Координационный совет? Почему Азаров собрал великолепную команду специалистов и с этой командой идет в Координационный совет? Потому что мы хотим объединить народ и силовиков, найти точки соприкосновения. Мы сами столкнулись с хейтом и неуважением со стороны представителей народа, на чью сторону мы перешли. А ведь они там смотрят на нас и делают выводы. Нужно ли им это? Спасибо. Живе Беларусь! Спасибо. Спасибо. Мы продолжаем. Я напоминаю, это был номер 5 в списке. Закон и правопорядок. Закон и правопорядок. Давно не произносил этих слов, простите. Александр Азаров. Номер 6. Голос диаспор. Роман Кисляк. Это должно быть онлайн выступление. И если у нас все готово, а у нас, судя по всему, все готово, мы приветствуем Романа. Ну, давайте ему же тоже будет приятно. Да. Роман, у вас есть 5 минут, если вы нас слышите. Вам слово. День, коллеги. Надеюсь, меня слышно. Витаю всех белорусов, кто смотрит трансляцию. Живи Беларусь! Я, Роман Кисляк, представляю список «Голос диаспор» Одинцова под Межами. Мы идем в Координационную Раду, чтобы голос диаспор был услышан, чтобы белорусы, где бы они ни находились в мире, в различных странах, были услышаны при принятии политических решений на уровне демократических сил Беларуси. Мы стремимся к тому, чтобы вернуть белорусам право голосовать и быть избранными. И много лет мы были лишены этого. В 2020 году очередная попытка добиться того, чтобы именно наш голос был услышан, наш кандидат был избран и чтобы прошли подлинные выборы. У нас опять, в общем-то, опять сфальсифицировали выборы, опять режим украл наше право. Мы стремимся к тому, чтобы вернуть это право. В те дни, давайте вспомним, что в те дни мы, в общем-то, добились того, что, в общем-то, долго не могли добиться. То есть мы выходили на улицы, мы протестовали, и режим отступил, режим отошел. И когда мы говорим о том, что мы можем добиться, чего-то мы не можем добиться, давайте вспомним август 2020 года. То есть режим отступил, и это был как раз мощь белорусского общества, белорусского сообщества, всех белорусов, которые стремятся к демократии, к ограничению власти, к равенству, которые стремятся к тому, чтобы сохранить свое достоинство как белорусов и управлять своим государством. Мы идем в Координационную Раду, чтобы восстановить вот это управление этими процессами. Мы потеряли контроль за этими процессами, мы потеряли свою правосубъектность. Мы, когда обращаемся к другим государствам, да, за санкциями, в общем-то, мы также теряем в какой-то степени свою правосубъектность. Мы считаем, наш список считает, что давления на власть должны быть усилены для освобождения политзаключенных, для прекращения репрессий, для возвращения нашего права, наших прав и нашего государства, для возвращения нашего государства нам, белорусам, мы должны усилить давление на режим. И мы были близки к этому в 2020 году, но, опять же, многие говорят о том, что не было организовано, да, то есть мы прошли путь, мы увидели, в 2020 году в реальности произошла революция, которая изменила сознание многих людей. Кто-то борется против
тирания с 90-х годов, когда она, в общем-то, была узурпирована власть. Кто-то присоединился позже, но давайте объединимся. Мы идем в Координационную Раду, и кажется, что мы все разделились на разные группы, разные списки, и как-то мы разделены. Но нет. Мы идем разными списками, но в Координационной Раде мы объединимся. И я думаю, что мы объединимся и гораздо шире вместе с другими органами, Объединенным переходным комитетом и офисом Светланы Тихановской, лидеркой Светланы Тихановской. Мы объединимся для того, чтобы вернуть себе Беларусь, вернуть наше государство, вернуть идентичность, сохранить и развивать нашу белорусскую идентичность и нашу белорусскую мову. Дякую вам. Живи Беларусь. Спасибо, спасибо. Напоминаю, Роман Кисляк, номер 6, «Голос диаспор». Далее я приглашаю представителя объединения «Незалежные белорусы» Сергей Беспалов. Ну. Сергей, у вас 5 минут. Приветствую всех участников конференции. Меня зовут Сергей Беспалов, и я представляю фракцию независимых белорусов в панели собственного взгляда и стратегии. Почти 4 года прошло событий 2020-го. И с того времени демократическое крыло белорусов изрядно потрепало. Все чаще мы видим, как те или иные организации делятся на 2, 3 и более, а иногда и вовсе опускают руки, уходя в тень. Белорусское демократическое движение сильно уменьшилось за эти годы, и даже самые смелые и активные все чаще выбирают заниматься собственной жизнью из-за отсутствия перспектив в ближайшем будущем и прекращают борьбу. Все это связано в первую очередь как с постоянными негативными новостями в белорусском поле, так и отсутствием доверия среди оппозиционных групп. Стоит признать, что белорусская оппозиция сейчас сильно раздроблена, и в ней нет единства. Поэтому наша фракция независимых белорусов в первую очередь ставит приоритетным направлением на консолидацию абсолютно всех субъектов демократических сил без исключения. Для общей задачи, а именно восстановления конституционного строя и законности в самой Беларуси, нужно как минимум не мешать коллегам работать и побольше слушать друг друга. Кроме этого, не хватает прозрачности. Координационный совет более 3 лет и последние 2 созыва большинство белорусов были непонятными в специфике работы и в целом могу предположить, что 3-й состав может стать последним, если в нем не будет прозрачности самой работы КС. Поэтому нашей фракции независимых белорусов будет проделана работа в 3 направлениях. Создание отдела для работы с обращениями белорусских граждан, предоставление еженедельных, ежемесячных, квартальных и годовых отчетов в понятной форме о проделанной работе. Ну и 3-й пункт – организация прямого общения. Представители фракции с белорусами. В нашей фракции много популярных белорусских политических блогеров со своими онлайн-площадками, готовых предоставить их для общего дела. Сейчас у диаспор белорусов, живущих за границей, с каждым годом уменьшается понимание того, что происходит в самой Беларуси. И уже не все могут объективно оценивать, до какой стадии дошли репрессии. Ведь за последние 4 года активистов, как у нас принято говорить, на земле, почти не осталось. У большинства крупных независимых белорусских СМИ за последние годы значительно сократилась аудитория. Приведу личный пример из личного опыта. На телеграм-канале МКБ, который был популярен в 2020 году, количество подписчиков за 4 года почти с 250 тысяч упало до 25 тысяч. Признание независимых ресурсов экстремистскими сильно мешает работе, и люди из-за страха сесть в тюрьму отписываются от таких ресурсов. Кроме того, независимые СМИ в большинстве своем сейчас могут существовать исключительно за зарубежные деньги. Ведь продавать рекламу внутри Беларуси, как это происходило раньше, крупные СМИ в стране, признанные экстремистскими, просто не могут из-за страха рекламодателей. Поэтому, учитывая сложное положение, мы считаем, что западные средства, выделяемые на независимые СМИ, должны распределяться равномерно в зависимости от читаемости, просматриваемости того или иного ресурса. Поэтому в случае победы на выборах мы планируем инициирование создания 2 комиссий в составе КС.
Комиссия по контролю финансовых поступлений от иностранных партнеров для всех без исключения субъектов белорусских демократических сил. Комиссия по этике, которая будет ставить приоритетные задачи предупреждения и наказания представителей тех демократических движений, чьи действия несут вред для общего блага. В освободительной миссии с учетом всех правовых возможностей европейской юрисдикции. Кроме этого, вторым блоком в нашей программе идет создание и обеспечение информационного противодействия пропаганде режима Лукашенко, а именно создание информационно-аналитического центра, который сейчас носит закрытый характер и обязательно будет предоставлен в виде проектов комиссии КС в случае прохождения нашей фракции. Впереди много работы, и одно можно сказать точно, что только лишь при консолидации, как это было в 2020 году, мы можем добиться значительного результата. А если и дальше продолжим ставить друг другу палки в колеса, то рано или поздно упадем так, что для подъема понадобится много времени. Но если мы будем действовать сообща и не мешая, что изначально и было главной целью КС в координации белорусских демократических сил, у нас все получится. У меня все. Благодарю за внимание. Про остальные блоки в нашей фракции расскажет Максим Шабуцкий. Живи Беларусь! Спасибо, спасибо. Сергей Беспалов, Незалежные белорусы, номер 7. Далее, номер 8, блок Прокопьева-Егорова. Я приглашаю на сцену Александра Кныровича. Господин Кнырович, у вас 5 минут, прошу. Некие технічні складаності. Дзень добра, уважаемые сябры. Як вам музыка, якая-то нас сустракае? У меня адчуванне, што я ў нейкім забаўляльным месцы, але ж все ж таки пачнем размову. Я з задавальненнем адкажу на тыя пытанні, якія могуць быць наконт нашай праграмы канкрэтнай пазней. Мне здаецца, што 5 хвілін гэта вельмі мала. А я хотел поразважаць аб тым, навошта наогул патрэбна Координацыйная рада. Я упэўнены, што Беларусь гэта сучасная еўрапейская дзяржава, яна павінна такой быць. У нас уже было 3 спробы, 1918, 1991 і 2020. Пакуль не атрымалася, але у немцаў было 5 спроб і атрымалася. Я вельмі спадзяюся, што 4-я будзе паспяховай. Я ў гэтым сэнсе аптыміст, таму што мы вельмі шмат чаму навучыліся за гэтыя гады. Вось. Але першы ключ ад будучыні Беларусі знаходіцца ў Крымле. І калісьці ў снежні 21 года я быў пессімістам. Вядома, мой прагноз на 50-70 гадоў. Але Пуціну хваціла вар'яцтва увязацца ў антыукраінскую авантюру. І зараз я упэўнены, што наступнае акно магчымасці будзе на працягу наступных 8-10 гадоў. Я упэўнены гэтым, і я назіраю, як гэта адбываецца. Але я таксама упэўнены ў тым, што наступнага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь зараз няма ў гэтай зале. Я упэўнены, што наступны прэзідэнт Рэспублікі Беларусь зараз знаходзіцца ўнутры Рэспублікі Беларусь. Ён ці сядзіць за кратамі, ці працуе на заводзе, ці займае нейкую пасаду, сядзіць у фатэлі такім добрым у міністэрстве. Магчыма, гэта так. Але ён точна не знаходзіцца, дакладна не знаходзіцца ў гэтай зале. Таму у чым роля Координацыйнай рады? Можа быць, гэта роля абароны правоў панаехавшай дыаспары? Я ўпэўнены, што не, што гэта такі вельмі просты адказ, але ён такі ж просты, як і непраўдзівы. Канешне, мы павінны казаць голасам тых, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі і не мае такой магчымасці. Не мае магчымасці выбара, не мае магчымасці вылучаць сваіх прадстаўнікоў, галасаваць за іх і неяк патрабаваць іх адказнасці. Мы гэта можам рабіць таму, што мы ёсць, таму, што існуе дыаспара, але гэта магчыма толькі ў той момант, калі ў нас ёсць адказ на такое, ведаеце, шекспіраўскае пытанне. А ці існуем мы? У 2020 годзе ў жніўні адказ на гэта пытанне был так: існуе. Это самае галоўнае адчуванне, якое было ў людзей, з якімі я размаўляю. Я не быў сам у той момант, я сидзеў у турме, і мне было вельмі цікава назіраць з-за крат, што адбываецца. І калі я пытаюся ў іх, ну як? Я бачу две эмоцыі. Першая эмоцыя – гэта такі вельмі цяжкі сум па радзіме, по тому, што было.
А другая мысль – гэта шчасце таго, што гэта адбывалася ў іх жыцці, і для многіх, для шмат якіх людзей гэта галоўная падзея, якая адбывалася ў іх жыцці. Калі яны пабачылі, наколькі нас многа, пабачылі галоўнае – беларус, беларусу, беларус. Ведь люди выходили не за стяг, не за мову, не за Великое княжество Литовское ці за нешта іншае. Люди выходили супраць злачынства, і люди выходили адзін за аднаго. Гэта наша асноўная каштоўнасць, на яе падставе трэба будаваць. Я ўпэўнены, што Координацыйная рада патрэбна менавіта для гэтага. Ну і, канешне, пункт у нашай праграме аб тым, што для таго, каб мы былі такім вольным голасам, нам патрэбна самафінансаванне. І гэта будзе чэсна, гэта будзе шчыра, калі гэта будзе так, таму што беларускі палітык, які залежыць ад грошай падаткаплатнікаў іншай краіны, гэта не вельмі беларускі палітык, гэта нешта нейкая іншая істота. Таму вось так, галоўнае шекспіраўскае пытанне, ці існуем мы, выбар у Координацыйную раду, у тым ліку гэта адказ на гэта пытанне. Я ўпэўнены, што мы існуем. А калі не, то я не згодны. Я не згодны, я буду змагацца за тое, каб у нас была нармальная еўрапейская будучыня, і ў тым ліку мы цалкам блокі будзем за гэта змагацца. Таму мы ідзем на выбар Координацыйную раду, ну а як я ўжо казаў, на пытанне ваше я з задавальненнем адкажу трохі пазней. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Александр Кнырович, блок Прокопьева Егорова. Нагадваю, нумар 8. Яшчэ раз просьба, калі ласка, там вельмі шумна вось в канцы залы. Калі так уж патрэбна паразмаўляць, ну, калі ласка, выйдзеце на вуліцу, паразмаўляйце, але вельмі шумна і нічога не чуюць астатнія радочкі. Амона тут няма, дзякуй Богу. Так вось. Працягваем. Номер 9. Каманда Латушкі і рух за свабоду. Павел Латушка, калі ласка. Павел Латушка, 5 хвілін. Жыве Беларусь. Вітаю ўсіх сардэчна. Мы не абяцаем, мы робім. 6 ордераў на арышт прадстаўнікам рэжыму Лукашэнкі, у тым ліку кіраўнікам катоўняў у Жодзіна і Акрэсціна. 500 асобаў пад санкцыямі прадстаўнікоў рэжыму. 2 камунікацыі ў Міжнародны крымінальны суд перададзены прокурору Міжнароднага крымінальнага суду. Справаздача па сітуацыі ў Беларусі ў сувязі за злачынствамі супраць чалавечнасці перададзена нашым партнёрам і будзе ў Міжнародным крымінальным суде. Распачаты і суправаджаюцца дзесяткі крымінальных справаў у рамках універсальнай юрысдыкцыі. 180 дасье на спартоўцаў рэжыму, якія падтрымліваюць гвалт і вайну супраць Украіны. 100 асоб паспяхова эвакуявана з тэрыторыі Беларусі ў замежжа, у тым ліку сем'яў добраахвотнікаў. 40 000 еўра мы сабралі на дапамогу добраахвотнікам. Гэта джипы, дроны, медычная дапамога. Мы стварылі музей вольнай Беларусі ў Варшаве, і гэта больш за 300 мерапрыемстваў, 16 000 наведвальнікаў, і гэта 80 000 еўра сродкаў, якія мы сабралі на дапамогу беларускай культуры. Мы прабілі ўпершыню сістэмную фінансавую дапамогу з боку Еўрапейскай камісіі на культуру Беларусі ў замежжы. Мы стварылі кадравы рэзерв, у якім 700 будучых дзяржаўных службоўцаў. Мы адкрылі і ўжо выпусцілі 4 курса новых дыпламатаў у Варшаўскім універсітэце. Легалізацыя і пенсійнае забеспячэнне беларусаў замежжа. Мы не даем дзеду спакойна жыць. Мы каманда справы. Наша праграма не абяцанні. Наша праграма – гэта штодзённая дзейнасць, якую мы рабілі, робім і будзем рабіць. І гэтая дзейнасць ужо мае вынікі. Так, мы не дасягнулі галоўнай мэты, але мы працягваем працаваць і дасягнем новых. Мы ідзем не паглядзець, мы ідзем не абяцаць, мы ідзем працаваць. Ніякіх угодаў з дыктатарам,
толькі ціск і адказнасць. Хто гатовы падтрымаць менавіта гэты падыход, адказнасць, той прагаласуе за нас. Я шкадую, што сёння я не пачуў выступу Светланы Ціхановскай, бо мы ідзем падтрымаць 3 інстытуты: прэзідэнта-элект Светлану Ціхановскую, кабінет і стварыць каардынацыйную раду як прадстаўнічы орган. І я спадзяюся, што лідар Светлана Ціхановская публічна падтрымае выбары ў каардынацыйную раду Беларусі. Гэта важна для тых людзей, якія ідуць на выбары, гэта важна для дэмакратычнага руху. Учора я пачуў выступ прэм'ер-міністра Польшчы, які агучыў нацыянальны план абароны і стрымлівання «Шчыт-Усход». У ім 4 элементы: геапалітычная бяспека Польшчы, унутраная бяспека, стварэнне купала супрацьпаветранай абароны і мяжа. Будуць фартыфікацыі, будзе мяжа непраходная для мігрантаў, для патэнцыйнага агрэсара. Але мы не хочам, каб з Беларусі была створана Паўночная Карэя, каб паміж намі з'явіўся Берлінскі мур. Таму нам патрэбна стварыць блок стратэгічных партнёраў. І таму, шаноўныя беларусы, сёння, менавіта і падчас гэтых выбараў, будзе вырашацца наш лёс. Ці зможам мы атрымліваць візы, ці зможам мы камунікаваць з нашымі блізкімі роднымі, альбо мы застанемся паміж умоўнай берлінскай сцяной на мяжы з Польшчай, Літвой і Латвіяй. Я прашу гэта зразумець. Нічога не павінна вырашацца пра нас без нас. Так кажуць нашыя сябры-палякі. І гэта важна з пункту гледжання выбараў у каардынацыйную раду. Калі мы абярем каардынацыйную раду, значыцца, гэта будзе наш голас. Голас беларусаў, які будзе больш громкім. Ён будзе менавіта вырашаць, што трэба рабіць у інтарэсах нашай дзяржавы і нашай краіны. Наша галоўная мэта – вяртанне у вольную Беларусь. Няма будучыні без нашай будучыні ў Беларусі, на нашай роднай радзіме. Жыве Беларусь! Дякую, спадар Латушка. Павел Латушка. Команда Латушки и Рух за свободу, номер 9. Номер 10. Хопить бояться. Татьяна Мартынова, коли ласка. Спадарня Мартынова, 5 хвилин. Доброго вечера, мы з Украины. Ведаеце, я трошки баюся чапляцца за гэтую стойку, тому что яна ператрапляе людзей у роботов. Это тое, што я побачила у папярэдніх маіх калег. Дзякуй Богу, я так не умею, вучыцца я не збіраюся. Коллеги, давайте мы будем оставаться людьми. Я понимаю, что быть политиком – это пафосные речи, это грамотные слова, это что-то такое начинать изображать. Помните у Макаревича? Сейчас не модно цитировать все русское, но тем не менее. Легко казаться, очень трудно быть. Одна большая ошибка, которую я услышала сегодня, я слышу ее все время, это то, что ключ от свободы Беларуси лежит не где там у Кремли. Дорогие мои, ключ от свободы Беларуси в Украине. Когда в 2020 году я была вынуждена бежать туда, мне было очень страшно. Да, я летела на скорости 200 км в час. Я боялась. Но я не боялась того, что меня могут убить. Так как я сегодня не боюсь, что меня пристрелят в Киеве, или когда я где-то ближе к фронту, или когда над нами летают ракеты. Смерть не страшна. Клетка самая страшная и для меня, и для многих белорусов. Я была в клетке, в одиночке. Я знаю, что это. Я знаю, когда вы точно знаете, что если вдруг они победят, то на свободу вы выйдете лет через 10-15. Я вместе с блоком «Хватит бояться», куда пришли очень светлые, честные люди,
мои друзья, мои соратники, ну, есть такое слово. Хотя мы называем друг друга коллегами. Ну, для нас ничего не поменяется, если мы выиграем выборы по одной простой причине. Мы продолжим заниматься тем же, чем мы занимаемся сегодня. Еще раз, капслоком. Ничего для нас не поменяется. Поменяется только для белорусов. Потому что мы сможем это делать просто level up. Потому что мы тогда сможем делать это от имени белорусов. Соответственно, что? Получение результата. Оно тогда становится более эффективным. Я не могу сегодня прийти в Верховную Раду Украины от имени белорусского народа. Я прихожу туда на закрытые круглые столы, на встречи с депутатами. Каждый месяц происходит что-то новое. Каждый месяц, иногда каждый день важен для того, чтобы Украина либо поворачивалась в нашу сторону, либо отворачивалась. У нас там на столе лежат флаеры, вы можете почитать, и я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Это не программа, это ценности. Потому что программа Координационного совета будет зависеть от голосов белорусов, кто туда зайдет, кто выиграет на выборах, и что мы сможем делать вместе. Все. На данный момент я не хочу лгать. У нас нет инструмента освободить политзаключенных. У нас нет инструмента остановить войну в Украине, у нас нет инструмента того силового давления на Лукашенко, который он поймет. Мы должны собраться, чтобы это все вместе выработать. Как это будет называться? Вообще не важно. Украина, Украина и еще раз Украина. Это то, что уже делаем мы. Мы ничего не можем сделать для белорусов внутри страны, потому что мы не имеем там влияния. Но мы можем делать что-то для белорусов за рубежом. Мы можем поддерживать связь, коммуникацию и быть полезными. У нас 2 года. Если кто-то до сих пор не понял, у нас всего 2 года. А дальше, господа, если мы ничего не сможем сделать, я всем буду рекомендовать искать себе нормальную работу. Всех белорусских политиков демократических сил. Потому что потом фаервол упадет, и железный занавес, и все, что может упасть. И мы сможем только успеть вытянуть своих. Меня зовут Татьяна Мартынова, я голос белорусов в Украине. Я отказалась от эвакуации 24 февраля 2022 года, потому что что? Потому что хватит бояться. Я уехала из Беларуси, чтобы остаться полезной, потому что в тюрьме плюс политвязи ничего бы не решил. Но я осталась в Украине. Для того, чтобы каждый день, час вышел. Дякую, рассказывать украинцам, что Беларусь с ними и против Лукашенко. Живи, Беларусь! Дякую, Тетяна Мартынова. Номер 10. Хопить, бояться. Мы протягиваем, и я запрошаю на сцену номер 11. Номер 11. Країна для життя. Коли ласка, Віталь Савюк. Меня зовут Виталий Савюк, я здесь представляю список «Страна для жизни». Нас часто спрашивали, почему мы идем в Координационный совет, и у нас в команде были большие дискуссии по этому поводу. Конечно, гораздо проще было бы остаться в стороне и критиковать, рассказывать всем, как они все неправильно делают. Но все же мы решили попробовать и участвовать в выборах. Впервые белорусы смогут выбрать какой-то свой орган с 2020 года. И я считаю, что мы сделали правильное решение. Я не политик, я не умею красиво говорить, как многие коллеги. И у нас в команде мало людей, которые имеют политический опыт. Но это все честные люди, которые действительно хотят изменить ситуацию. И самое главное, все они хотят вернуться в Беларусь. Потому что сейчас, к сожалению, мы этого сделать не можем. Мы надеемся, что Координационный совет станет той площадкой, где мы в первую очередь
сможем общаться. Я считаю, что мы должны уйти от каких-то взаимных обвинений и подозрений, а вместе работать, несмотря на разногласия в различных вопросах. Вот. Тысячи политзаключенных сейчас в Беларуси. Через 10 дней исполнится 4 года, как задержали Сергея Тихановского, о котором, к сожалению, не так часто сейчас вспоминают, хотя он внес огромный вклад в то, что произошло в 2020 году. Вокруг него тогда также объединились люди, которые в основном не имели отношения к политике. И 2020 год был неожиданностью для режима, что сотни тысяч людей, которые раньше просто сидели на диванах, вышли на улицы и стали протестовать. Мы очень надеемся, что Координационный совет станет достаточно той организацией, которой будут доверять, потому что то, что происходило 4 года с Координационным советом, не добавляло ему авторитета и доверия белорусов. Живи Беларусь! Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо, Віталій. Віталь Савюк, номер 11, країна для життя. І апошні представник команд на этой сцене, номер 12, молодевый наступ. Прошу пробачення, апошня представниця. Алана Гебремаріям, калі ласка. Алана, 5 хвилин, калі ласка. Я попрошу хвилину, засеку так само собі час. Вітаю всіх беларусаў, беларусак на дадзеным мерапрыемстве. Мне вельмі прыемна, што на сёння у нас столькі людзей сабралося і столькі цікаўнасці да гэтага працэса выбару ў Координацыйнай радзе. Гэта надае надзею. Меня зовут Алана Гебремаріям, я грамадска-палітычная дзеячка, моладзевая актывістка і экс-палізняволеная. Больш за 6 год я працую з моладзю, адстойваю яе правы і спрабую пашыраць яе адукацыю. На дадзенай канферэнцыі я прадстаўляю спіс номер 12, моладзевы наступ. Хто мы такія? Мы маладыя палітыкі і палітыкесцы, якія непасрэдна працуюць з моладзю ўжо і з'яўляюцца экспертамі і эксперткамі ў сваіх галінах. Праца нашай каманды перадусім скіравана на ўзмацненне ролі беларускай моладзі ў палітычных і грамадскіх працэсах, то бок прадстаўніцтва, абарона, прасоўванне інтарэсаў беларускай моладзі на ўсіх узроўнях прыняцця палітычных рашэнняў. Агулам у Беларусі налічваецца 18% моладзі ад агульнай колькасці насельніцтва. Такую вялікую дынамічную групу немагчыма ігнараваць пры планаванні стратэгічных рэформаў. Але ўсё ж такі моладзь не заўважаецца грамадствам як важная група, не заўважаецца грамадствам і праз адсутнасці пляцоўкі для фармулявання, абмеркавання і вырашэння праблем моладзі. Моладзевы наступ будзе гэтай пляцоўкай. Моладзь пастаянна сутыкаецца з меркаваннем, што мы не такія, нам не стае досведу, ведаў. Пра гэта гаворыць Лукашенко, пра гэта гаворыць і дэмакратычныя сілы, на жаль. Гаворыць, што мы яшчэ недастаткова дарослыя, каб вырашаць, куды весці нашу краіну. Але моладзь гэта не толькі пра будучыню, але і пра сучаснасць. Мы гатовыя прыняць гэтую адказнасць, і мы лічым, што дысбаланс у боку узроставай групы 50+ у палітычным актывізме прыводзіць да страты арганізацыйнай гнуткасці, засіллю непатызму і немагчымасці эфектыўна карыстацца сучаснымі метадамі працы. Для моладзі палітыка брудная справа, таксічны асяродак, і мы збіраемся гэта змяніць. Для нас важна даць мажлівасці для моладзі для нефармальнай адукацыі. Мы ідзем на выбары, каб гэтыя магчымасці з'явіліся і моладзь пра іх ведала. Наша праграма канкрэтная, магчыма, не такая вялікая, як у астатніх, але яна скіраваная канкрэтна на дапамогу моладзі. Асноўнымі кірункамі нашай працы будуць праца з моладзю ўнутры Беларусі, это пашырэнне адукацыйных магчымасцяў, праект «Мільён віз для Беларусі за 5 год» і вяртанне руху транспарту. Таксама праца з моладзю ў дыаспаре, абарона правоў за мяжой і ўдзел у сацыяльных праектах, міжнародная дзейнасць, супраца з моладзевымі арганізацыямі іншых краін і прадстаўленне моладзевага беларускага меркавання на палітычнай арэне.
І таксама палітычная актыўнасць, павышэнне яе і ўцягванне моладзі праз нашы соцсеткі і камунікацыю офлайн у палітычны працэс. Мы збіраемся гаварыць з моладзю простай мовай, тлумачыць, чаму палітыка важна і чаму удзел моладзі важны. Мы абяцаем празрыстасць і справаздачную працу. Мы будзем адкрыта гаварыць пра тое, што адбываецца ў Каардынацыйнай радзе, дзяўбсці, калі гэта будзе трэба, варушыць Каардынацыйную раду знутры, стаяць на стражы адэкватнасці, намагацца ўплываць на павестку і стратэгію дэмакратычных сіл, каб моладзь таксама была нарэшце пачута, каб яе ўспрымалі сур'ёзна, як эксперты і экспертак, якія гатовыя браць на сябе адказнасць. Як наша праца паўплывае на беларусаў унутры краіны? Як я гаварыла, ў нашай праграме закладзена праца па спрашчэнні працэдур атрымання віз. І таксама лабіяванне спрашчэння патрабаванняў да дакументаў беларускіх абітурыентаў, павелічэнне колькасці стыпендый, вяртанне ўстойлівага руху транспарту з Беларусю, пашырэнне магчымасцяў удзелу беларусаў у міжнародных праграмаў абмену. І таксама прасоўванне праграм нефармальнай адукацыі для моладзі, якіх так не стае, і за якіх мы можам проста згубіць гэтых людзей, якія будуць будаваць нашу краіну ў будучыні. Моладзевы наступ – гэта пра новых лідарах без былых звычак. Мы адкрыты да новага, гнуткія, сучасныя. Гэта новыя ідэі без былых абмежаванняў. Мы не абмежаваны савецкімі забабонамі, глядзім наперад і жывем як вольныя людзі. Новая энергія без былых параз, новыя магчымасці без былых абяцанняў. Нават у часы рэпрэсій у беларускай моладзі ёсць патэнцыял і імпэт, і сілы прыўносіць змену ў грамадства. Гэтую энергію варта скіраваць і заўважыць. Моладзевы наступ гатовы ўзяць на сябе гэтую адказнасць. Таму галасуйма за моладзевы наступ, номер 12. Спадарня Мар'ям, Мы лепш за былых. Жывей Беларусь. Дякуй. Дякуй. Вялікі. Номер 12, моладзевы наступ, Алана Гебре-Мар'ям. Ну вот, это была первая часть, первый блок нашей большой политической конференции. Я обращаюсь сейчас к белорусам, которые будут голосовать, к зрителям. Еще раз, сейчас у нас перерыв, а потом мы продолжим разговор на очень важные темы, и представители каждого блока, каждой команды снова выступят. Будут заданы совершенно конкретные вопросы о политических заключенных, о том, как напомнить о Беларуси мировому сообществу, и о том, какой должна быть наша стратегия. Это должен быть мирный план или все-таки силовой. Обратите внимание на экран. Еще раз, QR-код вы видите слева на этом экране. Если вы наведете свой телефон на этот QR-код, вы попадете в специальную программу, с помощью которой вы можете задать любой вопрос любому из сегодняшних спикеров. Пользуйтесь этой возможностью. А сейчас я объявляю перерыв. Не более 15 минут. Спасибо за внимание.
Прывітанне, паважаныя гледачы і гледачкі. Я Артём Прапіснов, нязменны вядоўца Каардынацыйнай рады, а гэта Іван Краўцоў. Зараз, Іван, распавядзіце, калі ласка, пра сябе, чым вы займаецеся, і самае галоўнае, навошта вы ідзеце яшчэ ў Каардынацыйную раду, як балатуецеся? Но я был секретарем КС уже 3 года, и, честно говоря, нужно обновление. И поэтому я пошел в молодевый наступ, потому что надо поддержать молодежь. Я считаю, что молодежи не хватает, она мало представлена. У нас 30% избирателей молодежи, а вот в Координационном совете далеко не 30%. Поэтому, думаю, правильный выбор. Там все ребята честные, классные, реально хотят помочь сделать визы, программы обучающие. Ну, это практическая польза, не космические замки, да, а вот что-то такое, что можно сделать здесь сейчас. Поэтому решил помочь, поддержать. Очень классная команда. Іван, хто ж будзе ў секретарыяце, хто будзе кіраваць, так скажем, усёй працай Каардынацыйнай рады, той працай, якая застаецца, так скажем, па-за экранамі? Ну, секретарь — это избираемая должность. И после выборов изберут нового секретаря, я надеюсь. И, наконец-то, можно будет передать. Я скажу, это не то, чтобы легкий какой-то такой труд, да, в общем, потому что секретаря постоянно обращаются все с вопросами. Я думаю, что даже членам Координационного совета, ну, таким вот не секретариата, им даже иногда проще. Вот, потому что ты просто можешь работать с повесткой и не думать о том, как все организовано. Поэтому, да, время тоже передать организационные функции другим. Дзякуй вялікі, Іван. А мы зараз перададзім словы яшчэ з нашага слайдо, і мы пазадаем вашыя пытанні да іншых чальцоў, чалінь і удзельнікаў, удзельніц спісаў. Дзякуй вялікі, Іван. Всем спасибо. Голосуйте за молодой наступ, список номер 12. Пойдем яшчэ запытаем пытанні ад нашых гледачоў і гледачак да іншых удзельнікаў у выбарах. Пойдемте. У нас, дарэчы, працуе слайдо, там можна ананімна аставіць свае пытанні, якія мы потым зададзім. А зараз мы, дарэчы, і шукаем, каму можна гэтыя пытанні і адрасаваць. Пойдемте. І ўсе занятыя. Окей. Пускай они...
Лены будут чуть мой гук? Они звук будут слышать с микрофона? Лена, у нас до вас ёсць пытанне. Глядзіце, не ва ўсіх людзей ёсць пашпарты беларускія. Не ўсе людзі могуць прагаласаваць, не ўсе людзі могуць нешта зрабіць з выбарамі, але яны хочуць аставіць свой голас. Пры гэта, дарэчы, нам пішуць у слайдо, і там вы таксама можаце аставляць ананімныя каментары. І, Алена, калі ласка, адкажыце на гэта пытанне, як быць людзям, у якіх няма пашпартоў? На жаль, станоўчага для гэтых людзей адказа ў мяне няма. Мы не можам зараз ніякім чынам верыфікаваць пашпарты альбо ID-карты, альбо іншыя пасведчанні асобы іншых краінаў. Таксама сістэма, якая будзе верыфікаваць людзей і рабіць з іх токен, рабіць з іх голас. Гэтая сістэма не прымае сканы, не прымае ксеракопіі і, адным словам, не прымае нічога, апроч сапраўднага паспарта. На жаль, іншых магчымасцяў не прадугледжана. Што можна, калі не параіць, то звярнуцца да гэтых людзей, якія зацікаўлены ў выбарах і якія усім сэрцам хочуць нейкім чынам паспрыяць выбарчаму працэсу, то я бы проста звярнулася да такіх людзей з просьбай, каб яны агітавалі і натхнялі іншых, тых, хто гэта можа зрабіць, але па нейкіх прычынах можа вагаецца, можа лянуецца, можа яшчэ штосьці. То бок гэта будзе ваш унёсак і ваш голас таксама, толькі нейкім іншым чынам. На жаль, так. Дзякую, Алена. А я, сябры і сяброўкі, нагадваю, што 25 і 27 траўня цягам некалькіх дзён будуць адбывацца выбары ў каардынацыйную раду. Таму вы абавязкова галасуйце, калі ў вас ёсць дзейны пашпарт. Прабачце, калі ласка, калі у вас ёсць дзейны пашпарт, абавязкова галасуйце за спісы, якія вам спадабаліся. І не пераключайцеся, мы хутка вернемся з новымі прадстаўнікамі ці прадстаўніцамі з пытаннямі ад вас. Паехалі. Нет, ну а что? У нас все хорошо, мы даем рабочие места. Если только у нас хоть раз в жизни все было хорошо на деле, а не на словах, было бы хорошо. Самое главное — это мирное небо над головой. Хотя нас готовят к войне каждый день, так что я уже и не знаю. Мы депутаты, свой выбор уже сделали и курс страны определили. Вообще-то никто из нас уже давно ничего не выбирает без четких указаний сверху. Главное, чтобы детки хорошо учились. Правда, нам все меньше нравится то, чему мы их учим. Власть – это порядок и сила. Но, насколько я себя помню, наш суд не имеет власти, мы просто исполняем волю руководства страны. Не надо нам, как в Европе, у нас тут все бесплатно. Правда, работаю я тоже, можно сказать, бесплатно. И зарплату обещают повысить, так что я за стабильность. Если бы только они еще цену каждый раз вслед за зарплатой не поднимали. Так выглядят выборы людей, которых убедили, что они ни на что не влияют. Хочешь начать влиять? Начни с Координационного совета. Мы выберем своих представителей, которые будут защищать наши интересы за пределами страны и приближать демократические изменения в самой Беларуси. Ваш голос, ваш унёсак у дэмакраты. З 25 па 27 мая выбары ў Координацыйную раду Беларусі. Сябры і сяброўкі, а у нас ёсць наступнае ад вас пытанне, якое вы задалі нам у слайдо, і я яго адресую Пал Палычу Латушка. 5 лет прошло. Как ваша дальнейшая пустая болтовня поможет победить режим? Але, калі магчыма, адкажыце, калі ласка, на беларускай. Калі вам не складана. Пытанне на расейскай. Добра.
Першае, 6 ордераў на арышт прадстаўнікам рэжыму Лукашэнкі, у тым ліку дырэктарам катоўняў Жодзіна і Акрэсіна. Гэта нашая праца. 500 асобаў у санкцыйных спісках прадстаўнікоў рэжыма. Гэта наша справа, гэта наша праца. Самы вялікі спісак, гэта польскія нацыянальныя санкцыі, 340 асобаў. Гэта рыхтавалі мы ўсе дасье. Вось гэтымі ручкамі людзі рыхтавалі, збіралі матэрыял. Гэта санкцыі эканамічныя. Гэта стварэнне музея вольнай Беларусі, на які ўжо наведала больш за 16 тысяч асобаў. Гэта больш за 300 проектаў. Мы сабралі самі грошы не з якіх фондаў, 80 тысяч евро спонсорскай падтрымкі на падтрымку культуры. Мы прабілі ў Еўрапейскай камісіі фінансаванне ў сферу культуры. Дарэчы, наш музей не атрымаў ні капейкі, а пры гэтым сфера культуры, беларускія культурніцкія установы за мяжой гэтую падтрымку атрымалі. Мы дапамаглі добраахвотнікам беларускім 80 тысяч евро. Мы сабралі грошай. Гэта дроны, гэта джипы, гэта медычная дапамога. Мы робім справу. І мы ідзем дзеля таго, каб рабіць справу. І тут не пытанне балтаўні. Ну, няхай хтосьці пабачыць, як працуе наша каманда. Гэта вырашэнне праблем. Вось, прабачце, на мінуты не піша мне грамадзянка Беларусі ў Швейцарыі. Дзякую вам вялікі за тое, што вы мне дапамаглі, і я легалізавалася ў Швейцарыі. Гэта сустрэча ў Вроцлаве, на якую прыйшло 200 чалавек, а пазней сустрэча з ваеводай, каб пераканаць, каб зрушыць праблему, што ў іх тысячы беларусаў, якія пражываюць у ваеводстве і не маюць дакументаў легальных для пражыцця. Вось гэтым кожны дзень мы займаемся. Познань, гэта прыйшло 350 асобаў. І таксама пытанне пенсійнага забеспячэння. Гэта же міжнародная абарона тых асобаў, якія выехалі. Сярод іх ёсць таксама пенсіянеры. Ім трэба дапамагчы. Гэта пытанне ўвогуле стратэгіі. А што будзе з нашай радзімай Беларусі? Ну, давайте не будзем абіраць Коордынацыйную раду. Давайте не будзем... Усё, разбегнемся. Буду я жыць спакойна ў Варшаўскім універсітэце, выкладаць, лекцыі чытаць. Што далей? Беларусь — гэта Паўночная Карэя. Нас просто адсякуць, і ніхто не зможа нікуды ездзіць, не будзе магчымасці атрымаць візу, пагранічныя пераходы будуць закрыты, таму што Лукашенко робіць усё дзеля гэтага. Хтосьці чуў учора выступленне прэм'ер-міністра Польшы? Гэта шчыт усход, стварэнне фартыфікацыі на мяжы, поўнае залісенне тэрыторыі. Гэта няхай добра, супраць мігрантаў, мы падтрымліваем гэта у пытаннях нацыянальнай бяспекі, але што будзе з пагранічнымі пераходамі, што будзе з візамі? Так што гэта праўда, просто я забыўся, галоўнае, 2 камунікацыі ў міжнародны крымінальны суд. За гэта уже колькі нашых супрацоўнікаў церпіць. Прабачце, калі учора наша супрацоўніца піша прадстаўнік КДБ і кажа, што не забывайся, у цябе есть маці, а пазаўчора арыштоўваюць маёмасць і мужа, і нашай супрацоўніцы, якая ідзе на выбары. І гэта вось вынік нашай працы, што нас рэжым баіцца. Наш рэжым бачыць альтэрнатыву. Ён таму рэпрэсуе нас. Чаму? Таму што мы перадалі 2 дакладна сфармуляваныя. Можна, я магу паказаць яшчэ раз відэо, апублікаваць камунікацыі аб злачынствах ваенных, здзейсненых рэжымам Лукашэнка ў сувязі з дэпартацыяй украінскіх дзяцей. Мы сабралі ўсе гэтыя доказы разам з партнёрамі. Мы гэта сфарміравалі, абгрунтавалі і перадалі ў офіс пракурора. І гэта зрабіў Павел Латушка і яго каманда. Мы аднеслі сваімі ручкамі, а пасля гэтага мне прылецела, што мы цябе заб'ем, што ты будзеш ляжаць апошняе разам з Немцовым, разам з Навальным. Пазней мы стварылі справаздачу па злачынству супраць чалавечнасці. 136 тысяч ахвяраў беларусаў у Беларусі. І гэта справаздача перададзена партнёрам. Учора у меня была сустрэча з генеральным прокурором, міністрам юстыцыі Польшы. І мы казалі пра тое, якім чынам з гэтай справаздачы зрабіць справу ў міжнародным крымінальным судзе. Ну, гэта баўбатня. Ну, калі гэта баўбатня, все, што я сказаў, ну, тогда просто баўтаем, ходзім тут і крымінальныя справы збіраем. 18 гадоў турмы і ўсе супрацоўнікі нашай каманды, калі ўжо кажу пра НАУ, да? Нават не пра кааліцыю, усе збіраем. Курсы для новых дыпламатаў, Варшаўскі універсітэт, 4 выпускі. 4 выпускі, кадравы резерв, 700 асобаў. Гэта все робіцца канкрэтна. Мы не размаўляем, мы не дзеля таго, каб паглядзець, мы дзеля таго, каб працаваць. Дзякую вялікі. Латушка, Рух за свабоду. Нагадайце, калі ласка, спіс нумар 9. Дзякую вялікі.
блоке у каждого из вас будет возможность, она уже есть сейчас, задать вопрос участникам конференции и представителям команд, которые баллотируются на выборах в Координационный совет 2024 года. Я попрошу, если это возможно, вывести на экран QR-код. И если вы доведете на него свой телефон, а зрители в трансляции видят этот QR-код у себя на экранах, регистрируйтесь. Это все совершенно безопасно. Вводите код цифровой, он над QR-кодом. И задавайте смело любые вопросы. Еще ровно 20 секунд, и если никто не займет, ну не то что никто, а если кто-то не займет место в зале, ну что ж, так тому и быть. Мы продолжим без зрителей. Зато у нас есть онлайн-трансляция, правда? Это всегда гораздо важнее. Простите. Итак, вторая часть, второй блок нашей конференции. Он посвящен 3 важнейшим вопросам, на которые мы хотим получить ответы от тех, кто баллотируется на выборах в Координационный совет. Силовой сценарий или мирные перемены? Какова ваша стратегия? Как вернуть внимание к Беларуси, к ее проблемам, к проблемам демократического движения в Беларуси? Как вернуть это внимание в мире? Это еще один важный вопрос. И, наконец, третий вопрос. Как освободить политических заключенных, которые сегодня находятся в Беларуси, в белорусских тюрьмах? И первая часть этого второго блока – ответ на вопрос все-таки. Силовой сценарий или мирные перемены? Я приглашаю на эту сцену представителя первой команды. Она называется «Солидарность». Игорь Валяев. Пожалуйста, поддержите Игоря. Прошу. Я напомню лишь, что это также серия коротких выступлений, и, Игорь, у вас будет ровно 5 минут. Внимание! Игорь, мы пока не запустили время, я сделаю последнюю отчаянную попытку пригласить. Неловко потом на желтых сливах пустые. Давайте, садимся. Товарищ, присаживайтесь. Давайте хотя бы картинку сделаем красивую. Спасибо. Можно начинать? Сейчас я дам старт. Одну секунду. Еще подождем буквально 30. Каких 30? 10 секунд. О, думается, что кто хотел, тот занял места, поэтому у вас 5 минут. Прошу. День добрый, дорогие белорусы. Я Игорь Валяев и представляю список номер 1 «Солидарность». Это список 2 старейших партий «Народная Громада» и БХД. Наши лидеры Статкевич и Северинец сейчас находятся в тюрьме, и мы каждый день думаем о том, как они себя сейчас там ощущают и что нам можно сделать для того, чтобы их освободить. И всегда перед нами стоит довольно тяжелый вопрос. Каким должен быть путь к изменению в Беларуси? Должен быть он мирным, либо должен быть военным? И понятно, что никто из белорусов не хочет войны, никто из белорусов не хочет какой-то агрессии. Всем хочется это сделать мирно. Но я думаю, что люди, которые выступают за мирные перемены, за мирный путь, не учитывают или не хотят учитывать 2 важных факта. Первый важный факт. В 2020 году хунта во главе с Лукашенко начали террор против собственного народа. История террора говорит о том, что начать его очень легко, но закончить его фактически невозможно. Он заканчивается 2 путями. Либо смертью того человека, который развязал террор, либо уходом его от власти. Мы прекрасно понимаем, что в ситуации Беларуси ни первый, ни второй вариант для нас не очень подходит. И второй, более спорный фактор, который, я думаю, тоже белорусы не учитывают, что в 2020 году фактически была развязана холодная гражданская война. И холодная является до тех пор, пока монополия на оружие есть только у одной стороны, у хунты. Как только эта монополия будет нарушена, я думаю, гражданская война перейдет в горячую фазу. И с этой точки зрения мы можем сказать, что мирные перемены просто до тех пор, пока находятся у власти Лукашенко и хунта, невозможны. А сменить ситуацию можно только военным путем.
Насколько этот путь будет тяжелый, насколько он будет кровавый, зависит от белорусов. Зависит от тех людей, которые стоят на охране Лукашенко, на охране хунты, те людей, которые поддерживают его и считают, что диктатор – это главная защита их от люстрации, от всех остальных видов влияния, от ответственности за то, что они творили все эти годы. Но, тем не менее, военный путь. И тут мы должны прийти к тому, что создание армии в условиях зарубежья – это утопия. Почему? Потому что до тех пор, пока Беларусь не вступает в войну открытую либо с странами НАТО, либо с Украиной, ни НАТО, ни Украина не позволит создавать военные подразделения типа армии Андерсона за рубежом. И поэтому все, что будет происходить в Беларуси, будет зависеть только от белорусов, которые находятся в Беларуси. Революция будет только в Беларуси. Никак повлиять отсюда на ситуацию там мы фактически не можем. Но есть очень важный момент. Те люди, которые находятся в Беларуси, те люди, которые хотят вернуться в Беларусь, и те люди, которые готовы поддержать следующий виток революции, который, я уже считаю, что будет далеко не мирный, они могут сейчас здесь готовиться. Они могут проходить военное обучение, ходить на стрельбище, записываться в страйкбольные клубы, где можно также имитировать различные боевые действия и так далее. Поэтому мы, белорусы, должны готовиться здесь и сейчас к тому, что мы понадобимся там, в Беларуси, когда там начать появится сила, которая сможет начать начать перемены. Опять же, повторю, перемены не мирные. Поэтому как это можно сделать? Прежде всего, белорусы должны учиться ходить на стрельбище, должны изучать полевую медицину, изучать принципы выживания. Как это можно сделать? Это должны создаваться специальные милитарные организации, либо, опять же, если смотреть АКС, то должны создаваться специальные финансовая поддержка для таких видов организаций. Понятно, что наши партнеры это не поддержат, но это можно сделать путем создания инвестиционных платформ, на которые инвесторы смогут вкладываться в белорусских предпринимателей, которые находятся за рубежом. И потом из этих денег уже складываться некие деньги будут приходить в КС. Игорь, время вышло. Да. Таким образом, мы сможем, белорусы должны поддерживать сами свое движение, никак иначе. Живе Беларусь! Спасибо. Блок «Солидарность», Игорь Валяев. Перед тем, как я представлю следующего участника, хотелось бы сделать опять-таки маленькое объявление. Уважаемые друзья, когда я смотрел в силу профессии выступления спикеров на Всебелорусском народном собрании, я поражался, какой порядок там царит. Понятное дело, если вдруг там был бы беспорядок, носили бы людей с дыркой в голове, это ясно. У нас здесь этого не предвидится, поэтому я могу исключительно просить вас о том, чтобы вы занимали места в зале, поскольку основная часть конференции все-таки проходит здесь, на этой сцене. И давайте проявим друг другу уважение, а также и к зрителям, и к белорусам, которые впоследствии проголосуют за вас. Поэтому приглашаю всех, настоятельно приглашаю все-таки занять места в зале. Кроме того, достаточно тяжело слушать с места то, что говорит спикер, когда сзади происходит какая-то... В общем, когда там шумно. Да? Уважаемые друзья, прошу вас услышать меня и спасибо огромное. Давайте своим примером покажем, что нам не нужно надевать наручники и держать пистолет у затылка, чтобы мы более-менее слушали и слышали друг друга. Следующий представитель объединение «Воля» Геннадий Манько. Прошу. Номер 2, что явствует из надписи на экране. Геннадий, у вас 5 минут, пожалуйста. Дякую. Добрый день. Я Геннадий Манько, представляю спис «Воля». Сейчас в процессе вот этой услышанной передо мной этого спича
выступающего передо мной. Тут очень во многом есть пересечение, поэтому я по ходу экспромтом немножко поменяю свою не позицию, а текст, который заготовил, и попытаюсь своими словами рассказать. Значит, ситуация такая, что у нас стоит вопрос, силовой сценарий или те мирные перемовы. На сегодняшний день я могу точно сказать, что мирные перемовы, это для меня звучит так, что примерно, есть такая хорошая пословица, когда заяц думает в компании волков, что если он будет себя хорошо вести, то его не съедят. Поэтому я считаю, что любые перемовы, они могут быть только с человеком, которого уважают, с которым считаются, или со стороной, которым считаются, которого уважают, и просящей формы там быть не может. Поэтому я считаю, надо рассматривать этот вопрос с точки зрения такой организма, не будем отходить. Да? Если взять, что организм, есть наш организм Беларусь, то у нас появились такие клетки, которые выдавали за такие же клетки, за таких членов общества, как и мы. В результате это получилась онкология, онкологические клетки, которые, вроде бы притворяясь нашими гражданами, переключили на себя все ресурсы, захватили все управление, лишили нас права высказываться, собираться, лишили нас всех прав. И на сегодняшний день мы находимся за границей, и нам говорят, что про свою недвижимость вы забудьте, а подумайте о своих родственниках. Почему это произошло? Это произошло потому, что у нас очень слабый иммунитет. Слабый иммунитет к сопротивлению. Слабый иммунитет, потому что мы дали возможность этой болезни развиться. Если бы у нас была активность, начиная с 1994-1995 года, более широкая, более активная позиция, то, скорее всего, этого не случилось бы. Но история не имеет сослагательного наклонения, поэтому имеем то, что имеем. Но 2020 год нам показал, что всплеск произошел, несмотря на то, что угасание произошло, на то, что давление активное началось и продолжается сейчас 4 года. Все-таки активность сохраняется. И режим делает все для того, чтобы мы не смогли проявить себя никаким образом. Даже сейчас для того, чтобы провести это собрание, было объявлено, что все группы являются экстремистскими организациями. Это делалось для того, чтобы остановить, максимально подавить инициативу граждан участвовать в этом процессе. Чтобы оценить, что нам надо, силовой или мирный сценарий, те перемовы с точки зрения нас, как Демсил, мы не можем ничего предложить и не можем угрожать режиму на сегодняшний день. Мы можем угрожать только своей активностью, активностью тех людей, которые находятся внутри. И каждый гражданин Беларуси, он должен быть вот этой клеткой в лимфе, лимфоциты, которые борются и уничтожают этот яд, эту онкологию. Вот когда мы будем каждый понимать, что для нас враг та сторона, там та сторона включит заднюю передачу. Понятно. Переходим дальше. Воля заявляет о том, что мы хотели бы создать определенные условия для того, чтобы создать БВА, и включая территории государств, которые окружают Беларусь. На сегодняшний день это уже такая заштампованная, но все-таки вернусь к этой формулировке, что Беларусь находится в центре Европы, и ее окружают европейские государства и Украина. Те, которые хотели бы, не хотели бы, но если будет Беларусь оставаться под уплывом России, никогда безопасности в этом регионе не будет. Украина на сегодняшний день показала, что только активная борьба может противостоять этому вопросу. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что во многом в ближайшее время, 15 июня, собирается большое количество государств, представителей международного сообщества, Швейцарии, там 160 государств будут вырабатывать формулу мира. И нам остается пока наблюдать и ждать, какое будет решение. На самом деле мы, каждый на своем месте, каждый на своем участке должен продолжать борьбу. Я считаю, что те, которые люди принимают, видят для себя то, что в 2020 году не хватило какой-то активности, они должны в этом направлении действовать. Те люди, которые прошли войну в Украине, которые на сегодняшний день находятся в Европе, они должны объединяться. Наша задача, и мы прописываем это в своей программе, создать условия благоприятные для создания. Вот предыдущий мне спикер, он сказал, что надо создавать, как-то это армия, это нереально. Она реальна. Господин Манько, время вышло. Секунду одну.
Она реальна, потому что... сори. Но время вышло, к сожалению, мы все в равных условиях. Сори. Хотя бы она реальная, это уже радует. Спасибо, спасибо. Номер 2, «Воля», Геннадий Манько. Мы продолжаем, и я приглашаю на эту сцену представителя команды «Европейский выбор», номер 3, Александр Добровольский. Вітаю, шановні сябри і сяброўкі, колеги, колежанки. Я претендую на вашу увагу. Я претендую на вашу увагу. Мы сюды собраліся, каб абмеркаваць важнейшыя праблемы, і думаю, што вельмі важна, каб мы пачулі адно аднаго. Тое, што вы не чулі некаторыя з вас, а там размаўлялі папярэдніх аратараў, неправільна. Я хочу вас попросить послухаць мяне. Я хочу прапанаваць вам паглядзець вось на гэту прэзентацыю, вось для чаго. У нас у 2020 годзе было заяўлена некалькі прэтэнзій на тое, хто з'яўляецца крыніцай суверэнітэта. Ад беларускага народа была прэтэнзія, і гэта адпавядае 3-му артыкулу Канстытуцыі. Ад Лукашэнкі была прэтэнзія, які не прызнаў прэтэнзію беларускага народа. І ад Расіі ёсць прэтэнзія, і была, і, на жаль, будзе. І таму, паколькі у нас вельмі складаная сітуацыя, і хочацца прымаць простых рашэнняў, прымаць простыя рашэнні, я вам прапаную простую схему, якую зараз патлумачу. З чым мы маем справу? Вось чорны кружочак – гэта сістэма. Я прапаную сістэмны падыход і сістэмнае мысленне. Гэта сістэма той структуры, якой мы супрацьстаім. Гэта лідарства. Чорны кружочак, чырвоны кружочак – гэта лідарства. Это Лукашенко, тыя, хто побач з ім. Жоўты кружочак – гэта рэсурсы гэтай сістэмы, якой мы супрацьстаім, і якой мы хочам змяніць ці адсунуць ад улады, каб Беларусь стала дэмакратычнай краінай. Зялёная – гэта інфраструктура, у тым ліку інфраструктура кіравання, гэта чынавенства ў тым ліку. Сіні – гэта людзі, якія не падтрымліваюць у сваёй большасці гэты рэжым, але вымушаны мірыцца, пакуль яны не могуць сітуацыю змяніць. І вось гэты фіялетавы – гэта сілавыя структуры. Давайте падумаем, наколькі важна, каб мы кожны з гэтых аспектаў улічвалі. У нашым супрацьстаянні удзельнічаюць усе супраць нас, усе выкарыстоўваюцца вось гэтыя аспекты. Гэта фактычна цытата, трошкі пераробленая з ваеннай літаратуры. Таму, калі ёсць супрацьстаянне, гэта не электаральнае, гэта не выбарчае, таму што выбарамі змяніць немагчыма сітуацыю. І я хочу сказаць, што для таго, каб перамагчы гэтага ворага, нам патрэбна самая сістэма. І гэта ўзноў жа лідарства. І да лідарства тут маюць дачыненне і Святлана Ціхановская, аб'яднаны пераходны кабінет, і каардынацыйная рада, як той прадстаўнічы орган, які спрыяе супольнай працы, можа быць, соцень ці тысяч розных структур. Гэта рэсурсы, гэта інфраструктура, у дадзеным выпадку інфраструктура супрацоўніцтва нашай, каардынацыі. Гэта людзі, якія ў значнай ступені на нашым баку, нават будучы запалоханымі. І гэта сілавыя структуры. І я вось хочу вам нагадаць тое, што сказаў Сергей Кідышка, а за ім яшчэ некалькі чалавек. У 2020 годзе апошняга нам не хапіла. Мы заўсёды былі за мірныя змены. Аднак рэчаіснасць такая, што супраць нас ужываюць гвалт. І таму тое, што нам патрэбны сілавы складнік, гэта відавочна. І я вельмі ўсцешаны тым, што
Зараз у Координаційну раду балотуюцца тыя людзі, якія ведаюць, што з гэтым рабіць. Тыя, якія служылі ў палку Каліноўскага, у тым ліку і ў нашым спісе такія ёсць. Тыя, якія ў блоку «Воля», тыя, якія ў іншых блоках. Вельмі важна, каб сілавы складнік быў. Але я вас заклікаю, не забывайце пра сістэму. Нам патрэбна лідарства і еднасць, нам патрэбна ресурсы, нам патрэбна інфраструктура супрацоўніцтва, нам патрэбна сувязь з людзьмі, і калі гэта ўсё Александр, будзе, час сышоў. тады у нас і будзе перамога. Жыве Беларусь! Дякую вялікі. Еўрапейскі выбар нумар 3 Александр Добровольскі. А зараз нумар 4 наша справа Роза Турарбекова. Пять хвилиночек. Дякую великий за увагу. В отличие от моей лидерской промовы, наверное, сейчас мое сообщение или мое предложение будет такое очень академическое. Не пугайтесь. Но тем не менее, я хотела бы вам просто предложить взглянуть на этот вопрос следующим образом. План освобождения Беларуси мирный или силовой? С моей точки зрения, этот вопрос является упрощением и не помогает в понимании тех возможностей, которые могут возникнуть или есть, и тех ограничений, которые есть. Конечно, освобождать надо, но мы должны понимать базовые условия для него, для освобождения имеется в виду. Первое условие – единство общества и политических субъектов. Второе – ресурсы. Третье – благоприятный внешнеполитический контекст. И четвертое – воля политических субъектов. Раскрывая каждое из этих условий, первое – как мы можем сохранить, восстановить и отстроить обратную связь с белорусским обществом? Без него мы ничто. Нам нужно понимать, прислушиваться, защищать интересы белорусов и белорусок. Сегодня белорусское общество находится в крайне угнетенном состоянии. Что мы можем им предложить, находясь здесь? Для этого нам нужен Координационный совет, который будет ответственен перед белорусами и двигать их интересы. Второе. Ресурсы. Это как раз во власти диаспоры. Нам нужно создавать свои ресурсные базы. Люди, лоббинг, самофинансирование, помощь партнеров. Ресурсы накапливаются годами, но целенаправленно для укрепления белорусского общества. Третье. Неблагоприятный внешнеполитический контекст. Сейчас контекст крайне неблагоприятный, но он изменится. Речь идет о победе Украины над Россией. Наш вклад в его улучшение – это вклад наших храбрых и самоотверженных белорусских добровольцев и волонтеров в Украине. А наша задача – помочь им, поддержать их, адвокатировать за них. Четвертое. Политическая воля субъектов. Воля должна заключаться в том, что в час X надо быть готовым действовать максимально решительно. Вопрос, готовы или нет. А теперь скажите, что здесь является мирным, а что силовым? Когда мы думали о том, кто из нашего списка должен стоять здесь и говорить о мирном или силовом освобождении, мы хотели, чтобы выступала Настя Мохамед, позывной «Север». Но она выполняет свой долг боевого медика под Харьковом. Кто, как не такие люди, могут ответить на этот вопрос? И переформулирую ее послание, сегодня мы с ней разговаривали еще раз. На первом месте ценность человеческой жизни. Второе – политическая целесообразность. Третье – воля к победе. И последнее – решительное движение к демократии. Вот основные принципы будущего плана освобождения Беларуси. Живи Беларусь! Спасибо. Спасибо, Роза Турарбекова. Номер 4 наша справа. Идем дальше. И сейчас на сцену я приглашаю представителя команды «Закон и правопорядок» Сергея Макара. Номер 5. Сергей, у вас 5 минут. Пожалуйста. Да, я понял. Добрый день всем. Меня зовут Сергей Макар. Список номер 5. Закон и правопорядок. Вынужден скорректировать свое выступление с учетом предыдущих ораторов. Значит, давайте так.
используем этих 5 минут максимально продуктивно и найдем решение здесь и сейчас. Какой сценарий вы предпочитаете? Вы. Да, если можно. Какой сценарий вы предпочитаете? Силовой или все-таки мирный? Просто. Я дальше расскажу, почему. Умничка. Снимаю шляпу. Почему не подходит мирный сценарий? Менее затратный, гораздо более эффективный, но он не подходит. Почему? Он в 20-м уже не подошел, потому что если человек стоит с флагом или с зонтом, или просто стоит, он получает дубиной по горбу. Не подходит такой сценарий. Силовой. Сказали, что не подходит. Почему? Кто-нибудь ответит, почему не подходит силовой? Снимаю вторую шляпу. Итак, силовой сценарий. Согласно правилам военного дела, можем быстренько просто посчитать. 85-86 тысяч примерно милиции, 47 тысяч примерно армии. Если мы добавим туда глухарей, свинарей, тихарей, 100 тысяч. Примерно можем взять за основу 100 тысяч. Где мы возьмем ресурс, чтобы одолеть 100 тысяч вооруженных, обученных, целенаправленных силовиков? Ответа пока нет. Кроме того, чтобы победить 100 тысяч, нам нужно иметь как минимум 300 тысяч, согласно законам военного дела, которые мы потеряем. Кого, пожалуйста, ответьте мне, вы хотите потерять из этих 300 тысяч? Я никого не хочу потерять. Я ценю всех вас. Соответственно, силовой сценарий тоже не подходит. Подходит сценарий гибридный. В чем преимущество гибридного сценария? В том, что нам не нужна, как таковая, огромная армия, которая будет бежать, там чего-то нападать, что-то там освобождать. Нам нужно несколько, возможно, десятков хороших специалистов, которые уже где-то когда-то были обучены, которые уже где-то когда-то в чем-то участвовали, которые уже знают, как и что и где они должны сделать. Это менее затратно, потому что это не требует таких вложений, как большая эффективная армия. Но это более эффективно, потому что люди, которые будут выполнять эту работу, они уже знают, что делать. Они понимают, и очень важно, что они осознают, для чего они будут это делать. Далее, когда группа специалистов входит, зачищает, освобождает, с удовольствием мы приглашаем митингующих, которые радостно митингуют и добиваются своей цели. Все рады, все аплодируют друг другу. Закон и правопорядок. Сергей Макар. Список номер 5. Спасибо, Сергей. Я повторю, я вынужден это сделать. Сергей Макар, закон и правопорядок. Список номер 5. Номер 6. Сейчас нам снова предстоит увидеть представителя команды «Голос Диаспор» онлайн Роман Кисляк. Если он с нами, я хотел бы, чтобы мы увидели его. Он с нами. Роман, еще раз здравствуйте. У вас 5 минут. Внимание, зала с вами, а также и зрителей в трансляции. Да, спасибо. Мы выступаем, наш список выступает за мирный сценарий, за то, чтобы добиться изменений без насилия. И я сейчас расскажу, как это можно сделать. Сложно 5 минут вложиться, но тем не менее. Во-первых, важно понимать, что мы в общем-то, не умеем. Есть тут, я вижу, специалистов в военном деле, но вот решать эти проблемы, устранять тиранию, диктатуру мирным путем мы разучились. И даже риторика.
силовой сценарий или мирные перемены и уходит на мирные переговоры. Мы не говорим про переговоры. Мирные перемены или действия без насилия могут включать переговоры, а могут не включать. Я думаю, что Лукашенко и этот режим, он не идет, он стремится нас уничтожить, в общем-то, как гражданское общество, а мы стремимся уничтожить не физически, но мы стремимся уничтожить диктатуру. Поэтому здесь, в общем-то, у нас такое противоборство на уничтожение, на идеологическое уничтожение, но не физическое. Что касается того, как можно реализовать, говорилось, что это менее затратно. Мирный сценарий не менее затратен. Он практически, на мой взгляд, в общем-то, так же затратен, как и силовой сценарий. Но помимо этических вопросов, белорусы, и не только белорусы, люди, в общем, в других странах, я наблюдаю здесь, как в Грузии происходит, грузины горячие протестуют, но в большинстве своем это все равно мирный протест, и я уверен, что грузины здесь добьются отмены этого закона, который принят парламентом. Значит, чтобы ответить на вопрос, как нам добиться, надо, в общем, подумать о том, как вообще построено взаимоотношение общества и власти в таком государстве, как Беларусь, когда есть диктатура, да, есть тирания. В общем-то, мой коллега Марек Новицкий еще в 90-х годах приводил такой пример, что вот эта ситуация похожа, когда есть кукла-марионетка. Знаете, кукла, которая сверху палка и к разным конечностям, к голове, к рту привязаны нитки. Вот очень похожая ситуация, когда власть дергает за нитки. Вот общество людей дергает постоянно за нитки. И как можно выйти из ситуации, когда вот нас постоянно дергают, обрезать эти нитки? Это было, допустим, в протесте против аккумуляторного завода, когда люди сопротивлялись. В другие протесты. Это было в 2020 году, когда люди начинали. Но нам не хватило вот как выход, обрезание всех ниток – это гражданское неповиновение. Люди забыли, что у них есть огромная сила. Огромная сила. Сила общества в том, что власть зависит от общества. Власть зависит. Если люди перестают кормить эту власть, она попросту исчезнет. Но добиться этого сложно, потому что необходима организация, необходима организация гражданского неповиновения. И, в общем-то, это достаточно сложная задача, организационная, которая не решить какой-то одной силой. Здесь важно объединить усилия. Это не менее затратная задача, чем военный сценарий, вот как описывалось, да, сколько нужно людей военных. Так же, как и в военном сценарии, людей надо обучить. Опять же, выход людей, массовые мероприятия – это одна из ступеней важных. Вот мы до этого дошли и прошли. В Югославии миллионные демонстрации выходили, Милошевич на это не реагировал. Пока не начали прекращать работу предприятий. И это тоже, в общем-то, гражданское неповиновение – это тоже не самая последняя ступень. Последняя ступень – это разрушение вот этой вертикали власти, когда власть перестает уже служить, когда люди отказываются от тирана. Вот эта задача, на мой взгляд, нам предстоит. Я не верю в силовой сценарий, это ужасный сценарий. Я не хочу, чтобы в Беларусь вводились войска и на территорию, чтобы белорусы и белорусов стреляли и убивали, и будут страдать масса людей. Я считаю, что мы вполне способны, как белорусы, организоваться для мирного протеста. И, конечно, здесь важный фактор, необходимо убрать Россию, которая может оккупировать нас, реально оккупировать в любой момент. Этот фактор необходимо убрать. Поэтому наш список «Голос диаспор» выступает за мирные перемены. Мы готовы включиться вот в коалицию, объединить в рамках ненасильственных действий, устранить тиранию и диктатуру Беларуси. Спасибо, дякую. Живи Беларусь. Спасибо, господин Кисляк. Роман Кисляк, «Голос диаспор». Ровно 5 минут. Спасибо. Номер 6 в списке. Далее номер 7. «Незалежные белорусы». И я приглашаю на сцену Максима Шабутского. Максим, мы начали отсчет. 5 минут, пожалуйста.
Всем здравствуйте. Знаете, коллеги, у меня такое чувство дежавю, как будто вернулся в 20-й год. И вот в то время, когда наша прекрасная женская троица ездила по городам и педалировала идею мирного протеста, мирных перемен, и параллельно Лукашенко, который синхронно происходили два процесса, который ездил по белорусским подразделениям в Пятерку Мариногорскую, Витебскую десантную бригаду, в 38-ю Брестскую. Везде был один и тот же нарратив. Чистим ружья, готовимся, скоро война. Сегодня происходит то же самое. Создаются патриотические клубы, создаются новые подразделения, а мы здесь стоим и обсуждаем теоретическую перспективу силового сценария. А самое, наверное, я попробую корректно подобрать слова, самое неприятное в этом, сама постановка вопроса, она ужасна. Здесь не стоит вопрос выбора между силовым сценарием и мирным. Любой нормальный человек хочет мирных перемен. Это вопрос подготовки и вопрос использования тех возможностей, которые у нас есть. Не нужно извращать идею силового сценария. На уровне тактического, оперативного, стратегического планирования. Это тоже элементы силового сценария. Нужно делать то, что мы можем делать, а не ставить себе вопрос, нужно или не нужно. Господи, прости меня за эти слова, но нужно здесь у Лукашенко поучиться, который французские водометы покупает. Они ему не пригодились. Он не ставил себе таких вопросов, надо или не надо. Есть возможность купить, надо купить. И на сегодняшний день, на самом деле, польская юрисдикция, в которой мы находимся, она позволяет нам делать очень и очень многое. Мы просто не хотим пользоваться этими ресурсами, и это самое печальное. И вот эту постановку вопроса, ее нужно забыть. Есть возможность мирных перемен, сделаем мирные перемены, сделаем круглый стол, как в Польше было. С той лишь разницей просто, что Лукашенко это не Ярузельский, и у них солидарность была, у нас сейчас солидарности нет. Поэтому, резюмируя, коллеги, я скажу так. Белорус, который хочет силового сценария, это глупец. Белорус, который не хочет готовиться к силовому сценарию, это безумец. Благодарю за внимание. Ну что ж, быстро, спасибо, спасибо. И напоминаю, что это был Максим Шабуцкий, номер 7 в списке «Незалежные белорусы». Мы продолжаем блок Прокопьева Егорова. Его представитель Андрей Кушниров. Сейчас прошу вас обратить внимание на экран, потому что Андрей с нами по видеосвязи. Андрей, слышите нас? Да, доброго дня. Слышу вас хорошо. Спасибо. Тогда у вас 5 минут. Начинайте, пожалуйста. Спасибо большое. Смотрите, много очень хороших слов было сказано предыдущими ораторами, кстати, даже с разными позициями, но очень много здравых вещей было сказано. И вот по поводу силового или мирного сценария, да, силовой или мирный сценарий, я бы хотел так сказать, это не от нас зависит. Не нам выбирать, какой сценарий будет происходить в Беларуси. Я потерял возможность выбирать силовой или мирный сценарий, когда в 22 году уехал воевать против России. Выбирать будут те люди, которые находятся на данный момент внутри страны, это от них во многом зависит. И вот тут возникает очень важный вопрос. А зачем вообще тогда вся наша деятельность? Да, главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Каким образом диаспора может помочь людям, живущим в Беларуси? И ключевое слово здесь – это помочь. Никакие перемены невозможны снаружи живой страны. А мы постоянно говорим: живи Беларусь, живи вечно. Беларусь действительно не умерла, Беларусь не потеряна. Миллионы наших сограждан живут и работают на данный момент в Беларуси, и для них жизнь не остановилась ни в 2020, ни в 2022 году. Я абсолютно согласен с Александром Гровичем в том, что будущий президент Беларуси находится сейчас среди тех людей, которые живут и работают внутри нашей страны. И да, это все еще наша страна, она таковой и останется. Ключ перемен в Беларуси находится не в Украине, не в Варшаве, не тем более в Вильнюсе, не в Москве или Вашингтоне. Ключ перемен в Беларуси находится в самой Беларуси. Независимо от того, будут ли перемены в Беларуси осуществлены мирным путем, или это произойдет на основании одного из силовых сценариев, это произойдет силами оставшихся в стране граждан. Но опять повторюсь, зачем тогда нужна вся наша деятельность? Мы должны будем помочь тем, кто остался в стране. Вот в этом ответ. Предоставить ресурсы, компетенции, возможно, даже оружие. И следующий вопрос: сможем ли мы оказать существенную помощь тем людям, которые будут осуществлять перемены в стране?
Я отвечаю, конечно, сможем. Но для этого надо уже сейчас начать строить белорусскую армию, создавать белорусские СМИ, обучать белорусских офицеров, журналистов, активистов, волонтеров, политиков. Если на данный момент это сложно сделать внутри страны, а это сложно, вот, мы должны это начать делать там, где находимся сейчас, в тех странах, в которых пребываем. И тут у нас есть проблема. За последние 25 плюс-минус лет было сделано преступно мало для того, чтобы в случае появления к нам возможностей мы могли бы как-то повлиять на происходящее в Беларуси. Белорусов и во многом белорусских политиков можно назвать своего рода политическими девственниками. За десятилетия подготовки мы только первые шаги делаем на пути к организации сильной белорусской диаспоры. Мы учимся, безусловно, учимся, но учимся слишком медленно, поэтому мы упускаем одну возможность за другой. Мы постоянно надеемся на внешнюю помощь. Помогут нам украинцы, помогут нам полк Калиновского, поможет кто-то вот из снаружи страны нам поможет. А должны бы надеяться только исключительно на себя. Те белорусы, которые находятся внутри страны, должны надеяться на себя и на то, что мы, возможно, сможем оказать им помощь. А мы со своей стороны должны подготовиться к этому. Я нахожусь в Украине, и вот мы должны научиться на примере Украины. Поставки самолетов и танков – это очень хорошо, это прям очень нужно. Но этими самолетами и танками кто-то должен управлять. И это не будут иностранцы, это не будут какие-то люди, которые приехали снаружи страны. Это будут те люди, которые находятся внутри. Я иногда слышу, и вот даже сегодня я это слышал, нам остается только ждать и надеяться. Черта с два я буду ждать и надеяться. Мы не будем противостоять нашей стране и нашим согражданам, мы будем готовиться для того, чтобы помочь им. Нам нужен системный подход, не какие-то индивидуальные решения. Нам нужно создать инструменты, нам нужно создать инфраструктуру. И КС, Координационный совет, не является самоцелью. Это всего лишь инструмент, причем один из инструментов, которые нам предстоит создать. Этот инструмент, он может помочь в построении сильной диаспоры. Диаспоры, которая, повзрослев, уже сама, в свою очередь, научится помогать тем людям, которые остались внутри страны. Именно тогда мы будем готовы и к силовому сценарию, к любому из его вариантов, и к гибридному сценарию, и к мирному сценарию изменений в нашей стране, в нашей Беларуси. Только в этом случае мы сможем на что-то повлиять, если мы научимся это сделать и начнем это очень быстро делать сейчас. Спасибо за внимание. Призываю, уважаемые участники и гости конференции, если вы хотите оставаться и продолжать слушать ваших коллег или оппонентов, как угодно, занимайте места в зале, так будет гораздо удобнее. Кроме того, шум, который доносится из конца зала, постоянно мешает и спикерам, и слушателям. Просим вас о проявлении какой-то солидарности, может быть, даже. Спасибо за внимание. Номер 9. В списках команда «Латушки и Рух за свободу». И уже готов выступить Михаил Кирилюк. Прошу. Михаил, отсчитываем 5 минут. Время пошло. Добрый день. Я рыхтаваўся на 15. По якой причине мы зараз не закликаем до узброенной борьбы в Беларуси? Ну, по той же самой причине, по якой мы не закликаем и до мирных протестов. По той же самой причине Владимир Зеленский не закликае жыхароў акупаваных областей до узброенага паўстання. Таму што гэта немагчыма. Калі б Лукашенко опіраўся толькі на свае сілы, большасць беларусаў супраць Лукашэнкі перамагло б любым шляхам, ці мірным, ці ваенным. Але зараз для таго, каб перамагчы расійскую армію, не хапае нават ЗСУ пры падтрымке ЗША і еўразвязу. І тым больш гонар беларусаў, якія ваююць зараз у складзе ЗСУ супраць Расіі. Мы падтрымліваем не толькі рытарычна, але і грашыма. Мы правялі некалькі збораў. Зараз на гэтай цішотцы не палітычны лозунг, а QR-код, праз які вы можете данаціць на беларусаў, якія воююць у ЗСУ супраць Расіі. І я заклікаю вас данаціць тым, хто можа стаць асновай для будучага войска, будучай Беларусі. Але што тады застаецца беларусам, калі мірны пратэст немагчымы і для ваеннага супрацьстаяння няма рэсурсаў?
Няўжо проста сядзець і чакаць, пакуль два усходнія дыктатары проста памруць? Але я лічу, што мы можам і абавязаны рабіць усё, каб набліжаць свабодную Беларусь. І нас пераконваюць у тым, што трэба паслабляць ціск. Але я лічу, што давайте уявім, што мы гэта зрабілі. Крытыкуюць санкцыі. Давайте уявім, што санкцыі адмянілі, што іх няма, як Расія будзе ваяваць, калі няма санкцый. Дыпламатычны ціск. Давайте уявім, што яго няма. І Лукашенко ходзіць да ўсіх дыпламатаў і размаўляе з імі. Прававы ціск. Так, дасягнута не вельмі шмат. 6 ордераў на арышт у Еўропе і 4 у ЗША. Але калі б гэтага не было, усе прадстаўнікі Лукашенка маглі б ездзіць па Еўропе свабодна і лабаваць свае інтарэсы. Я лічу, што трэба не аслабляць, а падвышаць ціск. Калі мы аслабім ціск, то гэта дапаможа толькі Пуціну і Лукашенка, але не палітвязням. Палітвязні зараз гэта тыя людзі, якія зрабілі максімальную пагрозу для Лукашэнкі за ўсе гады яго існавання, за ўсе 30 гадоў. Ён не выпусціць іх, калі мы будзем паслабляць ціск. І на доўгай дыстанцыі Расія прайграе, таму што на доўгай дыстанцыі гэта бітва больш не войск, а бітва эканомік. І хутка здарыцца так, што мы апынемся ў той сітуацыі, у якой апыніўся Савецкі Саюз у 91 годзе. Тады на развал Савецкага Саюза ўплывалі санкцыі, вайна ў Афганістане і дрэнная эканоміка, і тое, што народ не верыў у магчымасць добрай будучыні. І зараз мы маем те самыя фактары, толькі Расія шмат слабей, чым Савецкі Саюз, і супраць Расіі змагаюцца больш. Таму што Савецкі Саюз не быў настолькі дурны, каб пагражаць сусвету ядзернай зброі. І мы апынемся ў той сітуацыі, калі Беларусь будзе вольнай, калі тыя, хто вымушана з'ехаў, могуць вярнуцца ў Беларусь, і тыя, хто зараз за кратамі, могуць выйсці. І тады мы зможам стварыць сапраўдны дэмакратычны парламент. І гэта будзе не канец гісторыі, а пачатак новай гісторыі, таму што і нават тады будзе ў Беларусі моцная прарасійская партыя, як яна была ў Украіне ў свой час. І прапаганда зараз працуе на гэта. Яна мяняе падручнікі гісторыі, яна мяняе навіны і робіць тое, каб перафарматаваць сазнанне беларусаў, каб яны падтрымлівалі іх і пасля сыходу Лукашэнкі. І гэта тое, над чым нам трэба працаваць, бо нягледзячы на тое, што большасць беларусаў супраць Лукашэнка, нам трэба, я лічу, перастаць прапаведаваць тым, хто ўжо на нашым баку. Бо ёсць, можа, траціна беларусаў, якія вагаюцца, і ёсць, можа, 10% беларусаў, якія ў той ці іной форме падтрымліваюць рускі свет. І гэта будзе вялікае вызванне для нас і зараз, і пасля таго, калі ў Беларусі будуць магчымыя свабодныя выбары. Гаспадар Кірылюк, прабачце, але часу больш няма. Дзякуй. Жыве Беларусь. Дзякуй вам. Михаил Кирилюк, команда «Латушки» и «Рух за свободу», номер 9. Добре. 10 номер «Хопить бояться». И я из звуку запрошаю Татьяну Мартынову. Коли яна з нами, не бачу. Господар Кудинов? А, ну так що ж ви. Коли ласка, господар Кудинов. В таким разе. Пошли не по сценару. Не по сценарию. По сценарию. Это я переболитав. У вас списки. Сиходжу. 5 хвилиночек вам. 4,50 вам. Дякую. Да, пробачьте, что без галстука в Минске остался. В 21 году. Я по военной специальности когда-то, я служил в армии, я снайпер. И вот самый лучший сценарий вот такой бы был. Но это из области фантастики пока, сейчас. Один выстрел бы решил все. И окружение бы посыпалось. Карточный домик. Вообще-то я всегда был за силовой сценарий, и когда начинался 20-й год. Я понимал, что эту машину
нам не сломать мирными шествиями и не договориться. Потому что человек, который 30 лет уничтожал оппозицию, который 30 лет занимался тем, что свою личную власть укреплял, он не пойдет разговаривать. И первую кровь пролил он. Он пролил эту кровь уже в 1999 году. Красовский, Гончар, Захаренко. Потом он начал проливать кровь своих оппонентов и дальше. А в 2020 году он просто начал убивать белорусов. Он начал убивать белорусов на Пушкинской площади. Он убил Рому Бондаренко. Он убивает до сих пор в тюрьмах наших лидеров, о которых мы уже давно не слышим. И я думаю, что ключ не в Кремле находится. Ключ находится в Украине для нашей свободы. Почему наша фракция, я не знаю, фракцию назвать, не фракцией, она, скажем так, проукраинская, потому что для меня война началась в 2014 году уже. Потому что у меня тесть, полковник ВСУ, потому что мой сын родился в Днепре, потому что моя вторая семья и моя вторая, грубо говоря, родина – это Украина. И я очень это все хорошо знаю и помогаю с 2014 года. И я знаю, как менялась ситуация даже в Беларуси. 2014 год. Агрессия России в Украину. Мне говорили мои друзья, там же бандеровцы в Украине. Теперь они так не говорят. После 22 года они так не говорят. Они после 20-го так перестали говорить. Вернемся к нашим баранам. Что мы можем сделать? Я за силовой сценарий по той причине, что я за него всегда был. Но я не желаю крови ни одного белоруса увидеть на своей белой рубашке, потому что это страшно. Но другого выхода нет. Какие у нас есть ресурсы? У нас сейчас есть ресурс. Это Координационный совет, который будет. По той причине, что страны, которые стоят на границе с Белоруссией, Литва, Польша, политики тех стран, они прекрасно понимают, что агрессия исходит не только от Путина. Агрессия исходит от того же Лукашенко. Это постоянная провокация и все прочее. И когда говорят, что у нас нет партнеров, которые смогли бы нам помочь в формировании каких-то наших сил, нашего ВСУ, скажем так, белорусского, то они есть в политике. У политиков Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, тех стран, которые знают, что такое Советский Союз и во что и чем он был. Мы должны формировать свои. Тут уже до меня, знаете, мы все начинаем повторяться. Мы не сделаем мирными переговоры, потому что с нами разговаривать не будут, у нас нет ресурса. Но у нас есть возможность делать свою, не армию Андерсона, а боевые отряды, боевые, я не знаю, формирования. Я с удовольствием буду донатить на эти формирования, как я доначу уже с 2014 года в Украину, моим друзьям, волонтерам «Открытое сердце», которые с передка не вылазят, ездят туда постоянно до сих пор. Я с удовольствием буду помогать, не знаю, чем угодно, зная, что мы подготовим определенную базу, которая в какой-то момент у нас будет. Если не делать ничего, тогда и не надо ничего делать. Знаете, посеешь, что и пожнешь. Давайте мы начнем сеять с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня, имея какую-то легитимность. И поэтому, грубо говоря, наша команда, опять-таки повторюсь, с проукраинскими взглядами, видя, многие знают, что такое бомбежки, что такое убийство, что такое... И не хотим допустить этого в Беларуси. Еще, ремарочка. Когда начался... Час пішов, на жаль. Я дякую. Я надеюсь, вы меня услышали. Спасибо. Дякую вам, Євген Кудинов. Хопіць бояться, номер 10. Ми протягуємо, і я запрошую на сцену представника країни для життя, номер 11, Володимир Лауранюк. Будь ласка.
Господар Владимир, 5 хвилин. Вітаю, шановне господарство. Прошу пробачення, буду розмовляти на російській мові, тому що вельми хвалююся, на такой великой публике никогда не выступал. Меня зовут Владимир Лавренюк, как уже сказали, я бывший доброволец полка Клиновского. Когда началась полномасштабная война в Украине, я сразу же с ребятами уехал на войну, потому что я понимал, что Россия, путинский режим, Лукашенко, это все единое. Они объединились против нас. Это наш общий враг. Мы должны его победить хотя бы в Украине. Мы не могли победить его в Беларуси, хотя бы в Украине. Нам нужна какая-то определенная стратегия, которой у нас нету. К сожалению, мы вырабатывали какие-то были планы, что-то еще, но не было единой стратегии освобождения нашей страны. Я вижу, к сожалению, не все понимают, наверное, что такое война и что такое освобождение Беларуси, но я надеюсь, что люди, которые здесь собрались, все понимают. И которые нас смотрят, и вообще все свободные люди, не только белорусы, но и украинцы. Сейчас наш самый главный союзник – это Украина. И он всегда был. Слава Украине! Поступая в Координационную Раду, я как от силового блока, и тоже ребята идут от разных блоков, тоже бывшие добровольцы, мы вместе должны объединиться. Мы вместе должны сделать эту стратегию и победить общего врага. А его можно победить только силовым методом. Никаких договоров с ним не может быть. Мы уже пытались договориться, пытались говорить, но как можно вести переговоры с террористами? А это Лукашенко, Путин и остальные вот эти вот их приспешники, все они террористы. А мы свободные, вольные люди. Слава Украине, конечно. А что касается политики, я не политик, но пришлось им стать. Я считаю так, что люди, которые получают власть, к сожалению, я это вижу, которые получают какую-то даже мнимую власть, они возлагают на себя ряд полномочий и пытаются этим народом, вольным народом управлять, забывая о самом главном, что они должны этому народу служить. Живе Беларусь! Дякую. Дякую велике за виступ. Владимир Лавренюк, «Країна для життя», номер 11. І 12 номер, цікаво, що тут скаже нам молодь. Коли ласка, Елизавета Прокопчик, представник молодевого наступу, номер 12. Запрошаємо. Невеликая замена, тому представься, коли ласка, добре, і я тоді об'явлю 5 хвилин. Добрый день, меня зовут Александр Ратушко-Сикорский, на моем месте повинна быть Лиза Прокопчик, или она залась у самолете, и я зачитаю її зворот, який збольшого можна лічити зворотом від усіх нас. У вас 5 хвилин, коли ласка. Нас часто називають не політиками наш спіс, але оно то і добре, бо можна говорити, що захочемо. І збольшага, што я буду гаварыць, гэта вельмі вялікая занепакоенасць, якая выражаецца ў пытанні, як вы наогул можаце. Як вы можаце сур'ёзна разважаць пра такую трагедыю, як сілавы сцэнар у нашай краіне? Казаць пра гвалт, кроў, як нешта непазбежнае, як нейкі план А. Мы тут, каб сказаць гэтаму плану не. Мы тут, каб прапанаваць вам зрабіць усё, каб да гэтага не дайшло. Рашэнні аб нашай будучыні, хутчэй за ўсё, будуць прымацца не ў нейкіх высокіх пераходных кабінетах. Яны будуць прымацца ў Беларусі. Мы, увесь спіс, будзем вельмі гордымі і ўдзячнымі быць тымі, хто гатовы абараняць сваю краіну. Нават калі гэта прыйдзецца рабіць са зброяй у руках. Што такі сілавы сцэнар? Гэта баявыя дзеянні з ужываннем зброі. Гэта вайна на вуліцах нашых гарадоў, разбураны дамы і загінуўшыя сябры. Так, самаабарона падчас біцця мапаўцамі – гэта неабходная мера. Мы не можам асуждаць тых, хто абараняе сябе і сваіх блізкіх. Але мы адмаўляемся прымаць узброены канфлікт як адзіны спосаб вырашэння праблемы з дыктатурай. Цяжар вайны заўсёды кладзецца на плечы моладзі.
Амаль усе, хто стаіць тут і кажа пра тое, як нам трэба вырашаць свае праблемы, хутчэй за ўсё не кажацца на перадавой. Гэтыя людзі будуць працягваць свае гаворкі, у той час як маладыя людзі, як большасць тут, будзе пакутаваць і паміраць. Мы, моладзь, гэта сучаснасці будучыня гэтай краіны. Мы павінны разумець, што шлях да сапраўдных міру і свабоды вельмі рэдка праходзіць праз вайну. Гвалт спараджае гвалт. Гэта спіраль, якую вельмі цяжка астанавіць і вельмі часта не хочацца астанавліваць. Мы павінны шукаць мірныя спосабы змен, весці дыялог нават з тымі, на каго нам уже брыдка глядзець. Мы павінны будаваць новую Беларусь, дзе правы кожнага чалавека будуць абаронены, дзе не будзе страху ад каго б то ні было, страху гвалту. Выбар за намі. Мы можам выбраць шлях разбурэння і хаосу, або ж шлях да стварэння свету. І мы заклікаем вас не паддавацца на правакацыі, не ісці па шляху найменшага супраціву, так як гэта вельмі часта называюць. Давайте разам будаваць будучыню, і ў гэтай будучыні можам ганарыцца сабой і астатнімі суайчыннікамі. Дзякуй, жыве Беларусь! Дякую, спадар Александр. Я нагадаю, это быў прадстаўнік моладзевага наступа, номер 12. Зараз я попрошу яшчэ раз вывести на экран QR-код, это вельмі важна, для того, каб вы маглі з яго дапамогай, вось ён, калі ласачка. І яшчэ таксама QR-код ёсць у трансляцыі на Ютубе. За намі таксама назіраюць там. Заходзьце і задавайце свае пытанні, якія у вас ёсць да прадстаўнікоў розных каманд і так далей. Наш апошні блок, это будзе блок, які будзе прысвечаны менавіта адказам на вашае пытанне. Ну а зараз я зноўку аб'яўляю невялічкі перапынак, хвілінак на 20, не больш. І пасля гэтага прадстаўнікі розных, давайте назовем іх партыямі. Спісаў, добра, яшчэ не партій, ж такі спісаў. Адкажуць на пытанне, як вярнуць увагу міжнароднай супольнасці да Беларусі. Дзякуй вялікі, 20 хвілін у нас ёсць. Перапынак.
Сябры і сяброўкі, прывітанне яшчэ раз. Дзякую вам, што глядзіце гэты стрым, дзякую, што цікавіцеся такой важнай тэмай, як першыя дэмакратычныя выбары ў Беларусі. Мы адказваем на вашыя пытанні, якія вы пішаце ў слайдо, таму пішыце іх, калі ласка, актыўней, гэта ананімна. І першае пытанне такое. Пытанне да прадстаўнікоў офіса Святланы Ціхановскай у спісе нумар 3. Чаму няма прывітання лідаркі да ўдзельнікаў канферэнцыі? Яе не цікавіць каардынацыйная рада ці выбары пад узроўнем офіса? Ну, па-першае, я хацеў бы заклікаць паглядзець каналы Ціхановскай у Тэлеграме, Інстаграме і іншыя каналы. Там вельмі шмат інфармацыі пра тое, што Ціхановская падтрымлівае гэтыя выбары. Там сёння выйшла інфармацыя 5 прычын, чаму варта галасаваць на гэтых выбарах. Гэта адказы на пытанні для тых людзей, якія маюць нейкія сумневы. Святлана Ціхановская выступае за тое, каб каардынацыйная рада абраная была, таму што гэта вельмі важны орган, які дазволіць дэмакратычным сілам працаваць больш канструктыўна. Я тут прадстаўляю не офіс Ціхановскай, а спіс «Еўрапейскі выбар». І не магу сказаць тэхнічна, як там арганізатары дамаўляліся з Ціхановскай, але хочу сказаць, што яе пазіцыя гэта тое, што вельмі важную функцыю адыгрывае Каардынацыйная рада, і яна падтрымлівае выбары ў Каардынацыйную раду, будзе сама галасаваць і прапануе іншым таксама прыняць удзел. А можна таке яшчэ караценечкае такое пытанне для нашых гледачоў, я яго сустракаю ў каментарах. А чаму сама Святлана Ціхановская не ідзе ў каардынацыйную раду? Чаму яна не хоча балатавацца ці, напрыклад, увогуле стаць, можа быць, чалінай ці лідаркай спісу? Ну, ведаеце, тут даволі простая гісторыя. У нас канфігурацыя дэмакратычных сіл дазваляе падзяліць сферы дзейнасці і адказнасць. І калі Ціхановская будзе засядаць у Каардынацыйнай радзе, яна шмат чаго не зможа зрабіць. Таму Каардынацыйная рада павінна выконваць сваю функцыю, Ціхановская сваю, а аб'яднаны пераходны кабінет сваю. І ў гэтым сэнс. Таму я не думаю, што кожны, хто штосьці робіць, павінен абавязкова балатавацца. Але калі мы бачым, што ёсць неабходнасць каардынацыі больш паспяховай дзейнасці, то тыя структуры павінны быць прадстаўленыя, якія хочуць каардынаваць сваю дзейнасць. Офіс Ціхановскай таксама супрацоўнічае з Каардынацыйнай радай, з кабінетам. І я думаю, што вось у гэтым і сэнс таго, што адбываецца. Ціхановская не мусіць быць усюды. Яна павінна выконваць сваю функцыю. Дзякую вялікі. Гэта быў адказ Александра Дабравольская, спіс нумар 3. Дзякую вялікі. Сябры і сяброўкі, калі ласка, не выключайцеся, праз хвіліну мы вернемся яшчэ з новымі адказамі на вашыя пытанні. І пішыце іх актыўней, мы на ўсё паспрабуем адказаць. Да сустрэчы праз хвілінку. Сябры і сяброўкі, зноўку мы з вами. І на гэты раз пытанне пра 5 лет прошло. Как ваша дальнейшая пустая болтовня поможет победить режим? Нам откажа прадстаўніца блока Прокопьева-Егорова. Добрый день усім. Добрый день, шановные белорусы. Меня зовут Лизавета Кохман, и, як уже сказал Артем, я иду разом с блоком Прокопьева-Егорова на выборы в Координаційную раду. І, адказуючи на твоє питання, хочу почати з того, то бок не на твоє питання, а питання глядачів, звісно, хочу почати з того, що режим, мы не можем развалить режим за один день, это просто немагчыма. Тое, што зроблена, гэта наш досвед і наш фундамент. Мы просто не можем гэтага не паважаць. Але я асабіста лічу, што, конечно, мы павінны замяніць накірунак дэмакратычнай Беларусі. І менавіта таму я іду на выборы ў Координаційную раду разам з блокам Прокопьева-Егорова, таму што мы ставім акцэнт на аб'яднанне дыаспары і мы ставім акцэнт на тым, каб у нас было сваё фінансаванне. Таму што гэта зменіць шмат чаго. Калі беларусы будуць укладвацца і цікавіцца, куды ідуць грошы,
мы будем больш адчуваць сваю адказнасць, а беларусы будуць больш патрабаваць і казаць, што сапраўды трэба, на што трэба сфокусаваць увагу. І думаю, што такім чынам мы зможам змяніць і вось гэтыя 5, як там было напісана, 5 гадоў пустой гаворкі, бліжэйшыя 2 гады мы гэта зменім. А мы будзем за гэтым сачыць. Нагадай, калі ласка, спіс нумар 8. Галасуйце за блок Прокоп'ева-Егорова. Сябры і сяброўкі, галасуйце і пішыце вашыя каментары, а мы паспрабуем на іх адказаць. Да сустрэчы праз некалькі хвілін. Сябры і сяброўкі, ўсё тое ж самае пытанне, але на гэты раз мы пайшлі далей і прыйшлі менавіта да Андрэя Ягорова. І мы проста зараз размаўлялі з вашай прадстаўніцай Лізай, і мы задалі такое пытанне. Гэта пытанне мы задаем не толькі вам, а ўсім. Яно нам прыляцела ў слайдо. Гэта наша ананімная пытанка. Дарэчы, вы таксама можаце пісаць туды свае пытанні, мы іх паспрабуем задаць і адказаць. А пытанне гучыць так. 5 лет прошло. Как ваша дальнейшая пустая болтовня поможет победить режим? Никогда пустая болтовня не помогала побеждать политические режимы. Но если мы будем делать то, что мы делали все эти 4 года, то, безусловно, никакой победы не будет. Сейчас вот что доказала деятельность демократических сил, что если мы не используем новых решений, если мы не делаем что-то другого, категорически нового, не того, что мы делали эти 4 года, то вряд ли нам удастся наращивать свои собственные ресурсы. Именно поэтому мы проводим вот выборы сейчас. Это уникальное явление, это уникальное событие, которое делается. Мы его делаем в изгнании, мы делаем это как электронные выборы, как всеобщие выборы. Мы через это создаем пространство политической конкуренции. Это то, чего не было в демократической политике. И я думаю, что это только первый шаг к главной задаче, которую мы должны решать — создание массового политического движения. І фінальне пытанне, калі можна. Скажыце вось літаральна 1-2 сказы, чаму людзі мусяць галасаваць за ваш спіс? Потому что наш спіс мае самую рэалістычную праграму таго, што трэба рабіць. Мы ведаем, з чаго трэба пачынаць і куды ісці. Мы бачым сваё апірышча сёння на масавы рух беларускай дыяспары, які мусіць канвертаваць свае чалавечыя, фінансавыя, арганізацыйныя рэсурсы ў змены Беларусі і спрыяць таму, каб гэты рух паўстаў таксама і на тэрыторыі Беларусі. А дзе людзі могуць паглядзець вашу праграму? На сайце, дзе выкладзеныя ўсе праграмы ўсіх палітычных спісаў. Зазірайце на сайт Координацыйнай рады, вы зможаце знайсці ўсе неабходныя спасылкі там. Дзякуй вялікі, Андрэй. Спіс нумар 3. Спіс нумар 8. Прабачаюся, спіс номер 8, блок Прокоп'ева-Егорова. Дзякуй, сябры, і мы пайшлі зноў за адказамі на вашыя пытанні. Дзякуй вялікі.
Спасибо тем, кто внял, кто услышал меня и занял свое место в зале. Призываю сделать это еще раз. Пожалуйста, время потом попить чайку, кофейку, побаловаться печеньками будет. Обязательно будет еще перерыв. Сейчас время выступлений спикеров, представителей своих команд, которые баллотируются на этих выборах. В этом блоке, вернее, в этой части второго блока, как вернуть внимание международного сообщества? Вот ответ на этот вопрос мы хотим услышать от наших спикеров. Не будут выступать представители второго номера в списке объединения «Воля» и 6-го номера «Голос диаспор». Их не будет, заранее предупреждаю. Ну а первый номер есть. Команда «Солидарность». И я приглашаю на сцену ее представителя Сергея Веремеенко. Пожалуйста, Сергей, прошу. Замена. Замена. В таком случае замена. Команда та же, солидарность та же. Евгений Дудкин. Прошу. Пять минут. Вітаю господарства, кого ще не бачив. Спадзяюся, все адпачылі пасля кавы паўзы. Сапраўды вельмі шмат пытанняў да таго, як узняць у міжнароднай павесы дня эту беларускую праблему. Але ж вырашэнне гэтай праблемы залежыць ад саміх замежных партнёраў, бо слухаюць-то яны нас. І мы хочам зваротнай сувязі ад іх. І гэты ўзровень інтарэсу будзе залежаць хутчэй за ўсё ад узроўня выклікаў, якія нясе, напрыклад, беларускае пытанне. Сёння ў свеце шмат розных выклікаў, на якія звяртаюць увагу нашы замежныя партнёры. Гэта расійска-украінская вайна, гэта вайна ва Ізраілі, гэта таксама і пытанне Китая да Тайваня. А што рабіць вось з беларускім пытаннем? Беларускі нацыянальны рух у 2020 годзе быў падтрыманы. Тут трэба паглядзець, што сталася прычынай гэтай падтрымкі. Гэта шырокі нацыянальны рух. Ці магчыма яго зараз аднавіць у Беларусі? Не. Але яго можна узняць за межамі. І падобная гісторыя была ў 19 стагоддзі пасля паўстання Кастуся Каліноўскага. Вялікія рэпрэсіі ў Беларусі. І не толькі, у Літве і ў Польшчы. Але на эміграцыі вялікая арганічная праца. І гэта вялікая арганічная праца тычылася не толькі як адукацыі, культуры, але і стварэння сваёй нацыянальнай эліты. Фактычна захавання нацыі. І вось гэтая эліта займалася ў будучнім у час адкрыцця акна стварэнняў вайсковых падраздзяленняў. Пытанне да нас. Ці мы, беларусы, бачым час, што трэба рабіць? І ці рыхтуемся да таго моманту, калі гэты час адкрые нам нейкае акенца? Пытанне гэта рытарычнае. Але адказ на гэтае пытанне ёсць. Умовы. Як зрабіць так, каб сапраўды замежнікі ўбачылі тым, што нам трэба дапамагаць, нават калі няма шырокага нацыянальнага руху ў Беларусі. Умовы дыктуюць важную рэч. Нам патрэбна кансалідацыя беларускага грамадства, і найперш за ўсё на эміграцыі. Калі мы засведчым, што мы кансалідаваныя, што мы маем магчымасць выбіраць палітыкаў у каардынацыйны цэнтр, каардынацыйную раду, браць, яны могуць гэтай палітыкі адказнасць і несці адказнасць, тады беларусы будуць зажываны розныя ініцыятывы. Тады будуць замежнікі бачыць у нас адказных людзей, адказных палітыкаў, якія думаюць не на 1 год, як кагосьці, а большасці з нашых людзей беларусаў кармілі абяцаннямі, што вось, хутка зараз пераможам. А дзе план Б, калі не пераможам? А хто за гэта несе адказнасць? Усё ж такі пытанне гэтае
якое тычыцца умовы, звязана перш за ўсё з тым яшчэ, што нам трэба мець гнуткую палітыку з кожнай краінай, дзе пражываюць беларуская меншасць, дзе пражываюць беларуская дыаспара. Навучыцца зацікаўліваць нашых замежных партнёраў, каб бачыць у беларусаў тых, хто не толькі працягвае руку дапамогі і пастаянна просіць, бо палітыкі не вырашылі гэтае пытанне, не падумалі на некалькі гадоў наперад, а ўбачыць у гэтых людзей тых, хто інтэгруецца ў гэтае грамадства. І нават калі хтосьці з беларусаў не з'едзе, гэтыя беларусы будуць часткай таго моста паміж адной краінай і Беларусю, будуць пасламі добрай волі у бізнесе, то бок эканоміка, культура, адукацыя. Гэта мы можам зрабіць. І гэта часткова атрымліваецца. Нам трэба вучыцца кампрамісам. Спачатку УКР, а потым КР вучыцца кампрамісам з замежнымі партнёрамі. Камісіі, такія як па мясцоваму самакіраванню, дапамогуць нашым дыаспарам налажваць гэты кантакт. Можа быць, ужо дзесьці лепшыя кантакты, чым ёсць у КР з прадстаўнікамі мясцовых улад. Але толькі тады, калі дыаспара будзе камунікаваць з выбранымі яшчэ прадстаўнікамі УКР, гэта толькі умоцніць нашу пазіцыю. Часу няма. Таму дзякую ўсім за ўвагу. Жыве Беларусь. Спіс номер 1. Дякую. Спіс номер 1. Солідарнасць, Євген Дудкін. Мы працягваем. Я яшчэ раз нагадваю вам, што нумара другога не будзе. Волю па гэтай тэме ніхто не прадставіў, але воля ёсць в спісе номер 2. Зараз запрашаю на сцэну Стасю Гліннік, прадстаўніцу еўрапейскага выбару, нумар 3 у спісе, калі ласка. 5 хвілін, пачынаем. Паважаныя калегі, дарагія сябры, міжнародная падтрымка з'яўляецца адным з ключавых фактараў у нашай барацьбе за свабоду і дэмакратыю. Наш спіс лічыць, што будучыня Беларусі еўрапейская, і таму галоўнымі партнёрамі ў нашай барацьбе з'яўляюцца заходнія дэмакратычныя краіны. Думаю, таямніцы я тут не адкрываю, і я б хацела перафармуляваць назву гэтай панэлі, таму што ніяк вярнуць увагу да Беларусі яна ёсць, а як яе пашырыць і ўзмацніць. І ў сваім выступе я б хацела засяродзіцца на тым, што робіцца ўжо, і як мы разам можаць узмацніць агульную справу. Пункт 1. Будаванне сталых сувязяў з еўразвязам. У сітуацыі, калі пытанне для свету стала не гуманітарным, а геапалітычным, а знешняя сітуацыя выглядае так, што пратэст падаўлены, нам важна не проста не згубіць тыя пазіцыі, якіх мы дасягнулі за гэты час, але таксама іх узмацніць сталымі сувязямі з еўрапейскімі структурамі і дыпламатамі, а таксама замацаваць еўрапейскі выбар Беларусі ў палітыка-прававых дакументах еўразвязу. На сённяшні дзень групы падтрымкі дэмакратычнай Беларусі створаны ў 24 парламентах Еўропы і за яе межамі. У тым ліку ў еўрапейскім парламенце. Колькасць такіх груп расце. У сакавіку 24 года дэпутаты парламента Балгарыі ініцыявалі працэс стварэння двухпартыйнай парламенцкай групы, вядуцца перамовы з іншымі краінамі. У гэтым месяцы Роберта Мецола і Светлана Ціхановская падпісалі дамову аб супрацы паміж Еўрапарламентам і дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Еўропа стала другім домам для шмат каго з нас, падтрымлівае свабодную Беларусь, дапамагае усялякімі мажлівымі спосабамі, і наша задача зрабіць так, каб гэтая падтрымка працягвалася. Камунікацыя з Еўропай не павінна і не можа сыходзіць толькі ад спадарання прэзідэнткі-элект. Координаційная рада мусіць быць платформай, якая забяспечвае працяг палітычнага дыялогу з Еўропай, стварае сумесныя праекты, ініцыюе новыя праграмы падтрымкі, праводзіць рэгулярныя сустрэчы з еўрапейскімі палітыкамі, дэпутатамі і усімі зацікаўленымі палітычнымі асобамі. Важна, каб не толькі Святлана Ціхановская была з візітамі ў замежных краінах, але каб Координаційная рада арганізоўвала самастойна сустрэчы міжнародных палітыкаў з палітвязнямі, добраахвотнікамі, журналістамі, грамадзянскім сектарам Беларусі. Мы прапануем дзеля гэтага свае кантакты ва ўсіх структурах, падрыхтаваную базу дакументаў, арганізацыйнай здольнасці. Мы забяспечым удзел Координаційнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, кантактнай групе Рады Еўропы і кансультатыўнай групе ЕС,
А таксама будем вести кампанию об надании официального статуса белорусской символики у европейских парламенте. Белорусская мова у Европарламенте. До речі, у нашем списе знаходится Виталь Гаурук, дзейны депутат парламента Молдовы, старшыня парламентской группы сяброўства з дэмакратычнай Беларусью. Таксама у нашем списе Виталь Молчанов, представник демократичных сил Эстонии и Латвии, Александра Мамаева, координаторка народных амбассадов Беларуси и Словении. Пункт 2. Скоординованное дзеянне. Давайте шчыра, у своих программах амаль усе спісы прапануюць вельмі падобныя рэчы. Паміж намі няма амаль каштоўных рознасцяў, а конкуренция часто базуется на асабістых адносінах. Я звяртаюся зараз да тых, хто ідзе ў координацыйную раду дзеля координации дзеянняў, дзеля набліжэння свабоднай Беларусі, дзеля пашырэння дэмакратычных практык і каштоўнасцяў. Давайте працаваць разам. Мы з вами павінны стаць партнёрам усім актыўным дыяспорам. Калі сумесным рашэннем вызначана, што мы дамагаемся будь то санкцый, вырашэнняў пытанняў легалізацыі, візаў, стыпендый, то ўсе актары дэмсілаў павінны працаваць у гэтым накірунку кожны на сваім узроўні, з прыцягненнем міжнародных партнёраў, падтрымліваючы сувязь паміж сабой, незалежна ад сваіх асобных амбіцый ці поглядаў. 3. Важнасць інфармацыйнай падтрымкі. Тое, як часта і якасна Беларусь будзе згадвацца ў навінах, у значнай ступені залежыць ад нас саміх. Мы мусім працягваць інфармаваць міжнародную супольнасць пра рэальную сітуацыю, пра рэпрэсіі, пра палітычных здаволеных, пра парушэнні правоў чалавека. Для гэтага выпрацаваць сістэму распаўсюду інфармацыі пра Беларусь сярод міжнародных СМІ, супрацоўнічаць з тых кампаніямі, забяспечыць шырокую прысутнасць координацыйнай рады ў соцсетках, наладжваць стасункі з журналістамі, запрашаць іх на падзеі, якія арганізуюць беларускія дыяспоры. Дарэчы, колькі прадстаўнікоў міжнародных медыа знаходзіцца сёння тут разам з намі? 1. Грамадзянская супольнасць і міжнародныя арганізацыі – гэта пункт 4. Наша задача не толькі падтрымка палітычных інстытутаў, але і шырокая падтрымка беларускай грамадзянскай супольнасці. Час надышоў. Мой 4 пункт – это падтрымка грамадзянскай супольнасці, і 5 пункт – супраца з дыяспорамі. Падрабязнасці будуць тут в соцсетках. Спіса номер 3 – еўрапейскі выбар. Галасуйце за спіс номер 3. Жыве Беларусь! Дякую, дякую. Стася Гліннік, еўрапейскі выбар номер 3. І асабіста дзякую вам за тое, што вось пра медыа узгадалі, нягледзячы на тое, што не наше, не пра нас, але ўсё ж такі слова медыа прагучала. Дзякуй, вялікі. Працягваем. Наша справа. Віталь Рымашэўскі, номер 4 у спісе. Калі ласка. Все зараз зробім. Да, я прошу поставьте презентацию, которая была у Розы зараз, для того, каб людзі маглі пабачыць тое, што прапануе наша справа тут і цяпер. Сябры, калі я чую выступы часам беларускіх дэмакратычных палітыкаў, як у нас все добра, цудоўна, як нас все слухаюць і паважаюць, мне падаецца, што мы жывем в двух розных краінах. Як вярнуць увагу замежнай супольнасці для Беларусі? Адказ просты. Для пачатку трэба вярнуць увагу і падтрымку большасці беларусаў да таго, што мы робім. Для этого трэба зрабіць усяго толькі 3 простых, але неабходных рэчы. Першае – адмовіцца ад палітычных пражэктаў і прызнаць свае памылкі. Што мы сёння чуем на міжнароднай супольнасці? Пашпарты новай Беларусі, міжнародны трыбунал, план А, план Б. Сябры, колькі можна? Вы думаеце, беларусы яшчэ вераць, што гэта рэальна? Давайте пачынаць казаць і рабіць тое, на што мы можам паўплываць і чаго мы рэальна можам дапамагчыся. Таму што сёння беларусы дэ-факта прызнаны нацыянальнай пагрозай літоўскай дзяржавы. Не режим Лукашенко, простыя беларусы, которые не могуць трапіць, которые дыскрымінуюцца просто по прынцыпу грамадзянства. А мы маўчым, мы радуемся, як шмат увагі, калі нашы лідары прыязджаюць у замежныя камандыроўкі. Якія вынікі? Большасць санкцый, которые введены, яны дзейнічаюць не супраць режима, супраць простых беларускіх грамадзян, которые сёння стаяць на мяжы з еўразвязам. Пункт номер 2. Нарэшце даць слова тых, каму мы прадстаўляем, наўпрост прадстаўляць свае інтарэсы. Перадусім я кажу пра байцоў палка Каліноўскага і іншых добраахвотнікаў. Няма ніводнай міжнароднай сустрэчы, на которой бы я не чуў пра тое, які полк Каліноўскага добры, якія беларускія добраахвотнікі. Дык давайте дадзім ім слова самім прадстаўляць. Я заклікаю зрабіць першы крок уже сёння.
прагаласаваць за тыя спісы, у которых ёсць гэтыя беларускія добраахвотнікі. І нарэшце трэці пункт, і он таксама вельмі просты. Сёння нашыя лідары дэмакратычныя, розныя арганізацыі прыязджаюць да міжнароднай супольнасці з пунктам з 20 патрабаванняў, вялікім спісам. План А, план Б, пашпарты і яшчэ шэраг рэчаў. І што міжнародныя партнёры на это кажуць? Сябры, да вы вызначыцеся з прыярытэтамі нарэшце. Тыя прыярытэты, которые сёння прапануе наша справа, яны простыя. Першае, не жалезнай заслоне паміж Беларусю і Еўрапейскім звязам. Я сёння прапаную кожнаму з вас зрабіць просты маленькі крок. Тут і цяпер. Падпішыце петыцыю зварот да польскіх уладаў, каб у Польшы не сталася тое ж самае, што ў Літве. Магчымасць вандраваць, працаваць, вучыцца для беларусаў у еўрапейскім звязе без дыскрымінацыі – это тое, чаго мы можам дабіцца і дасягнуць. І два астатніх прыярытэты – это падтрымка тых, хто сёння ваюе на перадавой ва ўкраіне, баронячы нашу свабоду і незалежнасць, і падтрымка тых, хто сёння на перадавой унутры канцлагера, унутры Беларусі, таксама бароніць нашу з вами незалежнасць. Мы сёння з'яўляемся памагатымі гэтых людзей. Давайте ім будзем служыць. Мы прайгралі рэжыму пакуль што. У нас няма Міністэрства адукацыі, абароны, ілюзорна казаць пра тое, што мы іх пабудуем, гэтае міністэрства за межамі. Але ў нас ёсць Міністэрства замежных спраў. Сёння сапраўды нас слухаюць, дык давайте думаць пра тое, што мы кажам. Давайте пытацца простых беларусаў і лабіяваць іх праблемы. Тое, што мы прапануем, гэта праграма не толькі нашай справы. Мы сёння з адкрытай рукой. Офіс, аб'яднаны пераходны кабінет, уся каардынацыйная рада, мы лічым, што гэтыя тры прыярытэты павінны быць галоўнымі, і тады мы даможемся рэальнай падтрымкі з боку еўрапейскага звяза да ўсіх беларусаў, которые засталіся ў Беларусі, а таксама тых беларусаў, которые знаходзяцца сёння в эміграцыі, в вымушанай эміграцыі. Не жалезнай заслоне паміж Беларусю і еўрапейскім звязам. Жыве Беларусь! Дякую, дякую, спадар Рыбашэўскі. Нагадваю, чацвёрты ў спісе. Наша справа зараз номер 5. Закон и правопорядок. Александр Ракицкий. Калі ласка. И у вас 5 хвилин. Добрый день. Постараюсь очень коротко. Вернуть, расширить, укрепить внимание международной общественности к Беларуси могут только активные действия белорусов, направленные на изменение ситуации в стране. Какую роль в подготовке и организации этих действий может сыграть Координационный совет? Я верю, убежден и надеюсь на то, что те представители тех списков или блоков, которые пройдут в Координационный совет, в конце концов, отбросив свои личные амбиции, неприязни, разработают программу белорусского национально-освободительного движения и незамедлительно приступит к ее реализации. Совместно с Объединенным переходным кабинетом и национальным лидером Светланой Тихановской. Если это не произойдет, мы можем забыть не только о внимании международной общественности, но и о самой Беларуси. Дякую за увагу. Живе Беларусь! Дякую вялікі. Дякую вялікі. Яшчэ раз нумар 5. Закон і правапарадак. Александр Ракицкі. 6-го нумара няма. Не будзе яго выступу сёння па гэтай тэме. Это голас дыяспор. І таму мы ідзем далей. Нумар 7. Незалежныя беларусы. Запрашаю Максима Шабуцкага. Ізноўку сустракайце. Час пошел. Калі ласка. Благодарю. Коллеги, прошу прощения за толику сумбура. Я послушал предшественников, и я не буду говорить то, что я хотел сказать изначально. У нас, знаете, Координационный совет идет огромное количество блогеров, поэтому я начну, наверное, с понятной аллегории. Знаете, чем хороший блогер отличается от плохого? Когда у блогера падают просмотры, и он хочет вернуть свою аудиторию, плохой блогер, он начинает нагнетать эмоциональную составляющую в своих видео, начинает там какой-то деструктив, начинает использовать какие-то кликбейтные названия и далее. Хороший блогер, он просто начинает делать более качественный контент. И здесь, на самом деле, мне кажется, это наша самая большая проблема, не решив которую,
мы не привлечем внимание никакого международного сообщества, когда ведущий конференции 4 раза вынужден призывать к тишине, вот эта проблема. И начинать нужно с себя, начинать с Координационного совета и начинать с привлечения внимания белорусов. Потому что на самом деле это проблема. И то, что эта конференция не вызывает огромного отклика в сердцах белорусов, в этом виноваты только мы. Уважаемые коллеги, это мы довели ситуацию до такого. Это не Лукашенко сделал, это сделано нашими руками. И я скажу, очень маркер хороший, это наша команда. Я буду выступать, я еще вас удивлю, я еще и 3-й раз буду выступать, потому что люди к этому, апатично. У нас хорошая команда, не вздумайте сказать, что там кто-то боится. У нас люди прошли тюрьму, у нас воевали люди, у нас 5 блогеров, у нас есть людям что сказать, но просто на уровне внутренней химии эта конференция, она не ассоциируется с чем-то важным, что она может на что-то повлиять. И это самая большая проблема. Решить проблему с привлечением международного сообщества – это крутая задача. Это реально крутая задача. Как и остановить войну, накормить Африку, спасти озоновый слой планеты. Давайте делать то, что мы можем делать. Давайте строить фундамент и начинать в первую очередь с себя. И я искренне уверен, что если мы хотим навести порядок в стране, то для начала нужно убрать у себя в квартире. И никак по-другому. Благодарю за внимание. Максим Шабуцкий, Незалежные белорусы, номер 7. Далее 8-й номер блок Прокопьева Егорова. И я запрошаю на сцену господарыню Весту Свенсон. Может быть, перед тем, как время ваше еще не началось, я еще раз призову и вас, уважаемые друзья, кто находится в зале, и наших зрителей онлайн. Задавайте вопросы, если они у вас есть. Задавайте вопросы любому из тех, кого вы здесь сегодня слышали, и не только. С помощью специальной программы, и если сейчас мы покажем QR-код, это важно напоминать время от времени, важно как-то эту активность. Дайте, пожалуйста, QR-код. Одну секундочку. Вот он на экране. Да, поднесите телефон. На экране у тех, кто смотрит нашу трансляцию, он тоже появился. Это абсолютно безопасно. Поэтому там не надо регистрироваться. Просто заходите и задавайте любые вопросы. Почему на конференции нет Павла Усова или Зенона Поздняка? Какой замечательный вопрос. Но ответы на все вопросы в последнем блоке. Прошу прощения, что отнял время. У вас 5 минут. Прошу. Спасибо. Меня зовут Веста Свенсон, и я выступаю из блока Прокопьева-Егорова. И у меня спросили такой вопрос. Что мир видит, когда они смотрят на Беларусь? Я могу ответить за США, где я живу. Вот мой белорусский паспорт. Этот герб здесь, он у нас с 1937 года. На нас смотрят как самое советское из постсоветских стран. Но 20-й год – это было чудо. Мы показали, что мы нация, что мы влияем какими-то демократическими нормами, и что мы способны воевать за это. Я историк, и как историк я понимаю, что всегда есть исторические моменты, когда возможность что-то поменять. И у нас сейчас, здесь, на этой конференции, у нас возможность определить, кто мы такие, что такое новая Беларусь. В нашем блоке люди, которые живут в 15 странах. Мы разные специалисты, у нас разный опыт. И мы это все надеемся принести в КС. Я надеюсь, что мы построим новую культуру в КС. Культуру уважения друг друга, и мы будем подчеркивать друг друга опыт. Мы можем строить культуру результатов и прозрачности. Мы можем строить сильную, объединенную диаспору и эффективный КС. Когда началась война в Украине в 2022 году, то, что я заметила, это их медиастратегию. Они подняли бренд всей страны. Они показали человечность, объединенность и оптимизм украинцев. Мы это тоже можем повторить. Они так субвертировали нарратив России. Мы то же самое можем сделать, но даже лучше. Как? Сначала нам надо объединенная, эффективная, сильная диаспора. Нам надо медиастратегия, и мы опытны в этом. Нам нужен оптимизм, результаты и прозрачность. Где у нас сложности? У нас короткое окно внимания, и у нас, к сожалению, сейчас такой имидж сотрудников войны и агрессии. Нам надо эту историю разрушить.
Нам надо показать наших добровольцев, наш потенциал, демократические нормы и достижения наших диаспор. У Светланы Тихановской есть уникальный голос и уникальная роль. Нам надо ее поддержать, опубликовать ее работу, помочь ей и подсказать, где возможности в наших странах, где мы проживаем. Каждый делегат должен быть евангелистом наших белдемсил. Мы должны строить отношения с государствами на месте, где мы проживаем. Мы должны искать подход, потому что мы те, кто знаем, как общаться с этими людьми, с этими государствами, и мы можем строить эти отношения, им напоминать каждый месяц, каждую неделю, что такое Беларусь. И так мы можем обсуждать наших политзаключенных, виз и умные санкции. Вот пример меня. Я живу в США, я провожу очень много времени в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Я там могу находить бизнес-лидеров, я могу иметь подход к государству, и у них будет ассоциация новой Беларуси с моим лицом. У меня язык, который они понимают, я их и я ваша. И мы каждый можем то же самое сделать в местах, где мы живем. Кроме того, я начинаю докторскую работу в Браунском университете и провожу очень много времени в Гарварде и в Йеле. Там я общаюсь с лидерами мнения. И я еврейка, я в еврейских кругах. Это круги, которые начали отказники, и они очень эффективны, там все друг друга знают. Я могу им напомнить, что такое новая Беларусь. Мы знаем публику стран, где мы проживаем, и это место, где мы должны говорить о демсилах. Мы должны искать подход, мы должны строить отношения на месте, и мы должны слушать наших диаспор и опубликовать результаты нашего КС. Когда выборы закончатся, работа начнется, и у нас будет ответственность к нашим избирателям и к их голосах. У нас ответственность, уважение к друг другу, и мы должны быть евангелистами наших демсил Беларуси. Нам надо строить эффективную медиастратегию и работать вместе, быть влиятельной, объединенной диаспорой. Это наш исторический момент строить нашу новую Беларусь. Живе Беларусь! Дякую, спадарня Свенсон. Нагадаю, блок Прокопьева-Егорова номер 8. 9 номер в списке команда «Латушки и Рух за свободу». И на сцену уже поднимается Юрий Губаревич. Коли ласка. Час пошел. Просим. День добрый. У выступе одного з попередніх колегаў з выбарчых спісаў прагучала адказ на пытанне, хто вінаваты ў тым, што міжнародная увага да Беларусі спадае. Адказ это быў, што сама міжнародная супольнасць, якая не хоча альбо не можа чуць беларусаў. Але пачутыя могуць быць толькі тыя, хто умее і хоча прамаўляць, хто умее артыкуляваць свае інтарэсы. Для беларусаў вось гэтыя выбары ў каардынацыйную раду гэта такі дастаткова сур'ёзны іспыт на сталасць як нацыі. На тое, каб паказаць всему свету, што праблемы беларусаў, яны існуюць рэальна, што гэтыя праблемы патрабуюць вырашэння і дапамогі, што вырашэнне гэтых праблем залежыць не толькі ад нас саміх, але і ад міжнароднай супольнасці, якая дэкларуе дэмакратычныя каштоўнасці і жаданне следаваць гэтым каштоўнасцям. Літаральна тыдзень застаўся да таго, як адбудуцца выбары, мы паглядзім, наколькі беларусы будуць актыўныя, велізарнае спадзяванне, што это будзе менавіта так, што тыя людзі, якія хочуць бачыць Беларусь дэмакратычнай, яны знойдуць магчымасць, нягледзячы на все цяжкасці, прыняць удзел у галасаванні. Беларусы ўжо не адзін раз засведчылі, што яны здольны да салідарнасці. Збор у падтрымку палітвязняў, які адбыўся ў мінулым годзе, літаральна за дзень, грамадная сума, людзі адгукнуліся з розных краінаў, у тым ліку з Беларусі. Яны змаглі прыняць удзел, яны пералічвалі праз тыя бяспечныя сродкі гэтыя грошы і паказалі, што так, яны здольныя дапамагаць адзін адным. Но бываюць і іншыя прыклады. Ось літаральна зараз мне распавялі пра сітуацыю ў Чэхіі,
дзе ёсць агромная колькасць праблемаў у тых людзей, якія з'ехалі. Яны маюць праблемы з легалізацыяй, перадусім яны маюць праблемы з атрыманнем візаў для студэнтаў, якія навучаюцца ў Чэхіі, для сваякоў. Мясцовая беларуская супольнасць арганізавала сустрэчу з дэпутатам чэшскага парламента. Як вы думаеце, колькі людзей прыйшло на гэтую сустрэчу? Толькі 4 чалавекі. Які сігнал мы самі падаем Еўрапейскаму звязу адносна таго, што ў нас ёсць пытанні, якія патрабуюць дапамогі ў вырашэнні? Пытанне, конечно, не да тых людзей, хто забрался сёння ў гэтай зале, бо тут людзі, якія пайшлі на рызыку, якія уяўляюць, якой будзе адказнасць за ўдзел у выбарах у каардынацыйную раду, і гэтая адказнасць, праблемы з боку рэжыма, яны з'яўляюцца ўжо ў гэтыя дні. Но тым не менш, мы праявілі сваю волю, мы праявілі сваё жаданне быць прадстаўнікамі інтарэсаў Беларусі. У праграме выбарчага спісу нумар 9 каманда Паўла Латушкі і Рух за свабоду ёсць 5 канкрэтных пунктаў, што рабіць дзеля таго, каб інтарэс да Беларусі не знікаў, каб гэты інтарэс павялічваўся. Перадусім, гэта тэза «Нічога пра нас без нас». Беларусы мусяць быць пачуты на ўсіх узроўнях, на ўсіх міжнародных сустрэчах, на самітах, дзе ўздымаецца пытанне Беларусі. І роля каардынацыйнай рады тут таксама будзе выключна важная. Еўрапейскі выбар для Беларусі. Калі мы не прадэкларуем жаданне жыць у аб'яднанай Европе, быць часткай еўрапейскай сям'і, ніхто на нас не зверне ўвагу з боку Еўрапейскага Саюза. І зараз у нас ёсць унікальная магчымасць. Это сотні тысячаў амбасадараў Беларусі, людзей, якія былі вымушаны пакінуць краіну, але якія ведаюць, што такое жыццё ў аб'яднанай Европе і могуць ретрансляваць гэтую інфармацыю ўнутр краіны. Падтрымка Украіны ў вайне супраць Расіі. Так, мы робім шмат, но, на жаль, нас не чуюць. Мы мусім быць больш выразнымі ў тым, што мы робім, а пахваліцца насамрэч ёсць чым. Стварэнне групы стратэгічных партнёраў Беларусі. Велізарная колькасць паездак па Еўрапейскаму звязу, Светланы Ціхановскай, прадстаўнікоў кабінета, але ёсць тыя краіны, якія мяжуюць з Беларусю, якія мусяць бачыць прывабнасць в образ еўрапейскай і дэмакратычнай Беларусі. Прасцей інвеставаць зараз у дэмакратыю Беларусі, чым траціць 2,5 мільярды еўра на ўмацаванне абароны на мяжы з Беларусі, як военной пагрозы пры кіраванні рэжыма Лукашэнкі. І 5 пункт – это міжпарламенцкае супрацоўніцтва. Так, 26 краінаў-партнёраў, но для кожнай краіны мусіць быць партнёр унутры каардынацыйнай рады, той чалавек, які будзе адказваць непасрэдна за кантакты і падтрымліваць гэтыя кантакты. Галасуйце за выбарчы спіс нумар 9, каманда Паўла Латушкі і Рух за свабоду. Дякую, дякую. Юрий Губаревич, номер 9, команда Латушки и Рух за свободу. Мы идем далее, и я запрошаю на сцену номер 10 у списе, представника номера 10, хопить бояться, Иван Подрез. Добрый день. Спасибо, Костя. Всем привет, меня зовут Ваня. 5 хвилин. Я бачу, так, дякую. Меня зовут Ваня, я не профессиональный политик, поэтому я расскажу просто несколько историй из своей жизни, из своей личной практики по заявленной теме. В феврале 2022 года мне пришлось жену с ребенком возить из Харькова. Харьков очень сильно утюжили. Оккупанты, они там стояли буквально за кольцевой дорогой. Пришлось вывезти их сюда, в Польшу. И, собственно, в Польше мы и остались. И с моей женой приехала еще и тетя. Обычная харьковчанка, которая очень мало знала о Беларуси. И там в один из первых вечеров, когда мы собрались уже в Троемясте ужинать, я выслушал весь тот набор претензий, которые у многих украинцев к белорусам есть до сих пор. От вас летели ракеты? Летели, да, летели. Летели дроны? Летели. Убивали наших людей? Убивали. В 2020 году вы стояли на лавочке в носочках. Почему вы ничего не сделали? Почему вы ничего не делаете сейчас? Этот набор претензий был высказан. Я не стал с ней спорить тогда в первый вечер. Я просто нашел Белсат и сказал: Ирина Анатольевна, вот садитесь и смотрите. Садитесь и смотрите, что происходит в Беларуси. Потом она стала смотреть «Обычное утро», она очень любит Костю Каверина теперь тоже, да. И Люду Милославскую. И теперь в Троемясте нету большего адвоката
белорусщины, белорусских наших ценностей, чем это обычная украинка, обычная харьковчанка. И я вам скажу так, для возвращения внимания к белорусскому вопросу лучших союзников, чем украинцы, у нас нет. И более внятного и громкого голоса, чем голос украинцев, у нас нет и в ближайшей исторической перспективе не предвидится. Почему? Потому что история Европы и будущего Европы пишется сейчас в траншеях под Харьковом и в Часовом Яре. И, собственно, почему я в списке номер 10, почему я в списке Татьяны Мартыновой? Потому что именно Татьяна Мартынова на протяжении 2,5 лет уже делает так, чтобы белорусов слышали в Украине, слышали украинцы, и потом, причем на всех уровнях, включая Раду, Совет Министров, и потом этот белорусский вопрос поднимали. Мы можем уже сейчас увидеть эволюцию взглядов украинского истеблишмента на белорусский вопрос, даже там, посмотря по последним высказываниям Владимира Зеленского. Отчасти в этом есть заслуга Татьяны Мартыновой и других создателей контента, которые над этим работают в Украине непосредственно. Первый и самый важный момент и пункт для того, чтобы белорусский вопрос не уходил с повестки, это заручиться поддержкой союзников в лице украинцев, которые бы сами стали, в том числе, нашим голосом. Лучше союзников, чем украинцы, и круче союзников, чем украинцы, у нас нет и не будет. Вторая история из жизни. Я сейчас живу в Сопоте. На мэрии Сопота до сих пор висит бело-красно-белый флаг. Там висит флаг Украины и наш. И надпись на баннере «Сопот солидарен с Украиной и вольной Беларусью». Это, наверное, один из очень немногих городов Польши, где до сих пор бело-красно-белый флаг висит. Когда-то их было много, сейчас их нет. Почему он там висит и почему так происходит? Да, конечно, Тrójmiasto – это родина польской солидарности, и в поляках очень сильно резонирует белорусский вопрос. Но это происходит еще и потому, что там очень классная, активная, хорошая комьюнити белорусов, которые взаимодействуют с местными властями. Это не моя заслуга, я им просто чуть-чуть иногда помогаю. Но флаг там висит, потому что обычные люди делают какие-то совместные проекты с местными властями в Сопоте. Они не дают им забыть о своем существовании. И у поляков это все отзывается, поэтому там до сих пор висит бело-красно-белый флаг. Поэтому со своей стороны, со стороны нашего списка, мы бы предложили два основных пункта. Первый, самый главный, это продолжение, усиление работы с украинцами, формирование контактов, дружбы и создание условий, при которых украинцы бы сами смогли стать нашим голосом. И второе – это координация, раз уж все-таки совет координационный, координация горизонтальных связей между комьюнити белорусов по всему миру. Есть много отличных инициатив, много отличных ассоциаций, эффективных, которые работают, на которых мы просто мало знаем. Их нужно поднимать, их нужно показывать и координировать действия между ними. Два основных пункта. Ну и третий, конечно, не забывать про медиа. Я Константину еще раз лично хочу сказать спасибо за его работу тоже. И всем контент-креаторам. Спасибо большое. Время ловко уложился Иван. Да, спасибо. Иван Подрез. Хопить бояться номер 10 у списе. Ідемо далі. Віталь Савюк. Запрошую Віталія знову. «Країна для життя», номер 11. Коли ласка, Віталь. Ваши 5 хвилин почались. В 2020 году весь мир восхищался тем, как белорусы вышли на мирный протест. Во всех новостях говорили о том, как мы мирным путем пытаемся свергнуть диктатуру. Везде показывали, как белорусы снимают обувь, чтобы встать на скамейке. Тогда нас действительно все поддерживали. На данный момент белорусы сталкиваются все с большим количеством проблем. Особенно печальная ситуация в Литве, где действительно активистам, которые очень много сделали в 2020-2021 году, после 2020 вынуждены были уехать, и им отказывают в беженстве. Наши оппозиционные политики уже, наверное, по 10-му разу объезжают все цивилизованные страны и
если смотреть некоторые каналы, то кажется, что у нас вообще нету никаких проблем. Все говорят о нас. Я считаю, что мы выдаем желаемое за действительное. У белорусов все больше проблем, и они не решаются. Значит, что-то наши политики делают не так. И мы очень надеемся, что в новом Координационном совете у нас получится решить действительно эти проблемы, потому что это неправильно, что так происходит, что белорусы во многих странах признаются чуть ли не угрозой национальной безопасности. Конечно, после 22 года белорусская поездка ушла на второй план из-за полномасштабного вторжения. И очень большая ошибка, что на международном уровне у нас, скажем так, недостаточные контакты с Украиной, с нашим главным союзником. И, к сожалению, мне кажется, что очень многие политики не понимают, что действительно только Украина наш главный и самый надежный союзник в борьбе и с режимом Лукашенко, и с путинским режимом. Спасибо за внимание. Живи Беларусь! Спасибо, спасибо. Віталь Савюк, «Країна для життя», номер 11. І 12 номер, молодевый наступ. Калі ласка, Лизавета Прокопчик. Ось такая теплая подтрымка. Лизавета, у вас 5 хвилин. Так, дякую. Насамрэч, у мяне вельмі коротка. Па-першае, я хочу прабачыцца, што я не прыехала ў час. На жаль, летакі летаюць не так, як я хочу. Па-другое, я хотела б пачаць з падзякаў. Па-першае, падзякаваць камандзе моладзевага наступа, якая так мяне падхапіла. Вы лепшая каманда, просто дрым-тим. Па-другое, вяртаючыся да тэмы, я вельмі хочу падзякаваць усім, хто займаецца пытаннем Беларусі. Усім, хто займаецца лабіяваннем пытання Беларусі на міжнароднай арэне. Канешне ж, гэта аб'яднаны пераходны кабінет, офіс Светланы Ціханаўскай, каардынацыйная рада, якая у тым ліку удзельнічала у стратэгічных дыялогах з ЗША і ЕС. У нас, насамрэч, ёсць толькі адна глобальная прапанова. І мне падаецца, мы вось зараз яе данесем, і калі што, мы разам з вами будзем працаваць над гэтым далей у Координацыйнай радзе. Наше меркаванне. Каб Беларусь і беларусы былі больш заўважныя з Западу, трэба пераводзіць наратыў з дыяспар і з Лукашэнкі, як з галоўнага беларуса, самага злога беларуса, а пераводзіць гэты наратыў на тое, каб трэба даць нашим заходнім партнерам зразумець, што каб у Беларусі атрымаўся 2020 год, нам трэба зрабіць зноў 2019. Нам трэба зрабіць максімальную мабільнасць беларусаў і беларусак, і толькі тады у нас можа нешта атрымаецца. Дзякуй. Дзякуй. Дякую вялікі. Яшчэ раз Лизавета Прокопчык, моладзевы наступ номер 12. У нас засталася апошняя частка, апошні блок у другім блоку, так бы мовіць. І праз некалькі хвілін мы абмяркуем палітвязні, што рабіць. Што рабіць? І таксама будуць выступаць прадстаўнікі усіх 12 каманд, а я яшчэ раз закликаю вас, покажите, калі ласка, QR-код, закликаю вас задавать пытанні і гледачоў, которые зараз глядяць эту трансляцию ў Ютубе, задавать пытанні. Нічого складанага няма, я вось сам навёў, сфотографаваў і запытаў спадарню Коўшык, приведите пример ваших смелых... Ну, я жартую, конечно. Гэтыя пытанні будуць агучаны ў нашым апошнім блоку, ну, можа быць, праз гадзінку. А зараз ізноў невялікі перапынак. Яшчэ раз задавайте пытанні. Я думаю, што не больш за 15 хвілін. Дзякуй.
Сяброўкі, дзякую вам вялікі. Нам прыляцела столькі вашых пытанняў, што мы іх зараз будзем задаваць, і калі у вас яшчэ ёсць што запытаць у тых людзей, хто балатуецца, абавязкова іх пішыце. Спасылачкі, вось вашы пытанні, мы іх бачым і намагаемся на іх адказаць. Ну, першае пытанне мы зададзім Евгену Караулову, «Моладзевы наступ». І, Евген, пытанне такое: ці патрэбна дэкамунізацыя ў Беларусі? Конечно, яна патрэбная, вельмі за это выступаю. Мне ўвогуле, ну, калі жыў у Беларусі, меня заўжды як бы бесіла ад таго, што паўсюль вот эти савецкія назвы. Адчуванне было, што вось здарылась камуністычная рэвалюцыя, і тады толькі з'явілась Беларусь, потому что паўсюль вот эти какие-то помнікі Леніну, там Фрунзенскі район, вот эти люди, якія нават некаторыя ўвогуле ніякай сувязі з Беларусі не маюць, і это вельмі раздражняе. А у нас же багатая гісторыя, у нас ёсць выдатныя людзі, у гонары якіх мы можам прысвячаць вуліцы, назвы раёнаў, помнікі ставіць. Чаму мы павінны ставіць у нашых гарадах зараз ставіць помнікі вот этим радзянскім палачам, якія катавалі беларускі народ? У нас ёсць, здаецца, нават помнік Суворову, які душыў пратэсты рэвалюцыйныя супраць расійскай улады. Такого не павінна быць у вольнай Беларусі. У нас багатая гісторыя, і мы павінны яе памятаць. А калі вам цікава, каму бы Евген паставіў памятнік, то абавязкова напішыце гэта у нашых пытаннях, даражэнькі. Абавязкова пішыце, задавайце свае пытанне. І яшчэ у нас гэтае пытанне насамрэч было да Александра Азарова, але я его, калі вы не супраць, задам Евгену Караулову. Евген, такое пытанне: чаму у Александра Азарова шкарпэткі у колеру блока Прокоп'ева Егорова? Як ты думаеш? А у яго які колер, небесны там ці? Ага. Ну, ён таксама можа быць у падтрымку моладзевага наступа, таму я не ведаю. Ну, як бы мы же не за стыль тут людзей судзім, а за іхную працу, таму я б звяртаў увагу ўсё ж такі на гэтыя рэчы. Дзякую вялікі. Ну і апошняе пытанне. Евген, 5 гадоў прайшло, нічога не рабілася. Што зараз зменіцца, калі вось вы прыйдзеце ў каардынацыйную раду, калі моладзевы наступ прыйдзе ў каардынацыйную раду? Дарэчы, спіс нумар 12. Ну, сэнсе, як гэта нічога не рабілася? Шмат чаго рабілася апошнія гады. Ну, па-першае, трэба ведаць, хто піша гэтыя каментары, як бы могуць быць розныя бэтафермы, але нават калі это так, то, ну, на жаль, мы знаходзімся ў такім нейкім замкнутым коле, калі пра нас не пішуць, таму што не цікава, і так як пра нас не пішуць, то не ведаюць пра нашу дзейнасць, а пра нашу дзейнасць не пішуць, таму што там, ну, некаторым людзям это не цікава. Што зменіцца, это тое, што першыню паявіцца, это першыя выбары ў гэтым тысячагоддзі, на якіх голас беларусаў будзе важны, які яго падлічаць, ну, акрамя там галасавання на Еўрабачанне. Вось, і это унікальная магчымасць. З'явіцца адносна, ну, орган, які можна ў пэўным сэнсе казаць, што ён прадстаўнічы орган беларускіх дэмакратычных сілаў, таму што за яго будуць галасаваць людзі, і кожны можа прагаласаваць, ну, у кого ёсць пашпарт. І што зменіцца, тое, што, думаю, нас могуць па-іншаму пачаць успрымаць заходнія нашы партнеры, і мы можам выкарыстоўваць гэты рэсурс, у тым ліку для выканання нашых праграмаў. Напрыклад, у моладзевага наступа гэта 1 мільён 5гадовых шэнгенскіх візаў для Беларусі за 5 гадоў. Мы лічым, што это павялічыць еўрапейскі настрой у Беларусі, а мы ўсе хацім, каб Беларусь была еўрапейскай. Галасуйце за апошні нумар 12, моладзевы наступ. Дзякуй. Дзякуй, сябры і сяброўкі, і вы не пераключайцеся. Мы літаральна праз некалькі секунд вернемся з новымі адказамі на вашыя пытанні. Да хуткай сустрэчы.
Сябры і сяброўкі, і снова мы с вами зноўку мы тут, і мы адказваем на ваше пытанне. Святлана Мацкевич, прадстаўніца блоку Прокоп'ева-Егорова, спіс нумар 8. Спіс нумар 8. Святлана, распавядзіце, калі ласка, вось зараз ёсць велізарная праблема з палітвязнымі ў Беларусі, і людзі пішуць, што нічога не змяняецца, людзей садзяць яшчэ больш яшчэ нейкіх катаванняў, турмаў, гэтак далей. Распавядзіце, калі ласка, што зроблена вамі, ці магчыма, я ведаю, што вы в камісіі па працы, па ситуации с по вопросам политзаключенных, по освобождению политзаключенных. Так, распавядзіце, калі ласка, падрабязней. Честно сказать, я согласна с тем, что ничего не происходит. И продолжаются репрессии, а люди как сидели, так и сидят. И выходят только те, которые уже отсидели срок или которых освобождает сам режим. То есть вопрос стоит на месте. Если честно, я уже больше полугода для себя решила такой вот, сделала зарок, что я не говорю ни о ком про политзаключенных, пока не будет хотя бы первого результата. Хотя бы один политзаключенный не выйдет из тюрьмы с нашей помощью. К сожалению, этого нет. И поэтому я рассматриваю Координационный совет как ту площадку, где мы должны договориться, потому что это не проблема одного человека, это не проблема меня отдельно, да. Это даже с этим не может справиться или офис Тихановской, или отдельно Объединенный переходный кабинет. К сожалению, этот вопрос выходит на очень высокий уровень. Это уровень политической ситуации, это уровень определения общей стратегии. И для того, чтобы какая-то стратегия хотя бы была по освобождению политзаключенных, нужно сформировать этот новый субъект. И Координационный совет – это есть тот субъект, на площадке которого граждане, белорусские граждане, которые еще находятся на свободе, могут ставить задачу и вопрос, а как освободить политзаключенных. Что было сделано? Как минимум проведены первое слушание по вопросу политзаключенных и выявлены разные подходы. Выявлен сам факт того, что мы по-разному думаем, как нам это делать. И это нам мешает. Вот эта вот разница подходов нам мешает. Мы вступаем в зону каких-то непонятных конкуренций, а люди сидят. И мы считаем, что этот вопрос не является зоной, где мы должны друг с другом конкурировать, а зоной, где мы должны друг с другом договариваться и решать профессионально очень сложные вопросы. Да? В частности, обсуждать вопросы, связанные не обсуждать вопросы, а на международном уровне ставить и искать того переговорщика, который вынудит Лукашенко освобождать политзаключенных. Мы должны действительно вынудить режим освободить. И начать это делать. Это площадка, где мы должны, в частности, обсуждать вопросы, как мы должны помогать уже тем, кто вышел. И не просто обсуждать, а делать это. И поэтому мы вступаем сейчас в зону двух моментов. Да? С одной стороны, мы должны делать и продолжать делать, помогать семьям, вышедшим и так далее. Но сконцентрировать свое внимание мы должны именно уже на освобождении. И отработать общую стратегию и сформировать тот ключевой субъект, который будет этим заниматься совместно и укрупненно. И, собственно, в Координационном совете 2 эта работа уже была начата. И я надеюсь, что Координационный совет 3 не перечеркнет наши предыдущие все заходы, а подхватит это и скорее выберет режим присоединения и профессионализации этого вопроса, а не излишней критики и просто пустословия. Святлана, а калі, напрыклад, вось так здарыцца, што за вас не прагаласуюць, нейкім чынам не выберуць, ці будзеце вы працягваць гэтую працу па вызваленню палітвязняў? Да, безусловно. И насколько я понимаю, Координационный совет 3 будет формировать рабочие группы, которые будут включать в себя не только делегатов, избранных делегатов в те или другие комиссии, а будет более расширенный формат. И, собственно, вот эта вот рабочая группа по освобождению политзаключенных в КС-2, она в таком формате уже начала создаваться, да, и предлагала, что туда входить должны не только члены КС, а все субъекты, которые так или иначе включены в процесс освобождения. Дякую, Святлана, вам за вашу працу. Спіс нумар 8. Блок Прокопьева-Егорова.
Дзякуй вялікі. Сябры і сяброўкі, не пераключайцеся, хутка мы вернемся з новымі адказамі на новыя вашыя пытанні. Пойдёмте. Нет, ну а что? У нас все хорошо, мы даем рабочие места. Если только у нас хоть раз в жизни все было хорошо на деле, а не на словах, было бы хорошо. Ну, самое главное, это мирное небо над головой. Хотя нас готовят к войне каждый день, так что я уже и не знаю. Мы депутаты, свой выбор уже сделали и курс страны определили. Вообще-то никто из нас уже давно ничего не выбирает без четких указаний сверху. Главное, чтобы детки хорошо учились. Правда, нам все меньше нравится то, чему мы их учим. Власть – это порядок и сила. Но, насколько я себя помню, наш суд не имеет власти, мы просто исполняем волю руководства страны. Не надо нам, как в Европе, у нас тут все бесплатно. Правда, работаю я тоже, можно сказать, бесплатно. И зарплату обещают повысить, так что я за стабильность. Если бы только они еще цену каждый раз вслед за зарплатой не поднимали. Эх. Так выглядят выборы людей, которых убедили, что они ни на что не влияют. Хочешь начать влиять? Начни с Координационного совета. Мы выберем своих представителей, которые будут защищать наши интересы за пределами страны и приближать демократические изменения в самой Беларуси. Ваш голос, ваш унесок у демократию. З 25 по 27 мая выборы у Координаційную Раду Беларуси.
заключительный этап обсуждения во втором блоке. И сейчас представители своих объединений, своих команд выступят здесь с ответом на вопрос. Наверное, самый больной это вопрос сегодня для нас, для белорусов. Не знаю, как для вас, для меня, да? Политические заключенные. Что делать? Как быть? Как их освободить? Пока еще не все заняли места в зале, я еще раз напомню и нашим зрителям в Ютубе, и тем, кто находится здесь, что у нас есть специальная программа, в которой вы можете задать вопрос или написать какую-нибудь реплику, все что угодно. С помощью этого QR-кода вы запросто пройдете по ссылке, и там все очень легко. И почитать заодно, что пишут другие, тоже можно. Эти вопросы, ваши вопросы мы зададим в последнем нашем блоке, который начнется сразу после обсуждения темы политзаключенных. Итак, я приглашаю первым выступить на этой сцене представителя «Солидарности» номер 1 в списках. Марина Киевец, пожалуйста. Марина, у вас 5 минут. Дякую. Вітаю, спадарства. Вельмі рада бачыць у вас усіх вольнымі і на свабодзе. Але, на жаль, гэтае шчасце зараз даступна не ўсім беларусам. І велізарная колькасць нашых суайчыннікаў зараз знаходзіцца ў палоне, у рэжыму ў палоне. Усе разумеюць, што тэма палітвязняў з'яўляецца адной з самых галоўных на сёння, калі не галоўнай. І мы бачым, што ў той жа час яна з'яўляецца настолькі ж і складанай для вырашэння. Ведаеце, я наўмысна не буду агучваць ніякія лічбы, таму што мы разумеем, што яны вельмі і вельмі заніжаныя. Ніхто не будзе пярэчыць і таму, што ў Беларусі зараз прававы дэфолт. Усе суддзі, міліцыя, нават ЖКХ і школы выкарыстоўваюцца нелегітымным рэжымам як карнікі і інструменты ціску на беларусаў. Таму у гэтых умовах мы мусім аб'яднацца і дабівацца змены і пашырэння крытэрыяў прызнання палітвязнямі. Адкажыце кожны для сябе на одно простае пытанне. Якое асабіста я маю права дзяліць палітзняволеных па якіх заўгодна крытэрыях? Самы яскравы прыклад – гэта Паліна Шарэнда-Панасюк, якая доўгі час не магла быць прызнаная палітвязням менавіта за тых самых крытэрыяў. І наш заклік да міжнароднай супольнасці – гэта мы не можам дзяліць людзей, мы не можам лічыць, што хтосьці недастаткова рэпрэсаваны. Бо крытэрыі даюць разыходжанне, а мы не маем права адсейваць людзей. Разам мы мусім змяняць механізм прызнання палітвязнямі. Дзеля бяспекі людзей гэта мусіць быць аўтаматычна, без нейкіх заяваў родных ці саміх палітвязняў, проста па факту наяўных прычын. І наша мэта – зрабіць бачнымі для грамадства кожнага пацярпелага ад рэжыму чалавека. Пасля мусіць быць рэабілітацыя, кампенсацыя і гэтак далей. А калі людзі, якія пацярпелі ад гэтага рэжыму, не будуць прызнаныя палітвязнямі, то яны не змогуць потым папасць пад катэгорыю рэабілітаваныя, што у сваю чаргу выклічаў у іх дадатковыя цяжкасці, хаця яны ўжо пацярпелі ад гэтага рэжыму. Пачынаючы з 2020 года мы пастаянна падымалі пытанні палітвязняў на міжнародных пляцоўках. Мы плённа працавалі ў хельсінскім дыялогу і на сесіях ПАРЭ. Вынікам сесій з'яўляюцца две рэзалюцыі. Першая, якая тычыцца менавіта палітвязняў, другая тычыцца іх родных і сваякоў. Нашыя лідары Павел Северынец і Мікола Статкевіч зараз за кратамі. Яны палітвязні. Яны нашыя натхняльнікі. Рэжым катуе іх у нечалавечых умовах. І усім вядома не толькі праціск на іх, але і праціск на іх родных, на іх сем'і. У блоку «Солідарнасці» ёсць і такія кейсы
где люди были забитые. 6 человек зараз знаходятся у режиме инкоммуникада. С 2021 года мы голосно заявляем об тым, что наша краіна знаходится под оккупацией. До речі, на дадзены момент у гэтым пытанні з намі салідарныя і сацыял-дэмакраты Украіны, Казахстану і нават прэзідэнт Зеленскі. Блок «Салідарнасць» — гэта две партыі, левыя і правыя. І мы аб'ядналіся, таму што ў нас адна мэта — вызваленне Беларусі. І вы зараз можете далучацца да нас і працаваць з намі ў гэтым накірунку, у накірунку вызвалення Беларусі, у накірунку вызвалення палітвязняў. Салідарнасць — гэта тое, што трэба зараз беларускаму народу. Салідарнасць — гэта тое, што падтрымлівае беларускі народ. І мы з вами, знаходзячыся на свабодзе, мусім падтрымліваць наш народ, мы мусім падтрымліваць кожнага беларуса. Мы мусім голасна казаць аб тым, што адбываецца ў нашай краіне. Мы мусім гучаць з кожнага, прабачце, прасу, для таго, каб праблема Беларусі, яна не забывалася. Для таго, каб праблема палітвязняў, яна была першай на павесткі дня. Таму што тыя умовы, у якіх утрымліваюцца зараз палітвязні, гэта проста жудасць. І я, напрыклад, не магу сабе ўявіць, што зараз перажывае Мікола Статкевіч, Павел Северынец, ці які заўгодна беларус, які Спадарня Марына, часу няма. Дякую, які зараз знаходзіцца ў закладніках. Таму мы заклікаем працаваць над тым, каб Рэспубліка Беларусь была прызнана акупаванай тэрыторыяй, бо гэта і ёсць сённяшняя рэальнасць. Дзякуй вялікі за выступ. выступ. Палітвязні з'яўляюцца ваеннапалоннымі. Дзякуй за ўвагу, салідарнасць. Дзякуй. Прабачце, калі ласка, але час. Марына Кіявец, «Салідарнасць» нумар першы ў спісе. Зараз прадстаўніца «Волі». Гэта нумар другі. Карына Маліноўская. Калі ласка, спадарня Карына, мы чакаем вас. Ну, падтрымайце, гэта можна, гэта можна. Дзякуй. Карына, 5 хвилин. Добра. Прывітанне. Хвалююся. В этом году будет уже 4 года с масштабных репрессий в Беларуси и одновременно начало масштабной миграции белорусов в связи с ухудшением политической ситуации. Все это время в стране продолжаются аресты, суды, пытки, беззаконие, силовой беспредел. За период с 2020 года по 2024 год правозащитный центр «Весна» признал 4950 человек, осужденных по политическим мотивам. Из них 1374 человека до сих пор отбывают наказание. 5 человек погибло в тюрьмах. За период двухлетнего существования работы Координационного совета не была создана комиссия по делам политических заключенных. Наша задача – создать эту комиссию, в которую войдут представители всех блоков, вошедшие в Координационный совет, которые будут взаимодействовать с правозащитными организациями, так и с различными инициативами по вопросам политических заключенных. Комиссия по политическим заключенным должна подключить к своей работе международных экспертов по данной проблематике, юристов-международников, а также политиков, которые вовлечены в тему репрессий в Республике Беларусь. Также комиссия должна взаимодействовать с комиссией по санкциям, которая необходима Координационному совету. По мнению нашего блока «Воля», на сегодняшний день решение проблем политических заключенных невозможно сдвинуть с мертвой точки без давления на режим. Мы хотим подчеркнуть, что с режимом мы должны говорить только с позиции силы. Для этого нам нужно и важно
поддерживать наших добровольцев, ветеранов, участников посполитого рушения, парамилитарных организаций, а также ВСУ и Украину. Мы прекрасно понимаем, что цифры по факту не отображают реального положения дел, потому что многие осужденные и их родственники боятся попасть в список политических заключенных и не дают на это согласия. Также количество дел, которые попадают под критерии политических заключенных, не отображает общую картину реальных дел. Некоторым приписывают экономические, наркотические и другие статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь. В связи с этим в рамках комиссии и при содействии правозащитных сообществ мы планируем выработать более реальные критерии по принятию человека политзаключенным. Хотим отметить, что проблема политических заключенных до сих пор не решена во многих странах мира. То есть это не является только проблемой белорусского общества. Как показывает практика, эта проблема в некоторых случаях может решаться путем жесткого давления, если оно возможно. В нашем случае мы считаем, что у нас есть такие возможности. Кроме усиления санкционной политики в отношении режима, наш блок «Воля» считает необходимым создавать условия давления на режим путем развития и усиления белорусской освободительной армии. Свободу политвязням! Живе Беларусь! Дякую. Карина Малиновская, номер 2 у списі. Воля. Номер 3. Європейський вибір. І я запрошую на сцену господара Валера Мацкевича. Пять хвилинок. Насамрэч, я люблю натхняць і казаць такімі, ведаеце, гучным голасам. Мне падабаецца выходзіць на сцэну пад такую натхняючую музыку, з якой арганізатары распачалі сённяшнюю канферэнцыю. Але мне выпала роля гаварыць бадай на самую, напэўна, сенсітыўную, балючую тэму, вакол якой справядліва шмат эмоцый. Дзякуй Богу, шмат увагі, часам спекуляцый. Але мы абавязаны, каб гэта тэма палітвязня ніколі не сыходзіла з павесткі, не сыходзіла да той пары, пакуль апошні вязень сумлення не апынецца на волі. На пачатку я хацеў бы папрасіць вас, калі можна, тых, хто тут застаўся ў зале, дзякуй кожнаму з вас, каб мы аддалі пашану тым, хто на сённяшні момант аддаў сваё жыццё, самае каштоўнае, што ёсць у чалавека, аддаў жыццё ў вязніцах. Я папрашу вас усіх устаць. Дзякуй вам. Я стаю тут на сцэне як чалавек, які канец жніўня 2020 года правёў у акрэсценай Жодзінай, які памятае смак акрэсценскай гарбаты, жодзінскай кашы. І праўда заключаецца ў тым, што сёння няма адзінай ці папулярнай стратэгіі вызвалення нашых герояў. Наўрад ці хтосьці сёння з нас, хтосьці са спісаў, агучыў бы 5 тэзісаў, якія можна было б змясціць вызваленне ўсіх нашых палітзняволеных. Але і праўда ў тым, што мы не спынім нашае змаганне за нашых родных, блізкіх і сяброў. Так што нам рабіць, калі наша глобальная мэта вызвалення ўсіх, дзе неад'емнай часткай яшчэ і з'яўляецца таксама і спыненне рэпрэсій? Што рабіць, калі мы разумеем, што інструментаў не так шмат, ключы ад турмаў у руках рэжыма,
А калі рэжым пагадзіўся бы выпусціць існуючых палітвязней, ну, мы разумеем, што ён можа набраць новых. Так што нам рабіць? Можа нам ісці на паклон да дыктатара, а да гэтага ўпрошваць нашых міжнародных партнёраў, зняць усе санкцыі, прасіць уручыць верыцельныя граматы ці штосьці больш. Ну, даць яму той узровень міжнароднага прызнання, які ён хоча, а пасля маліць, каб ён вызваліў хаця б кагосьці, хаця б частку, можа хаця б 250 чалавек з гуманітарнага спісу. Наўрад ці тут знайдуцца прыхільнікі такога сцэнару. Але нават пры гэтым мы мусім прызнацца ў тым, што існуючыя пакеты санкцый уводзіліся не за рэпрэсіі, не будуць здымацца ў кантэксце палітвязняў. Дык што нам застаецца рабіць? Агонія, апатыя, роспач? Не. Мы так і не ўбачылі санкцый менавіта за рэпрэсіі. І тут, разам з аб'яднаным пераходным кабінетам, адным кулаком нам ёсць над чым працаваць. Мы абавязаны дамагацца таго, каб павысіць эфектыўнасць гэтых санкцый. Ну, па сутнасці, гэтае паняцце санкцый, яно ўжо у грамадскай думкі было нейкай ступені скампраметавана. Але рэжым яшчэ не адчуў на сябе інструменты другасных санкцый, не адчуў нават санкцый як плату за існуючых палітвязней і тым больш за нарастаючыя рэпрэсіі. Каб адмяніць ці прыпыніць санкцыі ў абмен на вызвалення, трэба спачатку прыняць адпаведны пакет санкцый. І як бы непапулярна гэта сёння не гучала, гэта задача, якая перад намі стаіць. Наша адказнасць – даваць несупярэчлівы сігнал да нашых міжнародных партнераў. І з гэтай нагоды дзейнічаць, як я ўжо сказаў, адным кулаком. Таксама я перакананы, што Коордынацыйная рада не мусіць ствараць канкурэнцыю існуючым грамадскім і прававым ініцыятывам па рэалізацыі праектаў рэабілітацыі палітвязняў, іх сямей, што з'яўляецца вельмі важнай працай, неабходнай. Ці размяркоўваць бюджэты на гэта, але Коордынацыйная рада абавязана адвакатаваць павелічэнне аб'ёму дапамогі Спадар Мацкевіч, час скончыўся. І іх сем'яў. Не дазваляць, каб тэма палітвязні сыходзіла з вуснаў журналістаў і замежных палітыкаў і лабіяваць новыя праграмы. Гэта найперш задача Коордынацыйнай рады. Дзякуй. Жыве Беларусь. Дзякуй. Валер Мацкевіч, еўрапейскі выбар нумар 3 у спісе. Зараз запрашаю прадстаўніка чацвёртай каманды, чацвёртай у спісе. Зразумела, наша справа. Константин Акинчыц, калі ласка. А вы ўжо тут, калі ласка. 5 хвілін. Светлана Тихановская мае рацыю, калі кажа, што ключы ад турам знаходзяцца ў Менску. Два патрабаванні павінны ісці разам. Вызваленне палітычных зняволеных і прыпыненне рэпрэсій. Пакуль працягваюцца рэпрэсіі, кожны дзень з'яўляюцца новыя і новыя вязні. Пакуль працягваюцца рэпрэсіі, уся наша краіна знаходзіцца ў палоне. Пакуль ёсць палітычныя зняволеныя, Лукашенко будзе намагацца зрабіць з гэтых людзей валюту, выменьваць свабоду адзінак на паслабленне для сябе і сваёй улады. Санкцыі, якія уводзіліся краінамі Еўрапейскага звяза, аказаліся недастаткова эфектыўнымі. Яны часта білі і па простым беларусам, а часта аказвалася так, што яны білі толькі па беларусам. Адзінай стратэгіяй вырашэння, якая можа быць, гэта патрабаванне к ЕС прыпыніць транзіт усіх тавараў праз Беларусь. Падобны крок будзе моцным ударам не толькі па Лукашэнкі, але і па Расіі, па Кітаю, які ўвесь час эканамічна і палітычна падтрымліваюць гэты рэжым. Адначасова з гэтым мы павінны памятаць о простых беларусах. Неабходна памятаць аб тым, што межы павінны быць адчынены. Аб тым, што беларусы павінны мець магчымасць выехаць з краіны, навучацца і жыць тут. Еўрапейскія палітыкі, еўрапейскія краіны гатовыя падтрымліваць Беларусь, гатовыя падтрымліваць беларусаў. Мы павінны быць тым голасам, які накіруе новыя санкцыі так, каб яны як мога мацней білі па рэжыму і не білі па нам самім. Прыпыніць транзіт тавараў – гэта той рычаг, які можа
дапамагчы нам, які можа вызваліць людзей, які можа вызваліць нашу краіну. Жыве Беларусь! Вялікі дзякуй. Вялікі дзякуй. Нагадаю, толькі што быў выступ Константина Акінчыца, номер 4, наша справа. Закон і правапарадак, номер 5 у спісе. Алена Дзядзюля, калі ласка, запрашаем. Ну і таксама 5 хвілін, зразумела. А калі ласка, до мікрафону можете падысці? Так. Прабачце, калі ласка, прабачце, вас не чуваць. Так, у мяне ўраджанне, ці ён працуе? А зараз? О, зараз працує. Еще раз Дадим повторю, хвилиночку. большое великий дякую, я буду на русском, но великий дякую всем белорусам, кто тут присутничает, потому что не забыли, працуете, нечто робите. Я была политвязня, тут были вопросы, я тут готовилась, что мне сказать, наверное, я даже не буду эту тетрадку открывать. Тут был, мы не можем уявить, что там происходит. Я могу, наверное, сейчас сказать, что там происходит. Мы, политвязни, которые были у тюрьме, мы там каждый день, каждый вечер, ложившись спать, думаешь, а может завтра меня освободить. Кожную раніцу поднимаешься, глядишь, нечто там в окно практично не видно соненька. Ну, думаешь, вось, може яны придуть освободять. Нейкі на прадоле шум, нейкі гвалт, і думаешь, а може во йдуть ужо? Наши белорусы нас вызволять. Но я скажу, что ни один женщина, которая была политвязней, ни одна даже не думала написать некую прошение, как бы яе ранее, то есть никто не думал даже просить у Воскресенского, там приходили письма, никто не думал, чтобы написать это письмо, калі ласка, мяне вызволите ранее. То есть все трымались, плакали, было все. Но мы кожный час, кожную гадзіну, кожную хвілінку чакалі, што нас прыйдуць беларусы і асвабодзяць. Но прыйшоў час, і просто прыйшоў час той, просто прыйшоў срок уже вызваляцца. Буквально на тым тыдні я сустрэла чалавека, які ўжо адсядзеў 3 гады, і ён меня спытвае, а што вы тут зрабілі? Я говорю, мы робім, што можам. Я вот тоже год отсядела, уже поспела съехать, и трэба яшчэ і дзіця неяк расціць у гэтай міграцыі. И я сама себе каждый раз думала, а что же зрабіць, як же нас вызволить, чтобы вам вот сказать, як же мы можем вызволить. И я, калі там была ў застенках, я бачила, что вот все гэтыя силовые структуры, якія хлопцы, якія даглядаюць, я их там называла мои охранники. И вот мои охранники были тыя, якія превышали свои полномочия и издекывались. Но их было немного. Были тыя, якія просто выконывали свою працу. Яны просто працавалі. То, што ім написано на бумажцы, яны павінны там завесці вот так, 3, 2, поставить до стенки. Яны выконвалі свою працу. А были тыя, которые даже дапамагалі. Мне один принес книги, якія мне было не дазволено брать читать. И он мне принес и кажет, ты скажи, что ты знайшла у камеры, эти книги лежали. То есть нельзя их просто под одну гребенку. И я понимаю, что мы не зрабили самого головного. Мы им не объяснили, что с ними будет, калі придзе демократичные силы.
І от поэтому я долучилася до нашої команди «Закон і правопорядок», тому що треба закон, який скаже їм: хлопці, коли ви будете катувати, мы вас посадим, мы вас накажем. Коли вы будете допомагать нашим політв'язням, хотя бы допомогчись зараз, коли они сидят там, то після, когда мы освободим Беларусь, мы вас не забудем. Я на сегодняшний день 5 человек буду просто просить, чтобы их посадили в тюрьму, потому что яны здеквались. Но если не буду говорить, но которых я буду просто на суде, да, мы их будем всех потихоньку, это, повинен быть закон иллюстрации, закон, который будет регулировать наши отношения с этими людьми, яны же тоже наши белорусы. Вот каждый день я глядела на их, они выводили нас у дворик, яны же тоже белорусы. Як мы их выбрасываем? Мы повинны тоже трошки понимать, что яны хотят. От може гэта і тая будзе та сила, якая вызволіць нашу Беларусь, калі мы пра іх успомнім. Алена, уже надышаў час. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Вялікі дзякуй усім. Алена Дядюля, номер 5 в списке «Закон и правопорядок» только что были перед вами. И я думаю, что сейчас самое время показать снова QR-код, чтобы задать любой вопрос из тех, кто выступал, или хотя бы написать комментарий. Мне после такого выступления захотелось бы написать комментарий, но я понимаю, что я нечестно играю. Я ни к чему не призываю. Вот QR-код. Я просто сам хочу тоже войти и воспользоваться служебным положением. Да. Все работает. Пожалуйста. Задавайте свои вопросы. Напомню, скоро спикеры будут на них отвечать. А пока же я хочу пригласить онлайн Романа Кисляка снова. Если Роман с нами пока... Да, Роман. Еще раз здравствуйте. Это 6-й номер в списках. «Голос диаспор». Роман, вам слово. Что делать? Политические заключенные. Прошу. 5 минут. Освобождение политзаключенных. Мои коллеги, кандидаты из других списков говорили о том, что необходимо менять критерии признания политзаключенными, что необходимо обращаться к международной супольности. Но, в общем-то, давайте посмотрим, что это такое. На самом деле критерии признания политзаключенными разработаны правозащитными организациями. Сейчас это публикуется список этот на сайте «Весна». И как раз и авторитет этого списка в том, что есть критерии, да, то есть есть критерии, как признавать политзаключенными. Есть независимые организации, которые не политические, и к таким больше прислушиваются как раз международное сообщество в вопросе признания политзаключенных. И история показывает, что вообще этот термин потом придуман. Сначала был узник совести, да, то есть узников совести у нас гораздо больше, чем политзаключенных. На мой взгляд, стоит оставить правозащитным организациям, они хорошо делают эту работу, стоит только помогать им в вопросе признания политзаключенными. Да. Можно, это не проблема, создать свой список, допустим, в Конституционной Раде или еще где-то, но мне кажется, что это дублирование работы. Вопрос освобождения политзаключенных тесно связан с вопросом прекращения репрессий. Давайте вспомним, когда у нас были моменты в нашей истории, когда власть останавливалась и освобождала тюрьмы, открывала тюрьмы. Да? Вот в августе, я сам вышел 13 августа, да, а через несколько дней уже освобождали и других, которых осудили на большие сроки. Поэтому возможность освобождения политзаключенных существует. И в том числе и прекращение репрессий. Только, наверное, мы мало делаем для этого. Не надо забирать хлеб у правозащитников. Надо сделать эту работу в нашей части, в политической. Этого сделано не было, сделано было достаточно мало. Мы, в общем-то, не сформировали комиссию, которая бы собирала разные подходы и общую стратегию вырабатывала или несколько стратегий реализовывала. Мы это из-за амбиций, из-за того, что продвигалась другая стратегия, в общем-то, эта работа освобождения политзаключенных в Координационной Раде второго состава была провалена.
В общем-то, один способ освобождения политзаключенных – это усиление давления. Это не только санкции, это гораздо шире. Но нам необходимо вместе над этим работать и усиливать давление. В истории, я сам правозащитник 98 года, я знаю другие страны, когда политзаключенные освобождались, но это создавалось такое давление, которое власти не могли уже переносить. Это достаточно сложно, но тем не менее эту задачу проще выполнить, это более достижимая задача, чем освобождение Беларуси, потому что Лукашенко может пойти, он набрал столько политзаключенных как раз для того, чтобы их потом освобождать в обмен, но никто там не торговал с ним, никто ничего ему не предлагал из зарубежных партнеров. Нам необходимо возвращать нам правосубъектность и добиваться усиления давления со всех сторон, в том числе и на правительство других стран, и информировать сообщество других стран. Со всех сторон давить различными способами, и правовыми, и политическими, и медийными, давить с тем, чтобы этот вопрос стал неприемлем для режима, чтобы он было выгоднее режиму освободить политзаключенных, чем их держать, и прекратить эти репрессии. Репрессии только нарастают, и режим придумывает новые такие возможности. Это показывает, что у нас недостаточно этого давления, да, то есть мы не давим. Хорошая новость, то, что на нас обратили внимание, на Координационную раду, возбудили уголовные дела, возбудили уголовное дело в отношении белорусов зарубежья, показывает, что это нервирует. Да? Так вот, хотя, в общем-то, мало что сделано. Надо продолжать в этом работу, надо создавать это давление мощное, непереносимое для властей давление, чтобы они, наконец, освободили. Я уверен, что один из первых политзаключенных освободится Олесь Беляцкий. Я думаю, власти его выпустят как такого парламентера, да, не по сроку выйдет, а раньше. Но нам, опять же повторюсь, необходимо создать давление, мощное давление на режим с тем, чтобы наши люди были освобождены. Спасибо. Живи Беларусь. Голос диаспор номер 6 в списках, в выбранных списках. Далее номер 7 «Незалежные белорусы». И я приглашаю на сцену представителя «Незалежных белорусов» Александра Новуковича. Не забывайте, пожалуйста, про 5 минут. Так, дякую. Вітаю господарства. Ви від мене не почуєте цікавих, приємних розмов, тому що я не політик, але я обіцяю, що я скажу щиро. І ось поступило таке цікаве питання, як же визволити політв'язнів. Але перш-наперш я би звернув увагу на те, ким будуть визволятися гэтыя політв'язні. Калі мы ўсё ж таки сёння сабрались і разглядаем Координационную раду, то хотелось бы, каб гэты орган быў аўтарытэтны. Потому что калі мне сёння пишут и кажуць, навошта ты туды пасунуўся, там люди, якія себе, не ўсе, ёсць люди, якія себе дыскрэдыцавалі, якія просто балаболы, то ведаеце, мае месца быць такое пытанне. Як яго вырашыць? Я думаю, что трэба просто увесці адказнасць тым абяцанкам, якія паабяцалі і не выканалі. Ведаеце, калі параўноўваць з вайной, да, я быў на вайне 1,5 гады, і калі там будуць абяцанкі, калі там будзе падман, калі не будзе аўтарытэта у камандзіра ці кіраўніцтва, то гэта прывядзе да смерцяў. Вось і ўся розніца. Таму я заклікаю, каб гэты орган быў аўтарытэтны і ўсё ж таку, калі чалавек абяцае штосьці і не выконвае, ніякіх размоваў з гэтым чалавекам. Як жа вызваліць палітвязняў? Ведаеце, калі ты у акопе пад абстрэлам, сціснуўшы зубы, проста у думках звяртаешся да тых людзей, якія сядзяць, таму што ім там страшней. Тут ты можаш узяць зброю і ісці біць ворага, нікому нічога не абяцаючы, проста ісці і рабіць сваю справу. Дык вось, гэта для мяне як асноўная мэта. Чаму я сюды прыйшоў? Да, я не палітык, але з цягам часу я навучусь
можа быць казаць прыгожыя рэчы, але не дзеля гэтага я тут. Мы павінны разам пабудаваць аўтарытэтную сістэму, аўтарытэтны орган, які будуць паважаць. І людзі не проста дзеля галачкі будуць ставіць, мне не важна за якую парту, я нават не прапагандую за сваю. Гэта павінен быць аўтарытэтны орган, дзеля якога будуць беларусы ставяцца з павагай. А лукашыская сістэма, яна будзе баяцца гэты орган. А зараз я чую толькі ў свой бок, навошта ты туды сунешся? Ведаеце, спадарства, калі нічога не зменіцца за 2 месяцы, я сюды шоў, балатаваўся ў Координацыйную раду, я думаў, што калі нічога не зменіцца за месяц-два, я проста сыйду. Нет, гэта праяўленне слабасці. Я буду дапамагаць сыходзіць тым, хто сябе поўнасцю дыскрэдытаваў. Я не буду сёння тыкаць пальцам, хто правы, хто неправы. Але давайте увядзем адказнасць. І калі ты, блядь, абяцаеш, то ты выконваеш. Калі ты не выконваеш, то ты просто сыходзіш. Прабачце, гэта было шчыра, гэта было тое, што я думаю. Жыве Беларусь! Не чую яшчэ раз! Жыве Беларусь! Слава Украіне! Дякую. Дякую. Дякую вялікі. Александр Навукович, Незалежныя беларусы. Хіба гэта істотна? Я лічу, што не. Палякі знайдуць грошы, і все добра. Дякую вялікі. Гэта быў нумар 7. Незалежныя беларусы. Зараз я запрашаю на сцэну блок Прокоп'ева-Ягорова і яго прадстаўніцу Святлану Мацкевіч. Калі ласка. Допейте уже эту трибуну. 5 хвилин. Уже больше полгода я стараюсь вообще не поднимать тему политзаключенных. Слышно? Спасибо. Уже больше полгода я стараюсь вообще не поднимать тему политзаключенных. Я для себя решила, что я подожду. Может, найдется тот человек, который действительно освободит хотя бы одного. И тогда я с ним буду говорить, чтобы освободить своего мужа и своих друзей. Реальность такова, что на сегодняшний день мой супруг находится в больнице, в тюремной больнице. И я ничего не знаю о своих друзьях, которые там тоже сидят, и им дано по 18, по 20 лет. Я устала. Я устала констатировать факты, сколько людей сидит, сколько по новой набирает. Но я не могу не делать ничего. Реальность такова, что мы должны сосредоточиться на вопросах освобождения, а не констатации фактов. Реальность такова, что мы должны приглушить эту боль. Приглушить эту боль и начать действовать. И действительно заняться вопросом «как?». Реальность такова, что для освобождения политзаключенных в Беларуси недостаточно усилий политических субъектов. Недостаточно заявлений Светланы Тихановской на международных встречах. Недостаточно подачи иска в Международный суд. Недостаточно выступления отдельных лиц, в том числе и меня. Недостаточно только осуществлять помощь вышедшим политзаключенным и их семьям. Нужны предложения и конкретные действия именно по освобождению. Нужны усилия всего гражданского общества Беларуси и граждан, которые не могут ждать и не могут действовать, и могут действовать. Координационный совет, представляя различные гражданские объединения и интересы граждан, может стать тем субъектом, который укрепляет и усиливает действующих политиков и сам предлагает стратегию по освобождению политзаключенных и реализует ее со всем гражданским обществом. Находясь в Координационном совете 2, я единственное, что поняла, что нет одной единственно верной стратегии. Освободить белорусов из тюрем обязаны и можем только мы. Нам нужен субъект. И этот субъект мы.
и ключи от освобождения наших политзаключенных у нас. Даже всячески сочувствуя нам, всякие другие страны не будут бороться за их жизни. Это наша задача, это наши люди. Но для этого надо договориться и не мешать друг другу. Смотреть на ситуацию реалистично, а не делить портфели или популярность. КС должен определить совместные действия и стратегию движения конкретно в направлении политзаключенных, не отрицая один одного, а наоборот, подключая всех, кто может говорить, кричать, доносить партнерам и гражданам всего мира о том, что наши люди и родные страдают и умирают в тюрьмах, помогать связями и контактами и включаться в сложный процесс освобождения. И только тогда мы сможем выйти на другой уровень совместной политической стратегии гражданского общества по освобождению. В этом плане блок Прокопьева-Егорова поддерживает зафиксированные ранее обозначенные подходы и предложения по освобождению политзаключенных, начиная от усиления санкций, переговорами и гуманитарным треком. Только в сумме разных действий может быть достигнут эффект. Мы считаем, что все политзаключенные должны быть освобождены, но реальность такова, что надо освобождать в любых условиях, не дожидаясь отсроченной победы, по одному малыми группами и постепенно, потому что люди умирают. Жизнь и здоровье людей является важнее, чем ожидания. И пробовать освобождать, и преодолевать ненависть и свою боль нужно. Вопрос не стоит даже, кого освобождать. Понятно, что всех. А кто и как возьмет на себя эту задачу? Не только говорить, а реально делать, пробовать и подключаться к тем, кто уже делает и двигается в этом направлении. Светлана, время вышло. Спасибо. Я тогда закончу свое выступление. Я считаю, что оно достаточно цитатой Олеся Беляцкого. Беляцкий на своем суде последнем говорил: «Широкий общественный диалог, направленный на национальное примирение. Как бы тяжело кому-то не было пойти на это. В таком диалоге должны принимать участие представители власти, а также представители широкой общественности, политических партий и движений, те, кто в настоящее время находится в тюрьмах, и те, кто спасается от репрессий, вынужден уехать за границу. Это реальное предложение. Было бы желание и политическая воля. Необходимо четко осознавать, что трудные переговоры и постепенный выход из кризиса лучше, чем беспощадное противостояние, которое может привести к очень тяжелым последствиям. Спасибо. Свобода политзаключенным. Спасибо. Светлана Мацкевич, номер 8 в списках блок Прокопьева-Егорова. 9 номер, команда «Латушки и Рух за свободу». Олег Кулеша представит эту команду. Прошу вас, Олег. Хронометраж 5 минут. Так, я паспрабую. Дзень добры, вельмі прыемна знаходзіцца сярод вялізнай колькасці столькі ворагаў Лукашэнкі, всех экстрэмістаў і гэтак далей. Але то быў пін. Спеш две гісторыі. Вы заўважылі, што нас стала меней? Заўважылі. Дык вось, чаму меней? Таму што все, хто жадаюць вызваліць палітвязняў, сегодня поспели еще побывать на акции в Варшаве, якая была присвящена политвязням. Буду казать и коротко, и тлумачить более не буду, потому что часу мало. Ведаете, я политвязень. Не былы. Я политвязень, які повинен був з'їхати сюди, і я не маю статуса знятих з мене обвинувачень. Соодносно я застаюся политвязнем. Як мы можем вызволить наших политвязней? Мы повинны зрабіць і так пляцоўку, якую будзе прадстаўляць наших беларусаў, дзейсную, ляхвішам цалкам згодны, дзе людзі будуць адказваць за свае словы, а не казаць людзям, якія адсидзелі в зоне, а вы маеце датэрміновых 10 год прысуда.
Мы павінны зрабіць і пляцоўку, якая не будзе сидзець і казаць, добра вам тут у Варшаве сидіцца пасля таго, як я год і 7 адбыў там, і апошняе затрыманне праз некалькі месяцаў выйдзячы з зоны, я жонкі толькі паспяваў крыкнуць. Апранаюся цёплыя рэчы. А дзейсную, нармальную, координаційну раду, мэтай якой павінна быць і наступная. Эта координаційная рада нового скликания павінна донести и принять всему сусветному громадству наступное, что вызволение наших политвязев не может адрозниваться от вызволения территории нашей краины, потому что она захоплена. Суадносна вызволить политвязням немагчыма, пакуль не пасвабадзім свою краіну. Это першы тезис. Другі тезис. Што для гэта трэба зрабіць? Для гэта трэба дзейсна прыкласці ўсе намаганні і высілкі гэтай координаційнай рады, каб міжнароднае грамадства прыняло упершыню санкцыі супраць таго, што выконваюцца парабніцкая праца в зонах палітвязняў, і вынікі гэтай працы ідуць на ўзбраенне Расійскай Федэрацыі. Я з'яўляюся сведчыкам гэтага. І іх уже шмат прыехала. Наступнае, трэці, іх всього 5. Вось так. Трэці. Распрацавана канцэпцыя офісам. Даволі такі нядрэнная канцэпцыя аб рэабілітацыі палітвязняў. Але, калі мы павернемся назад у краіну, мы будзем мець зруйнаваную краіну. Мы займемся тым, што будзем рабіць і войска, паліцыю, выхоўваць юрыстаў, рабіць адукацыю. І дзе там будуць гэтыя палітвязні? Все будзе як у Савецкім звязе? 56-м вышлі, в 93-м толькі атрымалі рэабілітацыю. Таму дзеля гэта координаційная рада павінна прыняць і ратыфіцировать гэты закон тут і ўжо пачаць гэта рабіць тут. Мы живем у міжнародным грамадстве. Для таго, чтобы пазбавіць чалавека вось гэтых артыкулаў, не патрэбна тэрыторыя Беларусі. Гэта можна рабіць ідзе заўгодна. Ізраіль без сваёй дзяржавы шмат чаго жывы рабіў і шмат чаго зрабілі. Мы можем зрабіць і тое самае тут. Чацвёртае. Прызнанне палітзняволенымі. Вельмі цяжкае пытанне, таму што гэта все давядзе да таго, што ў нас не будзе палітвязняў. Рэжым пачне всех садзіць і на хатнюю хімію, што мы будзем рабіць? Хатняя хімія зараз такая ж самая цяжкая, як і зона. Такая же самая. Людзей даводзяць да шаленства. Люди кожную хвилину живут под таким прессингом и разумением того, что завтра придут за ту самую лыжечку, альбо не так лежачую некую паперку в доме, переведут на інший режим, и ты поедешь у зону. Ёсць, існують термины, якія позначены ААН и международными велизнымі пляцоўкамі ОБСЕ. Наши правооборонцы ими користаются. Засталося 30 секунд. Наши правооборонцы ими користаются. Координаційная рада повинна донести всему свету, что нас более, чем 1500 в месяц. И апошняе, напрыканцы, самое короткое. Існуюць палітвязі у нас заўжды при існаванні гэтага рэжыма. А зараз адбываецца так, што палітвязні пасля 20-го года хоць крышачку тут штосьці ім дапамагаюць, капелюшку, лякуюць. Не все, але кагосьці. А тых, хто да, пра іх забыліся. А так не павінна быць. Дзякую. Дякую вялікі. Олег Кулеша. Нумар 9. Команда «Латушки» и «Рух за свободу». 10-м номером у списах стоит об'єднання «Хопіць бояться». И зараз я запрошую на сцену, она уже сама йде, Тетяна Мартинова, ще раз. Калі ласка. І знов нагадую про 5 хвилин. Бачите, что робится? Говорили, что белорусы только умеют тапочки снимать и на лавочке становиться. А теперь они имущество ломают, прям казенное польское. Смотрите, как мы выросли за эти 4 года. Коллеги,
Это очень тяжелая тема, тема спекулятивная, политвязни. И самое главное, что на нее нет ни ответа, ни решения. Болит всем. У меня очень много людей, очень много друзей в тюрьме, никто из них не признан политзаключенным. Инструмента нет. Лукашенко не собирается никого выпускать. Я просто хочу, чтобы все это понимали. А если он решит кого-то выпускать, то мы ему не нужны, Координационный совет. Он будет разговаривать напрямую с его, за счет своих эмиссаров в Европе. Ключи от тюрем у него. Освободить политвязней мы можем только одним способом, когда ключи будут у нас, а у нас их нет. И небольшая статистика, очень быстро. У нас сегодня 207 человек в тюрьмах, у которых есть дети. По одному ребенку в семье 97, двое детей, 76 человек, трое детей, 23 человека, 4 ребенка в 9 политзневоленных и у еще 2 по 5 и по 6 детей. Это представители всех профессий. У нас в тюрьме 11 человек с инвалидностью, 3 несовершеннолетних и 24 пенсионера. Я почему вот именно такую статистику вам привожу? Потому что, когда я слышу истерики за этим уже поврежденным лед номер 9, я называю эту стойку. Если кто-то помнит, Курта-Ванигута взялся, и все, понеслось. Знаете, а как мы будем решать? Кто ровнее? Кого первого? Инвалида, пенсионера? Мать или отца 5, 6, 4, неважно, одного ребенка. По крышечке, да, по 1, по 10, по 50. Как? Вы понимаете, что будут думать и говорить белорусы внутри страны? Мы морального права не имеем решать, кто важнее, кто ровнее, и выстраивать эту очередь. Тем более, что огромное количество людей просто ими не признаны. Смотрите, я очень вас прошу, пожалуйста, мы сегодня, это очень важный день и очень важный разговор. Координационный совет либо состоится, либо нет. И второй вариант тоже возможен. Нам надо, чтобы он состоялся. Мы можем ломать стойки, мы можем истерить по поводу того, что кто-то что-то не сделал и не делает. Но я вам хочу сказать, что есть фонд «Страна для жизни», с которым я постоянно на связи. Они реально делают, что могут. Вспомните, какой у нас был марафон. Как мы быстро все консолидировались и собрали деньги. Реабилитация, помощь, вот это все. И после 20-го, и тем, кто до 20-го являлся политзаключенным. Это мы можем. Но, господа, пока в Беларуси Лукашенко и все прочие негодяи удерживают власть, у нас в заложниках не только политзаключенные, но и 9-миллионный народ. И либо мы идем на переговоры с режимом, а я буду честно вам скажу, это не популярно. Я костьми лягу, чтобы не снимались санкции и не освобождались избранные. Я буду делать все, чтобы освободили всех. А для этого у нас есть только один путь – освободить страну целиком. И это большая правда. Все остальное – это популизм. Простите. Спасибо. Спасибо, Татьяна Мартынова. Номер 10 в списках. Хватит бояться. Обращаюсь я к вам, дорогие белорусы, если вы решите проголосовать. 11 номер 11, країна для життя. Валер Панкратович, калі ласка. Господар Валер. А ён прасіўся сам. Вось яго няма. Галасуйте, 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 шановне господарство, галасуйте. А вы ж не Валер, ці Валер? Валер, а чому ви не виходили? А, вось так, не слухаете нас. Добре, 5 хвилиночек. Так, здравствуйте, я бывший политзаключенный Панкратович Валерий. Здравствуйте. Добрый день.
Работает? Дякую. Я бывший политзаключенный, Петрович Валера, отсидел 2 года в застенках белорусских, и в СИЗО, и в зоне побывал. Я знаю, каково это быть политзаключенным и там, и здесь. Есть множество фондов и людей, белорусов, которые нам помогают. Але есть у людей множество вопросов до этих же фондов за, так сказать, открытость, как бачить, откуль, куды гроши уходят. Вот. Плюс мы, как вам сказать сейчас, мы должны больше говорить о политзаключенных, упоминать больше о семьях политзаключенных, стараться им як-то помочь. Вот. В Координационной Раде мы будем сочить за тем, чтобы освободить всех политзаключенных. Мы выдвигаем больше силовой метод. Хватит с ними разговаривать, с этой уладой. Она нелегитимна. Вот. И мы надеемся, что все другие, так сказать, политвыдвиженцы с нами будут завжди помогать нам, и мы все вместе справимся со всем этим. Пробачьте, я, конечно, не спикер какой-то, не умею разговаривать толком. И я працевал в колхозе агрономом, распространял альтернативные новости. Множество здесь журналистов, множество новостей я распространил. За это я сел, я отсидел, я вышел. Дякую за что вы робите, и надеюсь, что мы будем все вместе продолжать и давить этого таракана. Дякую. Живе Беларусь! Дякую великі. Я нагадаю, номер 11. Країну для життя, Валер Панкратович. Я вельмі такі... Цяжка весці гэтую канферэнцыю, і вось што я вам скажу. Канешне, калі выходзіць такі пражжоны латушка, так і што, ну... А калі вось неяк нават не ведаю. Ну, вы меня разумеете, так? Давайте яшчэ раз падтрымаем гэтых людзей, которые не бросили, не кинули и працягваюць гэтую барацьбу. Дзякуй. Алана Гебрэмарыям, прадстаўніца моладзевага наступу нумар 12. Калі ласка, запрашаю. І нагадую пра 5 хвілін. Дзякуй. Так, Вітаю яшчэ раз усіх. Дзякуй, што вы засталіся на гэтую вельмі важную сесію. Для мяне асабіста яна, напэўна, самая важная, просто таму, што я непасрэдна працую з людзьмі, са сваякамі палізняволеных, у арганізацыях, які дапамагаюць палітвязням, і ў тым ліку я сама экс-палізняволеная, як і іншыя спікеры і спікеркі. 12 на самой справе, 12 гэта стала лічба сімвалічная ў маім жыцці. 12 гэта і год за артыкул, які мне прызначылі, калі я сидела ўжо ўнутры калоніі, за здраду дзяржаве, за мою палітычную пазіцыю. 12 гэта і спіс моладзевага наступа, гэта нумар нашага спісу. 12 гэта і дзень, калі мяне і таленавітых маладых людзей затрымалі за тое, што яны не баяліся гаварыць праўду, за тое, што не баяліся выхадзіць, за тое, што яны рабілі стачкамі і спрабавалі дамагчыся перамогі падчас пратэсту ў 2020 годзе. Я сидела всего 2,6 год, але я не могу погодиться с теми людьми, которые говорят, что внутри большинство людей хочет сидеть в тюрьме и далее отстаивать свои правы. На самой справе ситуация, как я ее бачила, внутри такая, что люди не вытрымліваюць то, что нема сувязі, люди не вытрымліваюць ціску, люди больше не разумеюць, як ім трымацца, яны не разумеюць, чым іх не выцягваюць. І яны гатовыя на любы варыянт, толькі каб выйсці і атрымаць гэтую свабоду. Вельмі шмат людзей, якія запытваліся ў мяне, а што робяць дэмакратычныя сілы, каб нас вызваліць. Канешне, ўнутры ў мяне адказа не было. Звонку ўжэ можна было ацаніць, якая праца вядзецца. І зараз я магу сказаць, што пасля 4 год нашай працы па павелічэнню ціска гэта стратэгія не працуе.
палізняволеныя не выходзяць толькі за санкцыйнага ціску. Тыя кейсы, якія мы ведаем, гэта кейсы за перамоваў з заходнімі краінамі. Да, яны не публічныя збольшага, але гэты кейсы ёсць, і пра іх вядома, як яны адбываліся. Мы, моладзевы наступ, выступаем і падтрымліваем ідэю аб'яднання двух трэкаў. Гэта трэк палітычны, ціск і трэк гуманітарнага вызвалення палітвязняў і палітвязанак. Мы лічым, што жыццё – гэта галоўная каштоўнасць і тое, за што мы павінны змагацца, таму што гэтыя людзі знаходзяцца ў слабой пазіцыі. Яны героі, але яны не могуць за себя пастаяць. Мы іх голас, мы іх рукі, мы будзем і павінны займацца гэтым пытаннем настойліва, пастаянна. І таму я дагэтуль займаюся гэтай працай, я працую ў арганізацыях, які дапамагаюць палізняволеным. І ў тым ліку я паспрабую падтрымаць любымі варыянтамі гэтых людзей. Я хотела сказать, что на моем меркаванні все ж таки нам трэба сканцэнтравацца на некалькіх момантаў. Акрамя того, што мы проста павінны гаварыць пра гэта кожны дзень, 21-га гэта дзень салідарнасці з палітвязням. Я спадзяюся, шмат хто далучыцца і ўзгадае нашых людзей, нашых герояў. Мы павінны все ж таки адмовіцца ад стратэгіі ўсё ці ніхто і працаваць разам над распрацоўкай перамоўнага працэсу па вызваленні палітвязняў праз еўразвяз. Таксама кансультавацца з краінамі, якія вялі перамовы ўжо наконт вызваленняў палітвязняў. І, канешне же, аналізаваць кейсы вызваленняў, якія нам вядомыя, актараў, які ўдзельнічалі ў гэтых працэсах, і спрабаваць прыцягнуць іх для розных груп палітвязняў. Тут трэба падкрэсліць, што мы выступаем за вызваленне ўсіх палітвязняў, але разумеем, што зараз магчымасць ёсць вызваляць толькі людзей кропкава і па групах. І апошні момант, які хацела сказаць, гэта трэба даносіць нашым партнёрам пазіцыю і фармат магчымых перамоваў, што мы не толькі за ўзмацненне санкцый, мы не толькі за ціск на рэжым, але мы гатовы шукаць гэты каналы камунікацыі і спрабаваць выцягнуць людзей любым спосабам, таму што яны гэтага вельмі чакаюць унутры. Ім вельмі балюча і вельмі страшна на самой справе там знаходзіцца і адчуваць, што за тебя не змагаюцца. Таму я заклікаю вас усіх все ж таки не адмаўляць вектар перамоўнага працэсу праз краіны развяза у асацыяцыі з палітычным ціскам і спрабаваць знаходзіць варыянты на базе пляцоўцы каардынацыйнай радзе у тым ліку. І, напэўна, апошняе, што я хочу сказаць, гэта тое, што я сама спрабую заўсёды гаварыць пра тое, што я, напэўна, бы не змагла сидзець 12 год, якія мне хацелі прысудзіць. Я не лічу себя героем і не лічу, што мы павінны патрабаваць ад людзей геройства. Людзі, якія хочуць выйсці, людзі, якія хочуць наблізіць гэты момант, яны павінны мець гэту магчымасць, і мы гэты выбар павінны ім даць. Скарыстаюцца яны ім ці не скарыстаюцца, гэта іх асабісты выбар. Свабоду усім палітвязням і жыве Беларусь. Дзякуй. Дякую. Дякую, Алана Хебре-Марія. Номер 12 у спісе «Моладзевы наступ». «Моладзевы наступ». Праз 10 хвілінак, так ладно, праз 10 хвілінак на гэтай сцэне збяруцца прадстаўнікі 12 аб'яднанняў дзеля таго, каб адказаць на вашыя пытанні, на пытанні людзей, которые глядзелі трансляцыю, і калі у вас уже няма шансу задаць гэтае пытанне, на жаль, таму што мы будзем апрацоўваць тыя, якія прыйшлі да нас ужо. Таму праз 10 хвілін тут будзе, можа быць, вялікая спрэчка, а можа быць, і не будзе гэтай спрэчкі. Так ці інакш, гэтае пытанне, вашыя пытанні мы зададзім. Чакаем вас праз 10 хвілін. Дзякуй вялікі.
Нет, ну а что? У нас все хорошо, мы даем рабочие места. Если только у нас хоть раз в жизни все было хорошо на деле, а не на словах, было бы хорошо. Ну, самое главное, это мирное небо над головой. Хотя нас готовят к войне каждый день, так что я уже и не знаю. Мы депутаты, свой выбор уже сделали и курс страны определили. Вообще-то никто из нас уже давно ничего не выбирает без четких указаний сверху. Главное, чтобы детки хорошо учились. Правда, нам все меньше нравится то, чему мы их учим. Власть – это порядок и сила. Но, насколько я себя помню, наш суд не имеет власти, мы просто исполняем волю руководства страны. Не надо нам, как в Европе, у нас тут все бесплатно. Правда, работаю я тоже, можно сказать, бесплатно. И зарплату обещают повысить, так что я за стабильность. Если бы только они еще цену каждый раз вслед за зарплатой не поднимали. Эх. Так выглядят выборы людей, которых убедили, что они ни на что не влияют. Хочешь начать влиять? Начни с Координационного совета. Мы выберем своих представителей, которые будут защищать наши интересы за пределами страны и приближать демократические изменения в самой Беларуси. Ваш голос, ваш унесок у демократи. З 25 по 27 мая вибори у Координаційну раду Білорусі.
Занимайте места в зале, я прошу вас, присоединяйтесь. Достаточно любопытных вопросов, как обозначено в списке, так и садимся. Я приглашаю для начала Евгена Дудкина, номер 1, «Солидарность». Господа Евген, и вот по часовой стрелке ваше место вот здесь. Присаживайтесь. Объединение «Воля», Геннадий Манько, прошу. Можно поддерживать спикеров. Европейский выбор. Здесь как-то все просто. Юлия. Ну так написано, пожалуйста. Прошу вас. Это европейский выбор номер 3 в списке. Номер 4 наша справа и Виталь Ремашевский. Роза Турарбекова. Простите, ради бога, маленькая змея. Это моя ошибка. Да, Роза Турарбекова. Прошу. Номер 5. Закон и правопорядок. Александр Азаров, пожалуйста. Шестой номер в списке «Голос диаспор». Я так понимаю, мы будем выводить на экран? Будем выводить на экран. Соответственно, если я ничего не путаю, Роман, да, вы с нами. Хорошо. Большой брат следит за нами. Да. Номер 7 в списках «Незалежные белорусы», Максим Шабуцкий. Номер 8, блок Прокопьева-Егорова, Александр Кнырович. Девятый номер, команда «Латушки и Рух за свободу», Павел Латушка. Номер 10, «Хопить бояться», Татьяна Мартынова. Вот дипломат, да? Пошел, всех подкупил, да. 11 номер, «Країна для життя», Виталь Савюк, Калиласка. И 12 номер, «Молодевый наступ», Лизавета Прокопчик. Молодежь. Присаживайтесь, я ухожу в зал и оттуда постараюсь задавать вопросы, которые пришли за время ваших выступлений. Есть общий вопрос, вообще вопросов пришло очень много на самом деле. И есть общий вопрос для всех. Так уж получается, что есть общий вопрос для всех, их тоже было много. Но мне показалось наиболее любопытным. Я заранее попрошу ответить каждого и максимально коротко, если это возможно, там, скажем, до 2 минут, просто тезисно. Яка перша ініціатива буде у депутатів після виборів? Грубо говоря, чем вы зоветесь сразу, если вас выберут? Пожалуйста, я предлагаю ответить тоже по часовой стрелке, что называется. И первым выступает, собственно, под номером 1 в списке Евген Дудкин, «Солидарность». Пожалуйста, Евген. Першая справа – гэта прыняцце рэгуламена. Сярод іншага я бачу сэнс, а сёння 230-я гадавіна складання прысягі Тадеўшам Касцюшка, каб мы акрэслілі менавіта адказнасць кожнага дэлегата за сваю дзейнасць перад народам Беларусі. Незалежна у Беларусі ці на эміграцыі. Дзякуй. Дякую. «Воля», Геннадий Манько. Ну, я думаю, первое, мы проведем ревизию, посмотрим, сколько зашло человек, какие группы создаются, и это будет простая работа выстраивания новой структуры по количеству прошедших людей. Спасибо. Третий в списке «Европейский выбор», Юлия. Ну, першае заўсёды гэта тэхнічныя моманты, гэта рэгламент. Самае галоўнае гэта статут, у якім вельмі шмат дзіраў, якія трэба выпраўляць. І таму гэта першае, хіба чым трэба заняцца, а далей мы ўжо пойдзем па сваёй праграме. Спасибо. Наша справа, Роза Турарбекова. Начать сразу реализовывать свою программу, с которой мы сейчас идем на выборы. А для этого необходимо создать определенную инфраструктуру внутри Координационного совета. По меньшей мере 2 комиссии. Спасибо. Спасибо. Закон и правопорядок. Да, Александр Азаров. Ну, вообще, перед тем, как начать работу и выполнять свою программу, нужно, конечно, принять основные документы, по которым будет действовать Координационный совет. Вот поэтому я вижу
только в этом. И от этих документов зависит, как будет Координационный совет работать в дальнейшем. Спасибо. 6-й номер в списке «Голос диаспоры» Роман Кисляк. Ну, статут у нас есть. Понятно, что его нужно корректировать. И то, что, в общем-то, что мы не смогли скорректировать, да, то есть часть вопросов просто не прошло через голосование во время второго состава. Но самый важный вопрос – это завершить протоколы взаимодействия между 4 структурами, да, то есть несколько протоколов взаимодействия между Координационной Радой, Светланой Тихановской, офисом Светланы Тихановской, Объединенным переходным кабинетом, чтобы мы организовали совместную работу, а не в разных органах бодались, распределили и полномочия, и ответственность, и разбили взаимный, скажем так, баланс. Спасибо. Спасибо. 7-й номер в списке «Незалежные белорусы», представитель Максим Шабуцкий. Ну, для того, чтобы организация работала эффективно, в первую очередь нужно решать внутриорганизационные моменты, начиная с протоколов внутренних, начиная от работы канцелярии. Это все привести в порядок, сделать фундамент, а после этого уже начинать решать глобальные вопросы. Хорошо. Спасибо. Имеет ли смысл продолжать задавать один и тот же вопрос, потому что все говорят о протоколах? Александр Кнырович, представитель блока Прокопьев-Егоров. Почувствуйте себя Масляковым, 8. Константин. Спасибо. Ну, во-первых, я хотел сказать, что шмат якой працы было уже зроблена Координацыйнай Радай. Я бы хотел, каб Координацыйная Рада третьего скликання продолжила працу и комиссии по замежных справах, и комиссию по адукации, и каб яна опиралась на те документы, которые уже створены, потому что вельмі шмат часу была страчена менавіта на гэту працу. Гэта па-першае. Па-другое, конечно, галоўная праца выбраць спикера. Хто ж будзе галоўны ў гэтай Координацыйнай Радзе? А гэта будзе вырашана тады, калі мы пабачым результаты, вынікі галасавання. А калі без жартаў, то, канешне, блок ідзе на выбары з пазіцыяй самафінансавання палітыкаў, блок ідзе на выбары з пазіцыяй моцнай дыаспоры, і таму мы будзем працаваць у накірунку некай адказнасці дэлегатаў перад рэальнымі беларусамі, якія зараз жывуць у першую чаргу за межамі беларусаў, у другую чаргу ўнутры Беларусі, і над самафінансаваннем, канешне. Добре, дякую. Номер 9, команда Латушки «Рух за свободу». Павел Латушка. Мы прапаноўваем 9 крокаў за 100 дзён. Першы крок – гэта прыняцце рэзалюцыі аб спрашчэнні візавага рэжыму, аб адкрыцця памежных пераходаў і лабавання гэтага працэсу ў нашых партнёраў. Другое – гэта стварэнне камісіі па адказнасці і правядзенне грамадскіх слуханняў па адказнасці Лукашенка. Трэцяе – гэта перазапуск камісіі па палітзняволеным. Усяго 9 крокаў. 9-й крок кожнаму беларусу. Калі ласка. Дякую. Номер 10. Хопить бояться. Татьяна Мартынова. Сначала мы поругаемся с Павлом Латушко, потом мы с ним помиримся. Да, Павел Павлович? Потому что у нас противоположная позиция. Окей, неважно. Первое, что я сделаю после того, как мы обязательно победим на этих выборах, я займусь формированием мощной фракции и мощного блока, где будет одновременно парамилитарный и гражданский политический блок друзей, помощников Украины. Я позвоню Гене Манько, который тоже, я уверена, выиграет эти выборы, блок «Воля». Я позвоню Саше Азарову, у которого в списке есть человек, которому я бесконечно доверяю, это господин Ракицкий, который умеет и знает, что такое иллюстрация. И дальше я буду настаивать на том, чтобы каждое заседание нового созыва Координационного совета было в прямом эфире, в онлайне. Все в открытом доступе и ничего под ковром. Пусть это смотрит 10 человек. Я понимаю, что политические моменты не очень интересно смотреть, но все должно быть открыто и в прямом эфире. Спасибо. Краина для життя, 11 номер, Виталь Савюк, Кальваск. Я соглашусь с моими коллегами, что первое, что надо сделать, это принять правила, по которым мы будем эффективно работать. Но также в этих правилах, на мой взгляд, должно быть обозначено то, кто какую ответственность будет нести за эту работу, чтобы действительно Координационный совет был той структурой, которая бы внушала доверие, а не тем, что, к сожалению, сейчас. Спасибо. Спасибо. И 12-й в списке молодевый наступ Лизавета Прокопчук.
Ну, мне уже зусім не цікава адказваць, але я згодная з усім, што сказалі калегі, апаненты, апаненткі. Я думаю, што мы просто таксама збярем каманду і будзем вам з усім гэтым дапамагаць. Дякую. Странно, почему-то никто не ответил сразу первым делом. Ну, отметим как бы победу на выборах. Ну, нема часу. Да ладно. Это политика, поэтому я туда не лезу. Еще раз, много вопросов всем, но, боюсь, у нас просто не хватит времени. И одним из вопросов было, как проголосовать и насколько это безопасно. Я думаю, что не имеет смысла спрашивать у тех, кто идет на эти выборы. Я лишь направлю людей, которым интересен ответ на этот вопрос, на сайт Координационного совета. Очень просто называется rada.vision. Rada.vision. И там, это я сейчас больше обращаюсь, разумеется, к избирателям, к зрителям, вы найдете ответы на все ваши вопросы. Как проголосовать, насколько это безопасно, а дальше уж вы выводы делаете сами. Далее будут вопросы, которые адресные вопросы, конкретно каждый из команд. И начнем мы также по часовой стрелке. Единственное, к чему я призываю, я предполагаю, что некоторым из вас захочется ответить на вопрос, который адресован другому кандидату. Боюсь, что это невозможно, потому что зрителей интересует именно ответ на вопрос того кандидата, которого он вас задал. Просто маленькая ремарка перед тем, как мы перейдем к вопросам и ответам. А мы, собственно, к ним уже и переходим. Вопрос к Евгению Дудкину. Очень простой. Неожиданные вопросы, но вот они такие есть. Расскажите о себе, о своей деятельности. Кто вы, что вы? Это вопрос из... Дякую великий. Белорус, христианин, демократ. Ужо політик. На сённяшні дзень гісторык, які займаецца вывучэннем беларусаў у парламенце міжваеннай Польшчы, што дапамагае мне знаходзіць адказ на пытанні сённяшняга дня. І тыя плады, тыя параўнанні, якія бачу ў мінулым, я знаходжу адказ на дзень сённяшні і лічу вартым свае дасягненні ці вопыт іншых навукоўцаў, паглядзець, дзе мы, беларусы, наступаем на тыя ж самыя граблі. І выйсці з гэтага кола, калі мы прыходзім заўжды да той самай кропкі крызіса, трагедыі кожнага чалавека. Таму сёння я іду ў КР для таго, каб мы выйшлі з гэтага трагічнага кола і, наконец-то, каб у Беларусі, вярнуўшыся, разам з вызваленым палівязем маглі сказаць «Жыве Беларусь!». Дякую вялікі, дякую вялікі. Спадар Манько, такое пытанне да вас. Было і пытанне да Сергея Кідышка, але тут прадстаўніком волі з'яўляецеся вы, таму уточните у господина Манько, почему создание БВА это реально. Это нам важно, пишет зритель. Ну, во-первых, давайте для других зрителей, может быть, расшифруем, что такое БВА еще раз, и потом почему это БВА реально. Это белорусская вызвольная армия. Вот. Почему это реально на сегодняшний день и почему поднялся этот вообще вопрос? Многими он воспринимается, конечно, как какой-то там комичный, может быть. Ну, давайте просто обратимся, вот посмотрим назад, посмотрим 2014 год, когда Российская Федерация совершила акт агрессии, захватила Крым и оккупировала часть территории Украины. На тот момент все вопросы, которые можно было решать с международным сообществом в Украине, они замыкались только на нелетальном оружии. Прошло время, ситуация изменилась. 22 год, начало активной фазы. Сначала говорили, что джавелины нет, потому что красная линия, мы за нее не переходим. Если красную линию переходим, ядерная война. В результате джавелины есть, стингеров нет, стингера есть. Поехали хаймарсы, поехали крабы, поехали Аристе, системы ПВО, поехали Патриоты, Брэдли, Абрамсы. То есть есть вся техника, которая раньше не давалась. О чем я говорю? Я говорю о том, что ситуация меняется активно. На сегодняшний момент
на сегодняшний момент. Уже всем понятно, что шутки закончились, и мы поднялись в эти витки вот такие с 2014 года. Они нас привели к тому, что на сегодняшний день оппоненты наши, это режим Лукашенко и Путина, они заявляют о применении тактического ядерного оружия, угрожают им. Я вижу, и мы видим, мои коллеги видят, что развитие не может остановиться в этой точке. И на сегодняшний день даже то, что заявлено, вот сейчас 15 июня пройдет встреча очень большая в Швейцарии, где будет присутствовать 160 стран. Такая формула мира по Украине будет решаться. Там неизвестно, какое будет решение. Но в этой части уже присутствует Пекин. На этой стороне приезжает туда, что очень возмущает Россию. Россия не приглашена туда. Мы не знаем, что это будет. Это будет остановка, стоп, и дальше что? Какая-то передышка для Российской Федерации. Самое главное, то, что понимаем мы. Беларусь находится в центре Европы, она находится в этом эпицентре событий, можно сказать. На этот момент, пока Беларусь находится под уплывом России, под влиянием России, безопасности в регионе нет ни для кого. Ни для Латвии, ни для Литвы, Польши и Украины в дальнейшем. Поэтому, к сожалению, есть такие стратегические прогнозы, что все-таки развитие коснется и белорусской территории. Поэтому на сегодняшний день нам надо быть готовым. Я начал сегодня говорить там про онкологию, про лимфоциты, которые должны бороться, патриоты. Так мы считаем, что надо сегодня готовить, чтобы завтра опять не получилось так, как вчера. И я вам скажу еще одну секунду. В начале войны я был в Чернигове, вот когда началась война, я был в Чернигове, мы ездили с калиновцами, встречались с руководителем администрации Чернигова. Он рассказывал, какое было начало, когда танки подошли к городу, что происходило. Происходило то, что у него из всего управления СБУ не было ни одного человека. Пришло 3 человека, 2 старших лейтенанта, 1 капитан, которые сказали: дайте оружие, мы хоть что-то, и дайте нам рубеж, который мы будем отстаивать. Чуть-чуть было военных, и основную работу сделали мужички, которые так называемое ТРО. Поэтому, чтобы не получилось, они жгли эти колонны. Они вот это наступление, которое 3-7 дней, это они остановили эти колонны во многих случаях, и вокруг тут Киева в том числе. Поэтому, чтобы не происходила такая же ситуация завтра, когда там это все перенесется уже либо на территорию Беларуси, либо на территории Евросоюза дальше, потому что мы не знаем, какое развитие произойдет. Мы наблюдаем, мы не утверждаем, что будет так или так. Надо быть готовым, поэтому надо готовиться. Я вам скажу больше, интерес уже есть. Поэтому эта тема поднялась публично, потому что некоторые обсуждения идут. Спасибо. Напоминаю, это был ответ на вопрос Геннадия Манько, почему создание БВА – это реально. Далее европейский выбор. Юлия, и к вам будет 2 вопроса. Первый вопрос будет только вам. Ну, так написали люди. А второй вопрос я попрошу подготовиться еще и Евгения Дудкина, потому что этот же вопрос адресован и вам тоже. Да? Все, разумеется, получат свои вопросы, но как можем, так идем по часовой стрелке. Итак, европейский выбор. Чаму, няма, прывітанне лідаркі Святланы Тихановскай да ўдзельнікаў канферэнцыі. Такое пытанне да вас. Ну, па-першае, гэтае пытанне трэба задаваць не нам, а лідаркі. Гэта па-першае, але наколькі я ведаю, яна збіралася, ёй было даслана запрашэнне, але тэхнічныя моманты заўсёды здараюцца. Добро, это отказ на пытанне, дякуй. И другое пытанне, цитирую. Что необходимо изменить в языковом вопросе в Беларуси? Какие реформы необходимы для усиления позиции родной мовы? Калі ласка. Нет, это Юля, это вам. Еще раз, пробачьте. Вы не слушаете другие вопросы? Нет, я чула. Что необходимо изменить... может, вы не разумеете. Добре разумею. Что необходимо змяніць у языковым пытанні ў Беларусі? Якія рэформы неабходны для ўзмацнення пазіцый роднай мовы? Пераклаў для вас. Дякую. Па-першае, трэба ўсё ж таки зрабіць усё дзеля таго, каб хотя бы на сённяшні момант наша беларуская мова сапраўды стала дзяржаўнай. І
У першую чаргу гэта не залежыць ад нейкіх дэмакратычных сілаў. Гэта ў першую чаргу залежыць ад кожнага чалавека. Таму што я ведаю вельмі шмат тых беларусаў, якія з'ехалі з Беларусі, жывуць у замежжы, і яны не размаўляюць беларускай мовай. Разумееце? І тут пытанне мовы у першую чаргу залежыць ад кожнага беларуса, ад яго выбара. Наколькі ён падрыхтаваны да гэтага перахода, наколькі ён гатовы перайсці да роднай мовы, вярнуцца да яе і заставіць побаку расейскую мову. І потым ужо дэмакратычныя сілы могуць рабіць рэформы. Але ў першую чаргу рэформа датычыцца таго, што першыя крокі датычацца таго, што беларуская мова павінна набыць сваю дзяржаўнасць, сапраўдную дзяржаўнасць, а не так, як на сённяшні момант у нас беларуская мова, можна сказаць, забаронена. Номер 3 у спісе, еўрапейскі выбар, дзякуй. І тое самае пытанне я зараз перадрасую спадару Евгену Дудкіну, гэта номер 1 «Солідарнасць». Яшчэ раз я паўтарую, якія рэформы неабходны для ўзмацнення пазіцыі роднай мовы Беларусі? Калі мы кажам пра рэформы ў Беларусі, спачатку трэба ўзяць гэтую ўладу ў Беларусі. Для таго, каб беларуская мова сапраўды стала дзяржаўнай і папулярнай, каб беларусы не баяліся гаварыць па-беларуску, бо яны не маюць той моўнай практыкі, як сказала спадарня Юля, трэба сапраўды вярнуць беларускай мове той сапраўдны дзяржаўны статус. Часта такая практыка ёсць, калі ў школу прыходзяць бацькі, яны пішуць заяву, каб дзеці вучыліся па-беларуску. Прабачце, краіна называецца Рэспубліка Беларусь. А чаму трэба пісаць заяву, каб вучыцца менавіта па-беларуску? Мы самі стварылі ці патыкалі дзесьці, што так сталася. Я думаю, што трэба пачаць з таго, каб вярнуць беларускую мову на дзяржаўны ўзровень. Рыба гніе з галавы. І палітыкі, мы ўсе тут, маем вялікую адказнасць перад нашымі выбаршчыкамі, перад народам, у тым, каб мы размаўлялі па-беларуску, захвочвалі іх нас слухаць па-беларуску, весці дыялог з намі. І тады, я думаю, беларуская мова адродзіцца. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Номер 1 «Солідарнасць». Евген Дудкін. Спадарня Роза Турарбекова, да вас пытанне такое. Номер 4, наша справа в списах. Какие есть достижения в текущей работе, кроме создания комиссий? Конец цитаты. Результаты работы комиссий, но если коротко. Это для зрителей. Если развернуто, да, если развернуто. На самом деле, кстати говоря, действительно необходимо користаться именно белорусской мовой, и большесть у нашей команде користаются белорусской мовой. Пробачьте, что я больше користаюсь русской. Но, возвращаясь к вопросу. На самом деле было создано 2 комиссии, студенческая и по образованию. И эти 2 комиссии работали с обращениями белорусских граждан. Паршенков во главе студенческой комиссии, Терешкович во главе комиссии по образованию. В частности, их результаты были следующими. Комиссия по образованию занималась рассмотрением вопросов по программе Калиновского и помогала решать вопросы студентов по программе Калиновского. Насколько я понимаю, эти вопросы решены. Что касается индексации стипендий, что касается выплат, вовремя выплат. Это было сделано, надо подчеркнуть, совместно с кабинетом. Была создана рабочая группа, и Алина Ковшик так само работала вместе с комиссией по образованию. Я считаю это настоящим хорошим примером того, как можно работать, сотрудничать между политическими акторами. Это один небольшой пример того, что делали. Делали еще и верификации документов, делали еще и настаивали на продлении виз белорусских студентов, виз в Чехии. Вот они опынулись у такой, знаете, не вельми приемной ситуации. И это касаемо работы в комиссиях, я имею в виду. И много чего как раз именно из обращений
вопросы легализации, верификации, решения сложных моментов. Люди обращались, в первую очередь, конечно, студенты и преподаватели, не только, и получали не просто ответ, отписку, но получали слушания и решение этих вопросов. У нас было мало ресурсов, мы не кабинет и не офис, но что могли сделать в рамках комиссии, то делали. Дякую, великий. Спасибо. Это еще не все, это еще не все. Еще есть к вам вопрос. Единственное, я попрошу, да, придется ускориться, потому что максимально сжато. Еще один вопрос нашей справе, 4-му. Андрей Лаурухин, ваш чоловік? Наш. Це питання було до його, але відказувати вам зараз. Так. Ці є план, як побудувати незалежний білоруський університет у вигнанні? Философский почти что вопрос. Как вы знаете, у нас, по крайней мере, был один белорусский университет в изгнании, Европейский гуманитарный университет, но, на жаль, нельзя его назвать в полном смысле белорусским, потому что там, по-моему, меньше 4% курсов читается на белорусской мове. Это не вельмі добра. Вось, таму, да, сейчас зараз поднимается это питание наконт создания Белорусского национального университета или просто Белорусского университета. Этот вопрос, в основном над этим вопросом занимается комиссия по образованию, ряд НГО и представитель кабинета Алина Ковшик и ее заместитель Барковский. И совместно сейчас они готовят презентацию этого проекта, который, насколько я знаю, эта презентация пройдет здесь, в Варшаве, в июне. Я не имею полномочий анонсировать этот ивент, но я говорю о том, что, в принципе, начало уже дано, и я надеюсь, что наши белорусы подтримают. Вы видите, я, казашка, 27 лет тому назад уехала из Казахстана, приехала в Беларусь. Вокруг меня было то выключно рускомовное асяроддзе. И я зараз імкнуся карыстацца беларускай мовай, и я докладно ведаю, что эта проблема у первую чаргу супольности нашей. И я тому прошу зараз усіх вас, диаспоры, офис, кабинет, координаційную раду, усіх нас, подтримать создание этого университета, потому что, на жаль, іншого у нас университета национального нема, а нам трэба, каб создаваліся, выпускаліся кадры з беларускай мовай на ўсіх, па ўсім накірункам, я маю на ўвазе ўсе спецыяльнасці. Дзякуй вялікі. Дякую вялікі, спадарыня Роза. Турарбекова, 4-я у списах, наша справа. Далей, вы так мне неяк няёмка, вы мне тлумачыце ўсё, што вы. І я думаю, о, халера, калі мне такое было, каб столькі паважаных асоб у адным месцы тлумачыла дакладна мне ось все, што яны хацяць сказаць. Это цудоўна. Дзякуй. Гэта, я нагадаю, гэта вопросы ад гледачоў, ад патэнцыяльных выбаршчыкаў. Так? 5-й номер законы правопорядок. И Александр Азаров, до вас питание. Как выборы в Коалиционный совет помогут перетащить силовиков на наш бок? Такой вопрос. Я об этом говорил в своем выступлении. Значит, на силовиках держится режим Лукашенко. И если мы их не перетащим на наш бок, то я не думаю, что демократия в Беларуси победит. Поэтому мы идем в Координационный совет, чтобы создать для них условия, при которых они согласятся перейти на наш бок. Мы можем провести реформы правоохранительных структур, показать им, что будет в будущем. Сейчас Лукашенко им показывает, дает им пенсии, зарплаты и стабильность. Вот это главное их слово, стабильность у нас есть. А что нам даст Тихановская и белорусы за границей? Ничего. Поэтому мы должны создать эти условия и показать им визуально. Мы должны создать документы и подписать их не просто в телеграм-канале, там, значит, напечатать что-то, пост, что мы гарантируем то-то, то-то. Должны быть документы, нормативно-правовые акты созданы, в которых будут гарантии, и они должны видеть их будущее. И только тогда они смогут задуматься и перейти на нашу сторону. Дополнительный вопрос еще. Есть ли какая-то, может быть, коротко, да, есть ли программа, подходы, концепция реформы системы МВД, КГБ и также исправительных учреждений у вас?
Конечно, в нашей команде есть люди, которые работали в различных правоохранительных, ну, теперь они называются карательных структурах. И в том числе я, к примеру, в 2021 году писал реформу МВД, общую концепцию. Вот, и я знаю очень много замечательных белорусов, которые участвовали в разработке такого рода концепций. И эти концепции, вот Павел Латушко тоже занимался, НАО занималась этим вопросом. Это нужно все собрать, проанализировать и выработать общие подходы. Спасибо. Александр Азаров, номер 5 в списках «Закон и правопорядок». 6-й номер «Голос диаспор». Никто не представляет. Ну а как? А Роман Кисляк вот с нами же. Да. Вот сценаристы бестолковые. Как вы сказали в своем выступлении, что надо убрать фактор России? Вопрос, как? Это вопрос к вам. Да, Россия должна ослабнуть настолько, чтобы ей было не до Беларуси. Вопрос как? Ну, это сложный вопрос. Если у меня был бы ответ, не знаю, у меня было звание академика. Но над этим необходимо работать, помогать Украине прежде всего. Ну, собственно, это ответ на вопрос «как». Какие проекты, каналы, средства взаимодействия с обществом внутри Беларуси вы считаете наиболее эффективными и сейчас, и в будущем? Ну, тут, наверное, здесь в этом вопросе два вопроса. Есть информирование, там одни каналы, есть коммуникации, там другие возможности, скажем так. Это сложно сейчас выстраивать, возможности есть, и надо работать над их расширением этих возможностей. Но детально я говорить о них не буду. У меня есть, допустим, правозащитный опыт, как это выстраивается. Но с точки зрения безопасности, вот здесь на публику я раскрывать не буду. Когда мы будем работать детально, уже в рамках рабочей группы, мы проработаем, я надеюсь, что и расширим те возможности, которые уже наработаны правозащитными и общественными организациями. Спасибо. Номер 6 в списке «Голос диаспор». 7-й номер «Незалежные белорусы». Максим Шабуцкий, вам вопрос сразу такой быстрый и простой. Сколько вы рассчитываете набрать процентов поддержки? Сколько процентов на выборах, да? Да, наверное. Так сформулирован. Сколько различиваете набрать процентов поддержки? Ну, сколько людей, столько мы и наберем, чтобы все прошли. Хорошо, это ваш ответ. И формулировка такая. Як будем вылавливать и притягивать до отказности злочинцев и агентов режима у замежжи? Да никак, это невозможно априори. Мы находимся в европейской юрисдикции, надо с уважением относиться к той стране, в которой мы находимся, которая помогает нам, причем помогает комплексно, помогает многогранно. И я думаю, что магистральным аспектом нашей работы должно быть свержение режима Лукашенко, а не ловить какого-то сбежавшего сержанта, который где-то, не знаю, работает там под Варшавой в Жабке грузчиком. Ну, это не может быть приоритетом работы. Надо на основной цели акцентировать внимание, а не на этом. Спасибо. Номер 7. «Незалежные белорусы». 8-й номер блок Прокопьева и Егорова. К некоторым блокам больше вопросов, к некоторым меньше. Максимально я постарался выбрать 2. Чому сьогодні не выступаў Андрей Егоров? Ён боится публічных выступаў? Пытанне да спадара Кнаровича. Ну, как бы это питание до самого Андрея Егорова, тому я не могу на него отказать докладно. Тому, я тут есть, давайте до меня питание. До вас, добре. Я с Егоровым вот в данный момент отдельно. Татьяна, это не дискуссия, извините. Это ответы на вопросы зрителей. Это важно. Зрители задали вопрос блоку Прокопьева и Егорова. Вопрос такой. Было много попыток объединить белорусов хотя бы за рубежом, и ни у кого это не получилось. Почему именно вам это удастся? Вельми доброе питание. И я не упевнений, что нам это удастся. Я упевнений, что іншого шляху нема. Ніякага іншага шляху няма, як аб'ядноўваць беларусаў. І гэта, ну, ведаеце, мы разумеем, што адбылося, што з'ехала 600 000 чалавек, апошнія лічбы. Частка з іх з'ехала ў Расію, частка з'ехала сюды.
І пагроза ў тым, што яны вельмі хутка асімілююцца ў тых краінах, дзе яны жывуць, і стануць літоўцамі, палякамі і так далей. Таму няма ніякага іншага шляха. У гэтым напрамку трэба працаваць, і калі не атрымаецца ў гэты раз, то атрымаецца ў наступны. Але гэта вялікае пытанне. Будзем працаваць, паглядзім, ёсць ідэі. Калі дазволіце два слова наконт мовы, меня вельмі зачапіла гэта пытанне. Прабачце, але то пытанне было не да вас, то пытанне было да іншых блокаў. Гэта вельмі важна, таму што гледачы хацяць атрымаць адказ на пытанне ад тых блокаў, каму яны задаюць. Ёсць ли яшчэ пытанне? Ёсць. Апошняе, я не ведаю, у нас вельмі мала часу, пытанне вельмі цікавае, мне падаецца, таму, як атрымаецца? Что делать с АЭС в Островце и кредитом в 10 миллиардов долларов России? Ну, пытанне по теме, дзякуй, для мяне. Слухайце, гэта ж быў звязаны крэдыт. І калі адбудзецца перамены, то гэта будзе размова гэта будзе частка вялікай размовы з Расіяй. У нас доўг перад Расіяй амаль 12 мільярдаў, з яго там трохі меней за 8, гэта доўг за АЭС. У нас 60% гандлёвай сувязі з Расіяй. У нас... Так, хто здесь экономист? Больше за 60%. У нас і третья великая проблема, мы привязаны, як наркотикам, привязаны до танных углеводородаў. І мы разумеем, што гэта пытанне складаецца з трох частках. Гэта будзе вельмі доўгая размова, таму што нельга казаць, мы не будзем аддаваць гэтыя даўгі, гэта зрабіў Лукашенко. Гэта азначае банкрутства краіны. Нельга так казаць. Але гэта будзе доўгі перамовы. Магчыма, гэта будзе належыць камусьці, хто за яе заплаціў. Мы будзем уже некія такія стасункі выбудоўваць уже з самой АЭС, з уладальнікам. На гэты конт ёсць нейкі план, але гэта не асобнае пытанне, гэта пытанне вялікае размовы з Расіяй наконт будучага жыцця. І калі дазволіце яшчэ хвіліначку, ўсё ж такі. Паўхвіліначкі, Александр. Паўхвіліначкі. Тыя палітыкі, якія кажуць, што заўтра трэба пабудаваць мяжу ў Смаленску, эканамічную мяжу, яны прапануюць, каб узровень жыцця беларусаў упаў амаль на 30% адразу. Яны прапануюць адразу зрабіць тое, што адбылося пачатку 90-х гадоў. Гэта азначае менавіта гэта. Ты спыняеш рух, ты спыняеш гандлёвыя сувязі, і гэта падае ўзровень жыцця, і людзі выходзяць на вуліцы і сносяць гэтае правительство. Я не ведаю, гэта будзе правительство Палыча, ці можа нейкае іншае правительство. Але, то бок, гэта немагчымы шлях. Гэта шлях доўгіх перамоваў і перамоваў уже з пункту незалежнай, самастойнай дзяржавы, а не так, як адбываецца зараз. Дзякуй, я магу доўга об этом казаць. Конечно, так, дзякуй. Это 8-й нумар у списах. Блок Прокопьева и Егорова. Александр Кнарович. Идем далее до команды Латушки и Руха за свободу. Это пункт номер 9. Я разумею, что я одразу спадара Кнаровича могу запросить министром экономики, да? Это уже, я не ведаю, это уже ваши справы. У меня есть свои варианты. Павел Латушка, два пытания до вас такие. Вы говорите про какую-то скоординированную работу демократических сил, но член вашего блока Андрей Курейчик абсолютно некорректно ведет себя в отношении всех списков. Как лидер, вы не отвечаете за него? Андрей Курейчик блогер, он мае право на критику, коалиция не критикуе інших партнеров. Вы год тому сыходзілі з Координаційної ради з вялікім скандалам, абвінавачваннямі ў бок Координаційної ради, асабіста ў бок Ольгі Кавальковай. Што замінае вам зрабіць гэта зноў? Я не заходзіў, мяне выкінулі з Координаційної ради, змяніўшы рэгламент, які не дазваляе прадстаўніку кабінета быць членам Координаційної ради. Я зрабіў гэта на один дзень па выніках папярэдняга галасавання ў Координаційнай радзе, якое 75% было за тое, каб выключыць магчымасць адначасова быць членам кабінета і Координаційнай рады. Просто я зрабіў гэта на дзень пасля фармалізаванага рашэння. З Кавальковай у меня конфликт, я не разумею, может Кавалькова так лічыць? Не ведаю. І, раз уж вы так адказваеце быстро, апошняе пытанне. Навошта Паўлу Латушку усе пасады? НАУ, АПК, КР? Гэта не пасады, гэта адказы. Гэта чарговыя крымінальныя справы, чарговыя рызыкі. Калі мы ідзем у Координаційную раду, мы ідзем з багажом таго, што зрабілі. Мы хочам зрабіць больш. Калі вы хочаце, каб быў выдадзены ордер на арэшт Лукашэнкі, галасуйце за нас. Калі вы хочаце, каб была перададзена сітуацыя Беларусі па злачынству супраць чалавечнасці, галасуйце за нас. Калі вы хочаце, каб адна з краінаў свету падала заяву ў міжнародны суд
суд ААН аб злачынствах гвалту, які ў Беларусі, галасуйце за нас. Калі вы хочаце, каб папаўняліся спісы адказных у персанальных санкцыях, падтрымлівайце нас. Мы ідзем проста дзейнічаць, і за гэта атрымліваюць рызыкі ад КДБ, пагрозы, крымінальныя справы. Я хочу яшчэ раз звярнуцца да ўсіх. Мы павінны зразумець, у якой складанай сітуацыі знаходзяцца усе тут прысутныя і таксама выбаршчыкі. З аднаго боку мы вядзем барацьбу за галасы беларусаў, і гэта нармальна, класічна для кожнай выбарчай кампаніі. З другого боку мы бачым, што рэжым аб'явіў адкрытую вайну на маральнае і, магчыма, фізічнае знішчэнне ўсіх тых, хто ідзе супраць яго, хто стварае альтэрнатыву. І адначасова ён робіць усё, каб дэматаваць беларусаў, зрабіць ім максімальныя пагрозы, каб яны не прынялі удзел у гэтых выбарах. Гэта вельмі спецыфічная, асаблівая кампанія. Так што тут ніхто не ідзе за пасадамі. Тут людзі, якія ідуць весці барацьбу. Я з вялікай павагай да ўсіх тых, хто знаходзіцца тут, на гэтай сцэне. Галоўнае, каб мы зразумелі, што зараз вырашаецца лёс Беларусі. Мы можам апынуцца паўночнай Карэі, калі мы вашых блізкіх не пабачым, калі будзе занавес, калі не будуць працаваць памежныя пераходы, калі не будуць выдавацца візы. Гэта крытычны момант для будучыні нашай дзяржавы, нашай нацыі, народа. Таму важна прагаласаваць. Нішто не павінна вырашацца за нас, без нас. Не будзе рады, не будзе інстытутаў, нас не будуць слухаць увогуле. І паверце майму досведу, як дыпламату, і сёння як палітыку. Дякую, спадар Латушка. Номер 9. Команда Латушки, рух за свободу. Далей, номер 10 в список. Хопить бояться. Татьяна Мартынова. Первое питание. Должна ли Россия разделиться на разные субъекты? Это решать не нам, а России. И это пусть решают дорогие россияне. Это очень инфантильный вопрос, на который все пытаются отвечать. С точки зрения Беларуси нам нужна граница, визовый режим и отношения, которые будут соответствовать тому, кто будет управлять этой страной. Если это будет фашистская, путинская, неважно, белоусовская, ковальковская, извините, оговорочка по Фрейду, ковальчуковская хунта, то, извините, здесь забор. Ну, сорян. Если это будет пришедший, например, Илья Пономарев или кто-то, который там как это, мир хочет цивилизованного, контролируемого развала России. И если мы будем торговать с Ингрией, то почему нет? Нет такой страны Россия. Нет, есть Российская Федерация. Если она будет федерацией, и там не будет одного упыря, который угрожает всему миру и вообще развалит шарик, то мы будем разговаривать так, как со всеми, так, как сегодня Америка разговаривает с Китаем, или с Ираном, или еще с кем-то, так, как сегодня Европа разговаривает с эмиссарами Лукашенко. Второй вопрос. Проводятся ли вашей платформой сборы на поддержку ВСУ, полка Калиновского? Вот такой вопрос. Я никогда не проводила ни одного сбора на какие-то свои карты с учетом интересов других лиц. Я всегда была посредником, и если кто-то нуждался в помощи того, чтобы, имея свои ресурсы публичные, я опубличила чьи-то счета, объяснила, кто это, что это, зачем им нужно помогать, я этим занимаюсь с 2020 года. Мой канал поддерживают те донатеры, те подписчики, да, которые смотрят рекламу на моем канале и подписаны на спонсорскую программу. Спасибо. Номер 10. Хопить бояться. Татьяна Мартынова. Почему не похлопали? 11 номером в списке идет «Країна для життя», Віталь Савюк. І до вас тільки одне питання. Як «Країна для життя» тепер зв'язана з офісом Светланы Тихановской? Мы никак не связаны с офисом Светланы Тихановской. У нас есть взаимоотношения с фондом «Страна для жизни», где основную роль, ну, скажем так, учредителем этого фонда является Светлана Тихановская и Сергей Тихановский. И особенно в последнее время мы очень хорошо с фондом коммуницируем. С самим офисом у нас нет никаких отношений. Это ответ на вопрос, он был единственный. Спасибо. И, да, номер 11 «Країна для життя», Віталь Савюк. И 12 номер «Молодіва наступ», Лизавета Прокопчик. Ці ёсць, такое питання, ці ёсць у молодзевага наступа адрозненне ад іншых спісаў, акрамя ўзросту?
Ну, ад кожнага спісу мы па-рознаму адрозніваемся, не ведаю. Так, у кагосьці ёсць ўжо пра мільён візаў, у кагосьці ёсць пра дапамогу студэнтам і гэтак далей. Канешне, мы адрозніваемся, і нават справа не ў праграме, справа ў падыходах, хутчэй за ўсё, якія мы будзем выкарыстоўваць. Справа ў тым, як мы ставімся да таго, што мы кажам, як мы ставімся да стратэгічных пытанняў, чаму, напрыклад, мы не робім нейкіх гучных заяваў безальтэрнатыўных, проста таму, што мы разумеем, што мы прыйдзем у каардынацыйную раду, і нам прыйдзецца працаваць гэтай каардынацыйнай радай. І, ну, зразумела, што не ўсе нашы захады будуць падтрыманыя. И последний вопрос. Кто консультирует «Молодевый наступ»? Хто яго мусіць кансультаваць? Это не ко мне. Я задал вопрос от зрителей. Ну, яго кансультуюць розныя моладзевыя актывісты, напрыклад, сябры і сяброўкі з маёй арганізацыі «Моладзевы наступ». Мы тут таксама не апошнія людзі у моладзевым актывізме, таму можам і самі сабе пракансультаваць. Спасибо большое всем участникам конференции, всем спикерам, зрителям, тем, кто смотрел нас в Ютубе, тем, кто задавал вопросы, тем, кто еще будет голосовать. Я еще раз пробегу по списку, чтобы просто поставить точку. Если все правильно понимаю, то начали мы с солидарности. И я думаю, что поскольку, как сказал Павел Латушко, все здесь идут, ну, скорее всего, не за какой-то славой, да, не за славу, не за плату, как в известной песне, можно поддержать каждого из участников. Солидарность номер 1. Евген Дудкин. Номер 2. Воля. Геннадий Манько. Номер 3. Европейский выбор. Юлия. Номер 4. Наша справа и Роза Турарбекова. Номер 5. Закон и правопорядок. Александр Азаров. Номер 6. Онлайн сегодня. Голос диаспор. Роман Кисляк. Номер 7. Незалежные белорусы. Максим Шабуцкий. Номер 8. Блок Прокопьева и Егорова. Александр Кнырович. Номер 9. Команда Латушки и Рух за свободу. Павел Латушко. 10 номер «Хопить бояться» и представница Татьяна Мартынова. Номер 11 «Країна для життя» Виталий Савюк. И 12 номер «Молодевый наступ» Лизавета Прокопчик. Живе Беларусь! Живе. Я лишу, что мы повинны закончить. Усе стаміліся. Дякую вялікі. Голосуйте. Нехай пераможа здравый смысл. Дякую.